Доброе утро, дорогая аудитория, все гости, все участники семинара, руководство Министерства культуры. Доброе утро. Вас всех с праздником сегодняшней нашей встречи. Я думаю, что именно так на подъеме и доброжелательно, как сейчас вы встретились, мы продолжим нашу рабочую программу. Я озвучу статистику. У нас сегодня 49 зарегистрировалось участников семинара. Многие подключены. Статистику по подключениям мы дадим несколько попозже. Сколько регионов нас видит, слышит и смотрит. По составу участников у нас есть гости, которые приехали к нам. И моя задача сейчас познакомить вас. Прежде всего, это Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки и председатель постоянной комиссии секции РБА краеведения в современных библиотеках. У нас сегодня представляет областную Кировскую библиотеку Борчина Марина Анатольевна, заведующая краеведческим отделом. Удмуртская национальная библиотека Николаева Татьяна Васильевна, заведующая отделом Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии. Значит, она еще подходит. Авнигина Александра Борисовна, заместитель директора Ленской межпоселенческой библиотеки, город Яринск, Архангельская область. И Пятыга Татьяна Алексеевна, методист муниципальной Великоустюгской библиотечной системы, город Великий Устюг. Я думаю, что все мы собрались. День замечательный. У нас программа на руках. И я думаю, что мы можем сегодня семинар открыть. Слово для приветствия я предоставлю министру культуры и архивного дела Республики Коми Идрисовой Гульнаре Ринатовне. Спасибо большое. Страшная трагедия, когда погибают мирные люди, пришедшие на цель. Здоровья тем, кто пострадал, терпения и сил родным и близким, чтобы выдержать эту боль, которую принесли террористы. Действительно, сегодня для национальной библиотеки, для библиотекарей, для краеведов нашей республики, наших людей знаменательное событие, семинар, на котором будут рассматриваться современные подходы и поиск новых форматов библиотечного краеведения. Я хочу благодарить всех гостей, Надежду Михайловну, всех, кто нашел возможность приехать к нам на наш семинар. Любая встреча, которая проходит, она всегда очень значима, поскольку это возможность обменяться опытом, возможность других, кто уже имеет какие-то новые форматы, перенять эти форматы, поделиться этим опытом. Ну и, конечно же, общение всегда дает какой-то новый рост любому абсолютно делу. И очень для меня в данном случае приятно, что на базе нашей национальной библиотеки собрались действительно краеведы, и я уверена в том, что семинар будет очень полезным. Хотелось бы процитировать слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на котором только и может осуществляться культура всего общества. Память – это не сохранение прошлого, а забота о будущем». И сегодня основная задача в библиотечной системе – это сохранение исторического прошлого. И что бы ни делала библиотека, она
Конечно же, самое главное – это воспитывает духовно-нравственную личность, эстетическую и патриотическую направленную. Она приобщает к семейным ценностям. Она вкладывает и дает возможность человеку научиться отличать общечеловеческие ценности, высокие моральные ценности от того, что не должно воспитываться в человеке. Я вас благодарю за эту работу. И хочу сказать о том, что библиотечная система в нашей республике очень широко представлена. Более 200 учреждений по всей республике. Даже в самых маленьких населенных пунктах есть библиотеки или же клубы библиотеки, неважно в какой форме они существуют, но тем не менее есть люди, которые занимаются этой деятельностью. Ну и, конечно же, в основе многих библиотек лежит и краеведение. Поэтому я считаю, что каждый библиотекарь – это еще и краевед в своей части. Он именно изучает, развивает, сохраняет ту историю, культуру родного языка. И я желаю всем вам успешной работы. Я хочу, чтобы это стало действительно полезным, чтобы цели были достигнуты, и чтобы наше библиотечное сообщество очень сильно продвинулось в вопросах краеведения. Ну и, конечно же, вчера был профессиональный праздник всех работников культуры. Что хочу сказать, что работники культуры всегда были очень сопереживающими тому, что происходит в нашей стране. Они радовались вместе с нашими жителями, вместе с нашей страной, сопереживали. Они фиксировали те события, которые происходили. Они их перекладывали в музыку, слова, ставили пьесы для того, чтобы именно как раз-таки сохранить прошлое, не дать его забыть. И для того, чтобы это прошлое воспитывало в нас настоящих граждан своей страны. Поэтому я поздравляю вас с профессиональным праздником. Я желаю профессиональных успехов. Я желаю вам очень вдумчивых читателей, очень заинтересованных посетителей, готовых откликаться на все ваши семинар и бразды правления я передаю нашим модераторам Надежде Михайловне и Людмиле Николаевне Игушевой, руководителю отдела научно-аналитической деятельности. Добрый путь нам всем! Спасибо, коллеги. А я, пожалуй, сразу выйду туда, потому что после того, как мне первой выступать, скажу оттуда. Надежда Михайловна идет, я скажу, что мы начинаем первый блок «Стратегии и перспективы библиотечного краеведения». Я перед этим хотела бы сказать несколько слов о том, как будет проходить наш семинар. Наша косность, наша традиционность, наши скрепы профессиональные заслуживают того, чтобы этих наших традиций держаться и дальше. Для нас всегда семинар – это работа. Это не послушать, а это послушать и поговорить, и спросить, и поспорить, я не знаю, подраться, да, но с пользой для дела, в мирных целях, да. Поэтому, пожалуйста, приготовьтесь все ровно к такой работе. У нас по правилам наших семинаров, которые мы распространяем всегда там, где мы являемся соучастниками, да, этого прекрасного дела, по правилам, каждый доклад обсуждается ровно сразу после его произнесения. Все вопросы есть смысл задавать, все замечания есть смысл делать, а иначе зачем выступать? И иначе зачем сидеть здесь? Это первое. У нас есть микрофон, который будет предоставлен каждому, кто поднимет руку. И вы знаете, наверное, порядок, надо назвать себя, говорим мы только в микрофон, да? И дело ведущих следить за тем, чтобы мы не вылетели далеко из регламента. Поэтому дело докладчиков свои 15 минут, да, осознать как берега, в которых надо держаться. Это первое. Конечно, мы понимаем, что при такой работе вы довольно быстро устанете. Да?
от напряжения. Поэтому всегда на заседаниях, которые больше 8 докладов, мы делим это заседание примерно пополам, и после дискуссии по 4-му докладу мы, конечно, пригласим вас на получасовой кофе-брейк, где вы сможете немножко отдохнуть и опять-таки поговорить друг с другом. Еще я хотела бы сказать, да, вот так пойдут наши заседания, еще я хотела бы сказать, мы не включили в программу этого семинара тему, которая для нас является сейчас одной из самых актуальных, это тема, связанная с работой с сетевыми ресурсами, с веб-архивированием. Вы, наверное, кто-то из вас, может быть, читал нашу книжку об этом, кто-то, может быть, слышал семинар, который мы проводили в ноябре прошлого года, но мы не включили эту тему, потому что нам казалось, что сейчас, когда мы вбросили эту идею в библиотечное наше профессиональное сообщество, нужно дать всем возможность спокойно, без давления, без напора нашего, осмыслить эту задачу, подумать над ней и как-то, не знаю, сдвинуться к ее решению, поскольку там все вполне совершенно реально. Но вот мне подсказали, что надо предложить, и я с радостью согласилась, надо предложить всем вам. Если кто-то захочет на эту тему в свободной форме поговорить, то время есть сегодня, после окончания заседания. Его нет в ваших программках. Но те, кто захочет, я тут смотрю еще на коллег из централизованных библиотечных систем, пожалуйста, не думайте, что это только для больших библиотек. Когда мы сейчас начали эту тему, первыми отозвались как раз централизованные библиотечные системы, самые умные из которых уже в сущности эту работу так или иначе на свой страх и риск в рамках своих представлений о том, как это делать, уже ведут. Поэтому для ЦБС эта тема может быть даже еще интереснее, чем для больших библиотек. Итак, я, в принципе, вот делаю такое предложение всем вам. Как это будет? Ну, к концу нашего вечернего заседания, я думаю, что объявят наши хозяева. Это будет зависеть, наверное, от того, сколько вас будет. Да? Ну вот, пожалуйста, все время, которым я располагаю в прекрасном городе Сыктывкаре, в любимой библиотеке, оно в вашем распоряжении. И я сейчас тогда, с этим все понятно, коллеги, да? И я тогда сейчас начну свое выступление. Я должна сказать перед тем, вот пока оно открывается у меня, я должна сказать, что сегодня и завтра у нас будет очень много поводов радоваться тому, какое мощное у нас краеведение. Очень много поводов, я не знаю, там как-то гордиться и за себя, и за коллег, и как-то вот понимать, что мы, ну, здорово вообще все развивается, да, как много находок, как много удачных решений, как много умной работы. Я возьму на себя труд абсолютно неблагодарный. Я буду говорить о том, что не получается. Вот вы меня вытерпите, мои законные минуты, может быть, потом забудете. Я очень надеюсь, что нет. Я буду говорить о том, что не получается, и мало того, что не получается, я буду говорить, 2 ограничения я себе поставила. Я буду говорить о том, что носит массовый характер, что не отдельная библиотека, а что мы видим как нехороший тренд, опасный тренд. И, во-вторых, я буду говорить о том, что зависит только от нашего прекрасного краеведческого сообщества, от библиографов в первую очередь. Я не буду касаться очень больной темы оглушительного количества массовых мероприятий, которое не позволяет заниматься, почти не позволяет заниматься главным, ключевым, библиографией. Мы ничего не сделаем с этой массовой работой. Она так и будет на нас падать до тех пор, пока не сменится концепция библиотеки, которая рассматривается как обслуживающее учреждение, а не как мозговой центр и культуры, и науки, и всего серьезного. Да? С этим мы ничего не поделаем, поэтому я буду говорить о том, что зависит от нас с вами, сидящих здесь в зале. Итак, поскольку я открываю своим небольшим выступлением тему по стратегии, совершенно естественно для нас опираться на самый главный документ, на самые 2 главных документа, которые определяют стратегию развития краеведческой деятельности библиотек. Это вы все прекрасно знаете, оба руководства по краеведческой деятельности. И вот здесь я хотела бы сказать, что когда мы создавали руководство, и первое в 2017 году, 7 лет назад уже практически, и второе через год для публичных библиотек, мы рассматривали его, и надеюсь, что вы видите тоже эти документы не как учебник, и не как инструкцию, и не как директиву, а как рабочий инструмент, довольно эффективный на самом деле, который позволяет нам тогда, когда мы сочтем нужным, переосмысливать эту работу. Это инструмент для сверки
того, расходится или не расходится вот с этой концепцией наша реальная практика. Это для проверки. Почему? Потому что там вот эти вот подсистемы, которые там есть, они, каждая из них имеет свою специфику, и надо посмотреть, в рамках ли этой подсистемы мы делаем то, что там обозначено. И второе, может быть, самое главное, этот документ показывает нам всю работу как замкнутый производственный цикл, в котором все сцеплено со всем. И если мы перестаем видеть эту сцепку, если мы видим это как разложенную по полочкам какую-то инструкцию, мы теряем смысл. Это штука, в которой каждая подсистема зависит от других, они взаимозависимы. И вот я попробую вам показать на примерах, что сейчас происходит и что нас очень, надо сказать, тревожит. Ситуации, когда либо мы перестаем понимать цели той подсистемы, в которой какая-то конкретная задача, либо если мы перестаем понимать, как они связаны между собой. Когда у нас появляется фрагментарное сознание, и мы каждый кусочек работы делаем как бы с шорами на глазах, не видя то, как это связано с другими. И я хотела бы в связи с этим, я буду комментировать немножко, не все обязаны помнить про структуру нашего руководства, хотя я бы надеялась, что вы заглядываете туда. И я начну, там есть подсистема ресурсы, если вы помните, которая никогда не оборачивается ни на какие актуальные потребности, а работает для всех и на вечность. Да, туда попадают наши фонды, туда попадает в том числе веб-архив. И туда попадают наши важнейшие каталоги, наши важнейшие базы. 3, если помните, каталог электронный краеведческий каталог, каталог местной печати и универсальная фактографическая краеведческая база данных. Вторая подсистема – это подсистема продуктов, главная цель которых, к этому я сейчас вернусь буквально через минуту, это быть посредниками между актуальными потребностями людей, реальными, да, и вот этими самыми ресурсами. Ресурсы неподвижны, ни на кого не оборачиваются, никем не интересуются. А вот эти продукты – подвижная система, которая подстраивается под реальный спрос, под реальных пользователей, под их конкретные актуальные живые задачи и приводит людей за руку, потребителей за руку к тем ресурсам, которые для них отобраны ровно под эту задачу, ровно под потребности этой группы. Третья категория у нас – это услуги. И там важнейшее для нас с точки зрения анализа, с точки зрения нашей краеведческой стратегии, это, разумеется, не столько обслуживание, потому что это без нас решается, то же самое, что во всей библиотеке, сколько справочно-библиографическое обслуживание. Не документы, а вот это справочно-библиографическое обслуживание, работа в этом режиме. И об этом тоже я сейчас еще скажу. И последняя, 4-я подсистема, очень крупная, это продвижение ресурсов, продуктов и услуг. Отдельная подсистема, потому что сами по себе они никогда дороги к пользователям не найдут, если бы не вот эта подсистема. Там, как вы помните, ключевые вещи – это сайт, главный элемент. Обратите внимание, он элемент этой системы, да, а не фондов. И, естественно, там внутри электронная библиотека. Как бы она ни называлась, мы с вами прекрасно знаем, что если она называется и просто электронная библиотека, это всегда краеведческая библиотека. Не краеведческого, там обычно, не знаю, там 5%. Итак, что происходит сейчас? И я начну свой небольшой анализ как раз с продуктов. Их виднее всего. Они заметнее всего, и вот это отсутствие связи здесь будет заметнее всего. Я не могу ничего сказать уверенно обо всех видах продуктов. По определению, по логике нашего руководства, это предельно разнообразная штука во всех видах, и в сетевом, и просто в электронном, и в печатном, и в каком угодно. Это вот отдельные законченные продукты, обязательно законченные, и естественно, что это в первую очередь именно издания. Я даже не могу вам показать картину по всем изданиям, потому что мощно развернувшаяся не библиографическая, издательская и краеведческая деятельность сейчас нам очень плохо видна. Мы создали в 2020 году, открыли конкурс «Авторский знак» для того, чтобы видеть всю картину. Но пока, по нашему ощущению, по нашим впечатлениям, это где-то примерно 10% мы видим того, что делается. Громадная масса того, что люди сами не считают удачным, проходит мимо наших глаз, мимо
информации мимо нашего профессионального взгляда мы просто не видим. Нет такого источника сейчас, который позволил бы нам вытащить даже в масштабах одного региона всю краеведческую издательскую деятельность, не библиографическую. Что касается библиографической, то по ключевому ее сегменту, по краеведческим библиографическим изданиям центральных библиотек России, я бы сказала, что мы картину сейчас себе представляем предельно отчетливо, благодаря мониторингу, который как раз закончился в 2023 году в основном, а сейчас мы дочистили уже, довели до последней точности доступной нам информацию. Мы знаем, сколько, чего и как издают сейчас в области краеведения центральные библиотеки регионов. И вот отсюда, вот уже с этого момента, ну понятно, что это для нас ключевое, да, я и начну свой анализ. Я должна сказать, что, чтобы было понятно, это примерно, вот сейчас с корректировками, с последними, может быть, я ошибусь, потому что я вот уехала как раз в момент, когда это все дообрабатывается, по данным нашим на конец прошлого года. Это порядка 2000 указателей издано было вот за период с 2010 по 2023 год, значит, за 14 лет, около 2000 указателей. Тут надо иметь в виду, что мы считали текущие указатели, которые выходят выпусками в пределах года, мы считали годовым комплектом. То есть физических единиц, да, будет примерно почти в 3 раза больше, потому что это вот текущая библиография, это ежеквартальники, это иногда ежемесячники, в общем, вот. И вот теперь, что я должна сказать о том, да, это продукты, это ценнейшие продукты. Что происходит, какая беда происходит с этим, которая заставила меня как раз вот эту тему и выбрать. Громадная часть этого продукта, этих указателей, иногда очень больших, иногда очень основательных, иногда мы понимаем, сколько туда было вложено много труда, вообще не доходит до пользователя. У нас есть в мониторинге такая корзина, которую мы оставляем у дверей, не анализируем, когда мы начинаем раскладывать это все по разным статистическим группам. И вот в этой корзине у нас порядка 150 изданий, которые были подготовлены, но вообще не увидели пользователя. Они существуют в 1, 2, 3 экземплярах, распечатки. Они не появились на сайте. Их никогда никто не увидит. Да, и дальше. У нас очень низкий порог отбора, 10 экземпляров. Это мы уже условно, абсолютно условно считали, что да, можно считать, что это издание. И вот из вышедших тиражом от 10 до 50 экземпляров, а 50 даже для небольшого региона это ничто. Да, вы согласны? Их, если я не ошибаюсь, их 640. Вот это треть всего массива примерно. Это то, что было сделано и не дошло ни до кого. Да, и я должна сказать еще, что вот эти вот 640, это примерно половина из них тоже на сайтах не появилась. Это работа в стол. И с этим, это первое, причем я должна сказать, что это тоже массовое явление, потому что мы эту картину наблюдаем, во-первых, в большинстве регионов России, во-вторых, на протяжении 14 вот этих вот лет вполне равномерно. Нельзя сказать, что это какие-то проклятые 10-е годы, а потом все поправилось. Нет. Ситуация как раз скорее обратная. Вот эта тенденция не просто есть, но она нарастает. Это первое, что нас очень тревожит, что не так. Второе, значит, почему мы здесь не доходим до наших пользователей? С первым понятно. Второе, это структура этого потока. Значит, в этой структуре, если мы посмотрим, разложим по жанрам или по типам библиографии, 36% занимает библиография местной печати. Текущая библиография местной печати, подчеркиваю. Мы считали бы за счастье, если бы в каждом регионе выходили ретроспективные капитальные указатели местной печати, они позарез нужны. Это основа информации вообще о культуре региона, о его науке, о его издательском деле. Тут, что говорится, вам, профессионалам, объяснять эти вещи как-то даже неловко, да? И тем не менее, такие работы единичны. А вот громадный поток текущий, вот это как раз то, что вот и выходит, на самом деле, вот я назвала цифры, да? А на самом деле там это 2/3. Если в физических единицах, это 2/3 того, что вы выпускаете.
Вот про это все с болью в душе. И надеюсь, вы меня простите и поймете. Я должна сказать, что это пример бессмысленной библиографии. Это пример библиографии, которая ни одной категории пользователей не нужна. Объясняю почему. Причина первая. Вся эта библиография, за редчайшим исключением, это библиография не местной печати, а библиография обязательного экземпляра. Библиотеки по немыслимым для меня причинам, на самом деле, обрубили эту задачу, текущей библиографии местной печати действительно необходимой, до вот такого обрубка. Только обязательный экземпляр. Не трогаем ничего другого. Зная, что обязательный экземпляр – это только небольшая часть всего потока местной печати. Только поступление в одну библиотеку. А рядом еще многие, когда в одном из регионов мы сверили лежащий, значит, на сайте каталог вот такой обязательного экземпляра, а потом и каталог самой региональной библиотеки, а рядом сравнили со сводным каталогом библиотек того же города. Это не огромный город. Оказалось, что потери просто очень велики. Просто очень велики. Так вот, это значит вот такой обрубок. И потом, это, поскольку это раскассировано по годам и даже по кварталам, то мы точно с вами знаем, мы профессионалы, что это никогда не собрано полно. Очень умная, очень ответственная, очень, я бы сказала, совестливая Архангельская областная библиотека, делая свои вот эти текущие указатели, на наших глазах отодвигает и отодвигает дату, после которой кончается сбор документов предыдущего года. Сначала это был где-то январь-февраль, потом это поехало дальше и дальше. Сейчас это глубокая осень следующего года. Мы понимаем, как идет этот поток. Да? Он потом идет еще долго. А мы уже все, а мы уже закрыли год. Мы уже сообщили добрым людям, что вот эта местная печать вышла в этом году. Долго про это можно говорить. Я готовлю серьезный доклад на эту тему на Мурманский семинар, о котором я еще скажу. Большой наш семинар, который пройдет в октябре в Мурманске. Но мы видим, что вот в такой форме и в таком качестве эта информация не нужна ни пользователям, потому что невозможно текущими указателями пользоваться, когда тебе нужно не за один год. Да? А у нас только одна библиотека, между прочим, в стране выпускает кумуляции 5-летние и 10-летние. Это Камчатка. Одна штука на всю страну. Все остальные, значит, вот понятно, да, что в таком виде эта библиография не нужна вообще никому. Она не нужна даже тем, кто ее заказывал, органам власти. Потому что если они хотели бы проверить поступление обязательного экземпляра, сравнивать не с чем. Сравнивать не с чем. Мы не можем проанализировать, потому что не берем все остальное, не сравниваем. И вот здесь возникает вопрос, а правильно ли мы определили существование этого сегмента, назначили его в блок продукты? Не кажется ли вам правильным, коллеги, вернуться к той постановке задачи, которая была в нашем руководстве, где предполагался электронный каталог местных изданий, электронный каталог местной печати, в который можно добавлять каждый день, не ожидая следующего квартала или следующего выпуска и так далее, в котором пользователь может найти за любой период нужный ему эту информацию, и в который мы вкладываем не только то, что есть у нас в библиографии. Обратите внимание, в руководстве этот каталог обозначен как репертуарный или как минимум сводный. То есть вот тогда мы действительно будем решать ту задачу, которая от нас зависит. Это первое. Значит, нужно, один из примеров того, как нужно пересмотреть вот место этой информации, способ ее доведения до пользователей вот в таком сегменте. Еще один сегмент, может быть, чуть более спорный. 33% составляет в этом массиве биобиблиография, понятно, и персональная библиография. Это не новое явление, так было всегда, но сейчас мы увидели эту картину со всей отчетливостью, и это тоже очень нас настораживает. Биобиблиография и персональная библиография очень точечно по размерам объекта, что ли, да, когда это великий писатель, допустим, Шукшин или там Белов или кто-то еще, да, вот такого уровня, да, понятно. Все собрать по нему, это решить проблему национального уровня. Да? А вот когда выходит дикое количество небольших указателей, порожденных не пользовательским спросом, а чисто юбилейными событиями, отметить и забыть, вот это очень страшно. Мы видим это в массе своей, просто в огромном количестве, и из-за давления вот этого массива, я хочу сразу сказать о том, что
абсолютно невозможной становится. В тесноте существует самая нужная нам библиография. Это отраслевая и тематическая. Вот та, которая нужнее всего нашим пользователям. На нее приходится в этом массиве 10%. 10, всего 10. И это очень тяжелый момент. Занимаясь задачей, которая не мотивирована спросом, мы, в общем, лишаем себя возможности делать то, что нужно. Что здесь могло бы помочь нам освободиться от этого тяжелого бремени? Еще раз тот же ход, посмотреть, не должно ли в ресурсах лежать то, что мы сейчас делаем в продуктах. Простая вещь. Обратите внимание, и это как раз хорошо. У нас почти исчезли персональные указатели классического образца. У нас биобиблиография, то есть там присутствует довольно большой справочный компонент. Да? Библиотеки делают это мастерски, как правило. И библиография. О чем речь? О том, что если бы мы позаботились о создании нормальных универсальных фактографических баз, да, то для очень многих авторов, для очень многих писателей, ученых и так далее было бы очень удобно, гораздо более удобно вот форма большой развернутой фактографической справки, лежащей там, которую можно было бы своевременно обновлять, которую можно было бы подавать в современной удобной форме, освободить себе пространство для самой нужной работы, для самых нужных продуктов, в общем, убирая то, что можно, вот туда, в ресурсы. Дальше что следует сказать? Значит, я уже сказала о том, что мы не делаем самого нужного, и в заключение, говоря уже про продукты, я должна сказать, что беда в том, что практически ни одна библиотека не опирается при выборе продуктов, которые нужно создавать, на анализ, собственно, спроса. В качестве инструмента анализа спроса у нас задуман был, и мы об этом говорили и писали много раз, элемент другой подсистемы. Следующее, о которой особенно говорить-то почти не придется, это то, что связано с услугами. У нас собираются довольно большие архивы выполненных справок краеведческих, которые на самом деле задуманы были и должны служить в качестве инструментов анализа спроса. Мы не видели ни одного примера, когда бы создание продукта было мотивировано результатами анализа спроса. Это беда. Это вот то отсутствие связки, о которой я говорила. Если говорить о самой подсистеме услуг, к сожалению, здесь я тоже не могу сказать ничего, кроме одной вещи, которая нас опять-таки беспокоит. Ровно о причине того, почему я ничего сказать не могу. Никто из вас, за редчайшим исключением, не анализирует вот этот вот спрос. Не только с точки зрения того, какие продукты нужны, но и с точки зрения качества работы этой подсистемы. Мы не знаем о ней ничего. Мы натыкаемся и всегда, как правило, смотрим при любой возможности вот эти вот архивы выполненных справок. Мы понимаем, что там есть о чем говорить, но ни по форме, ни по содержанию это пока не годится. По форме это не годится, потому что эти подсистемы предельно обставлены таким количеством препятствий для пользователя, таким количеством необходимости зарегистрироваться и рассказать всю свою жизнь, пока тебе, может быть, справку сделают через 2 дня, когда будут свободны, это, конечно, тоже совсем не работает. И дальше, самое главное, наверное, что здесь надо было бы еще сказать, это состояние системы продвижения. Здесь очень сложные вопросы возникают, которые требуют, иногда сразу понятно, что не так, а иногда нам придется еще с вами, в общем, я бы поставила вопрос, который требует обдумывания. Система продвижения легкая, построенная так, чтобы привлекать людей к ресурсам библиотеки, берет на себя несвойственные ей функции, я бы сказала, что ресурсной части, ресурсной подсистемы. О чем я говорю? У нас появились библиотеки, которые выкладывают туда всю свою текущую национальную библиографию этой республики. И выкладывают в форме, для которой, кажется, сайты гораздо более удобны. Не в форме продуктов, даже тех продуктов, о которых я говорила, а в форме неких текстов, никак не оформленных. То есть это вот текст читаете. А что это, а где это? А это не издание, а это удобно так положить. И получается, что это становится складом
для того, что должно лежать в совсем другом месте. Мы руки, которые должны дирижировать вот этой легкой палочкой в руках, обременяем тяжелыми авоськами. Этого не может быть, это снова ошибка. Значит, вот таким образом тоже нужно смотреть. Ресурсы лежат в другом месте, а это диспетчеры, это дирижеры. И здесь же я скажу о том, что в нехорошую сторону, в неправильную сторону сдвигаются электронные библиотеки. Электронная библиотека, которую мы образно называем сердцем сайта, существует для того, чтобы любой человек, который пролетает вот сейчас над этим сайтом, случайно его коснулся, что-то его заинтересовало, увидел потрясающую возможность через 2 клика оказаться в полном тексте той темы, которая его интересует. Мы все должны делать для того, чтобы электронная библиотека была живой, подвижной, как раз вот очень настроенной на интересы пользователей. А теперь я вам скажу, что мы имеем в реальности. Мы имеем в реальности уже не одну, не две, не 15 библиотек, в которые доступ в электронную библиотеку закрыт паролями, закрыт массой вещей, которые человек должен сделать для того, чтобы туда попасть. Вы знаете, как поведут себя пользователи, да? Я могу сказать, как я, мои коллеги, мы ведем себя, когда видим это. Мы рассматриваем это как оскорбление. И мы, если не производственная необходимость, мы стараемся больше в эту библиотеку не заходить. Она не для этого. Это первое. Второе. Программные вещи. Программные продукты современные, которые сделаны сейчас для библиотек, резко усложняют работу в электронной библиотеке. Они заставляют пользователя искать то, что ему здесь нужно. Тогда как весь смысл системы продвижения в том, чтобы показывать. Вот ты сразу заметил, вот список тем, по которым есть коллекции. Вот легкий путь к ним, легчайший. А теперь, значит, получается, что электронная библиотека начинает дублировать систему ресурсов. Она похожа одновременно на фонд, на часть фонда, да, в электронной форме, и на каталоги. Спасибо, каталогов наелись и так. Это была возможность обхода каталога, легкого пути без обращения к каталогам. И вот эти все вещи, я и так уже, наверное, долго говорю, и вот все эти вещи приводят нас к необходимости совершенно отчетливо каждому, в каждой библиотеке, в каждой профессиональной голове попробовать пересмотреть вот эти все вопросы, пересмотреть, перерешить их, попробовать поставить на свои места что-то в этой модели, а может быть, кто-то из вас придет к выводу, или мы все придем к выводу о том, что эта модель у нас неправильная, надо ее переделывать, как-то перепрофилировать. Но думать над этим надо. Вот сейчас у нас нет возможности не думать, потому что мы загнаны в очень тяжелые условия, в которых нагрузка не целиком зависит от нас. И тем временем, теми силами, которые у нас есть, мы обязаны распоряжаться умом. Я заканчиваю оптимистической фразой о том, что я абсолютно уверена в вас во всех, во всем нашем прекрасном сообществе, в нашем прекрасном и безнадежном деле, мы точно найдем правильный путь. Да, и последнее, конечно, остальное я скажу про веб-архивирование. Вот. И мы надеемся, что мы легко впишем в эту работу и веб-архивирование, потому что, нагружая вот так сайты, мы не должны забывать их сохранять элементарно. Круг замыкается, мы переходим от сайтов, от продвижения к ресурсам обратно, и тогда эта система будет работать. Спасибо за внимание, извините, что так долго. Коллеги, да, вопросы. Я думаю, что должны быть вопросы, потому что подняты очень важные проблемы в развитии библиотечного краеведения, библиографии в частности. Да. Сомнительно. Не стесняйтесь, коллеги, у нас должен происходить живой диалог. Я думаю, что есть смысл разговориться как-то постепенно. И у нас по нашим правилам, я еще хочу сказать, что если у вас какое-то сомнение, какой-то вопрос возникнет после того уже, как доклад отзвучал и дискуссия кончилась, вы решили, что все-таки надо задать какой-то вопрос или высказать, потом все можно. У нас можно все, что помогает нам понимать, то, о чем мы говорим. Я хочу вам задать еще вопрос, Надежда Михайловна. Вот вы обозначили одну из проблем, да, много массовых мероприятий. Мы зашиты
этими мероприятиями и уходим от библиографической деятельности. В чем еще вот проблема наша? Почему именно вот возникают вот эти проблемы с библиографией, с библиографическими указателями? Может, еще какие-то проблемы? Не только отсутствие, может быть, даже времени. Я думаю, что все-таки неясное представление о том, что мы делаем и для чего мы делаем, очень сильно по инерции. А что касается массовых мероприятий, которых я не очень много понимаю, нелюбимая часть нашей работы, думаю, что как у многих, мне кажется, что если это препятствие нельзя устранить, надо его использовать в мирных целях. Мне кажется, что очень правильно, я вот говорила о том, что это замкнутый цикл нашей работы, да? Надо научиться извлекать из массовых мероприятий пользу. Надо научиться делать так, чтобы практически любое массовое мероприятие давало бы вам какие-то новые поступления в ваши фонды неопубликованных краеведческих документов, чтобы оно давало вам что-то для вашей фактографии. А если вы начинаете собирать фонды неопубликованных документов, краеведческие архивные фонды, то фотография начнет накапливаться сама, потому что вы человека, который вам принес какой-то документ, обязаны по архивным правилам спросить и записать и про него самого все, что можно, да, и все, что нам нужно, и про тот документ, который он принес, да, откомментировать. И у вас тогда, если вы находите на ваших массовых мероприятиях, находите такую возможность и таких сдатчиков документов, да, ваших, у вас уровень вашей работы повышается, вы добавляете что-то вот в ресурсы, и не так мало, и тогда можно уже делать дело. А чем больше вы будете накапливать вот эту часть ресурсов, которая связана с людьми, с местными, вашими, не знаменитыми, а просто местными жителями, да, тем легче вам потом проводить массовые мероприятия, тем легче призывать народ на эти мероприятия и привлекать, вы экономить силы начинаете уже на втором обороте, да, этой задачи. И вот если с умом, с этой точки зрения, с умом делать эту работу, то, в общем, не так противно будет бесконечные вот эти вот выступления, да, массовые. Не так тяжело это будет морально, потому что, конечно, это громадная стратегическая ошибка, вот такой перевес массовой работы. Нужен баланс. Спасибо большое. Мы продолжаем. Я надеюсь, если у кого-то будут вопросы, можно даже в письменном виде посылать или озвучить потом в процессе нашей работы. Итак, мы дальше продолжаем. Новые вызовы в практике краеведческой работы библиотек из опыта проектной деятельности Владимирской областной научной библиотеки. Мишина Ирина Владимировна, заведующая отделом краеведческой библиографии. У нас онлайн-подключение, да? Нет? Не на связи? А что случилось? Не подключились? Так. Хорошо. Да, мы тогда повременим, пропустим это выступление. Я приглашаю к микрофону Тоболенкову и Ивану Вектора, краеведческая деятельность Национальной библиотеки Республики Коми. Добрый день, дорогие коллеги. Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений в деятельности Национальной библиотеки, как главной библиотеки региона. Традиции краеведения в республике были заложены еще в далекие 1920-е годы, но история библиотечного краеведения началась в стенах именно Национальной библиотеки, ранее Республиканской библиотеки, когда в 1958 году при справочном библиографическом отделе был организован кабинет краеведения, впоследствии преобразован в сектор и в 1989 году в отдельное структурное подразделение отдел краеведческой национальной литературы. У истоков краеведения библиотеки стояли библиографы, краеведы. Это Дина Михайловна Томова, Евгений Александрович Куштасев, Ольга Александровна Хохлова, Евгения Путимовна Березина, Марья Ивановна Евсова, Гелий Алексеевич Королев и многие другие, с кем мне посчастливилось быть знакомыми, даже с некоторыми работать бок о бок, учиться, перенимать опыт своих коллег, и до сих пор мы опираемся, используем их наработки, конечно же, в своей практике. В концепции
локального документа «Стратегия развития качества и деятельности услуг Национальной библиотеки до 2030 года», исходя из миссии библиотеки как публичной, научной и хранилища национального печатного наследия и краеведческого репертуара, для себя мы определили такую цель. Это формирование, сохранение и продвижение краеведческой информации для развития национального потенциала региона, удовлетворения информационных потребностей населения. И даже вывели для себя такой девиз «Сохраняй, исследуй, продвигай». Главным приоритетом деятельности библиотеки является, конечно же, формирование фондов национальной краеведческой литературы, сохранение ее как национальной памяти народа. В настоящее время фонд национальной краеведческой литературы в регионе самый массивный, универсальный по своему содержанию, сосредоточен в 3 основных подразделениях. Это депозитарий основного хранения, отделе краеведческой национальной литературы и архиве местной печати книжной палате. И совсем немножко в отраслевых отделах. Фонд общий на 1 января 2024 года составляет 865 тысяч экземпляров. Фонд краеведческой национальной литературы около 100 тысяч единиц хранения. Сюда входит и коллекция местной печати около 28 тысяч. Из них на коми-языке около 13 тысяч документов, что составляет примерно 11,6% от всего общего фонда. Хронологическая глубина чуть более 200 лет. Основное формирование фонда происходит, конечно же, на основе республиканского закона о некоторых вопросах в области библиотечного обязательного документа в Республике Коми, принятом в 2008 году. Но, несмотря на закон, мы также испытываем трудности. Себестоимость изданий достаточно высокая, тиражность с каждым годом уменьшается, и с 2022 года произошло сокращение получения обязательного местного экземпляра с 5 до 3. Основными задачами в этом направлении мы ставим это прежде всего поиск новых возможностей по выявлению и приобретению фонд краеведческих документов, изданных как на территории региона, так и за пределами региона, которые не подпадают под определение местного обязательного экземпляра, а также продолжение работ по докомплектованию ретроспективной части фонда экстериорики, концентрация работы с отдельными авторами и дарителями. Важным приоритетом деятельности библиотеки, конечно же, является и создание на основе новых информационных технологий единого краеведческого информационного пространства через обеспечение, конечно же, свободного доступа к краеведческой информации. Сводный краеведческий каталог республики – это основной библиографический ресурс. Ведется он с октября 2010 года, когда по инициативе нашей библиотеки и при участии 14 библиотек республики была организована работа по росписи статей из местной периодической печати. С внедрением автоматизированной библиотечной системы АПА Global в 2014 году каталог уже стал объединять записи на все виды документов. Это книги, карты, ноты, аудиовизуальные документы, журналы, сборники и так далее. И периодическую, конечно, печать. Книжный фонд охватывает сейчас издания с 1799 года, статьи преимущественно представлены с 2008 года. Объем на начало марта этого года составляет 182 522 библиографические записи. Из них только записи на статьи 112 408. Проект – это, конечно, корпоративный. Над его созданием работают 3 государственные библиотеки, муниципальные библиотеки республики 19 ЦБС. К сожалению, не участвуют в нашем проекте 2 ЦБС, я не буду их называть. И с 2024 года одна национальная библиотека также вышла из этой корпорации. Работа составителя обеспечена методической поддержкой, разработаны и внедрены положения о сводном электронном краеведческом каталоге, инструкции по созданию библиографических записей в АПА Global. Оперативно оказываются консультации по всем возникающим вопросам. В рамках программы непрерывного образования для составителей каталога ежегодно проводятся стажировки, вебинары в цикле «Библиограф АС».
В декабре 2023 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Национальной библиотекой и муниципальными библиотеками республики по значимым направлениям библиотечной деятельности, в том числе и по организации данного каталога. С 2008 года получила свое развитие Национальная электронная библиотека НЭБ. Здесь хранится историческое, научное, культурное достояние республики в оцифрованном виде. На сегодняшний день оцифровано и размещено уже 16,5 тысяч файлов с полными текстами краеведческих изданий. Документы представлены на 12 языках, кроме русского и коми. Здесь представлены издания на финно-угорских языках, венгерском, коми, пермяцком, удмуртском, а также немецком, французском и английских языках. Все это богатство представлено в 15 коллекциях. Наиболее востребованные из них – это «Зыряника», «Писатели Республики Коми» и периодические издания. Уникальная коллекция «Фольклорное музыкальное наследие Прометея Чисталёва», в которой собраны нотные, рукописные аудиодокументы известного коми-композитора, фольклориста. В годы пандемии получили распространение и аудиоподкасты. Я их назову некоторые. Это «Путешествуем по Республике Коми с известными людьми», это «Изобретатели Коми», «Читаем с удовольствием на коми-языке» и другие. В последнее время активно пополняются коллекции ИЗУ и видеоматериалы. Планы по наполнению НЭП у нас составлены на несколько лет вперед. В ближайшей перспективе пополнение новой фотоколлекции «Фотобанк», цель которого сохранение памяти литературного наследия коми-авторов через документальные фото. Ежедневно к электронной библиотеке обращаются до 500 интернет-пользователей. Проект НЭП РК корпоративный. В числе партнеров Центра общественного доступа, вы видите на экране, крупнейшие учреждения и фондодержатели республики разных ведомств, отдельные авторы, а также наши коллеги из других регионов. Архангельская, Вологодская областная библиотека научная. В 2021 году совместно с НЭП РФ мы поучаствовали в таком спецпроекте, который называется «История языка и письменности Коми». Это к столетию республики был сделан проект. Здесь представлен краткий исторический обзор истории коми-письменности, а также ссылки на полнотекстовые цифровые копии книг из коллекции как Национальной библиотеки Республики Коми, так и Национальной электронной библиотеки Российской Федерации. Подборку можно найти на сайте НЭП РФ в разделе «Коллекции спецпроекты». С 2012 года мы ведем свой сайт «Культурная карта Республики Коми». Это, конечно же, масштабный интернет-ресурс, посвящен культурной жизни региона, его истории, природе, выдающимся людям. На нем я останавливаться не буду, поскольку о нем будет отдельное сообщение на семинаре. Есть своя страничка в группе «Краеведение в Республике ВКонтакте». Она создана для тех, кто хочет больше знать о крае. В настоящее время у нас уже 5585 подписчиков. Обновление информации проходит ежедневно и даже в течение дня несколько раз. Занимается библиотека издательской деятельностью. Ею подготовлен широкий спектр информационных, методических, научных изданий. Приоритетом, конечно же, являются краеведческие издания. Начало было положено в 1955 году с рекомендательной библиографией. Это серии памяток писателей Коми. С 1956 года выходят текущие ежегодники государственной библиографии научно-вспомогательной. Это литература республики и летопись печати республики. Традиционно с 1967 года издается календарь знаменательных памятных дат Республики Коми. Всплеск издательской активности все же пришелся на 2006-2013 годы. Было издано более 30 наименований, в том числе 10 выпусков биобиблиографических указателей в серии «Писатели Республики Коми». Из изданий последних лет мне бы хотелось назвать самое титулованное, фундаментальное, это двухтомный биобиблиографический словарь «Писатели Коми». Включает сведения о 200 коми-литераторах, начиная с 19 века до наших дней. Двухтомник – это совместная работа с сотрудниками Коми-научного центра Института языка и литературы. И издание отмечено, вы видите, рядом наград, начиная от премии правительства Республики Коми
до поощрительного диплома Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению, номинация «Лучшая научная работа региональной библиотеки» в 2023 году. В последние годы Национальная библиотека стала получать заказы на подготовку изданий от предприятий и организаций, как правило, к юбилейным датам, которые становятся буквально летописями истории предприятий развития достижений. И за период с 2019 по 2022 годы реализовано таких 9 изданий. В нашей копилке уже это дайджест к 35-летию птицефабрики «Зеленецкая», история в лицах, событиях Сыктывкарского хлебокомбината, рассказ о судьбах женщин целой эпохи в сборнике материалов «Переплетение судеб», изданном к столетию женского движения «Коми» по инициативе Союза женщин Республики. К столетию в 2022 году вышло двухтомное издание «Прокуратура Республики Коми». Дайджест к столетию со дня становления Государственной санитарно-эпидемиологической службы региона. И решением экспертной комиссии нашей библиотеки данное издание, последнее на экране, отправлено и уже принято как раз на конкурс «Авторский знак 2024» в номинацию «Популярное издание». Мы очень надеемся на победу. Новшеством для нас стало в 2021 году подготовка издания по занимательному краеведению «Коми Просто», приуроченного к столетию Республики Коми. Первый тираж у нас вышел 350 экземпляров, и тираж разлетелся мгновенно. На следующий год мы дотиражировали и 1000 экземпляров, и у нас практически на руках осталось немножко. А также мы попробовали реализовать себя в коммерции. Это классические настольные игры создали, это «Кыкмык» и «Лыдда-пас». Они предназначены для изучения коми-языка в игровой форме, для проведения семейного досуга. В перспективных планах у нас, конечно же, продолжение работы над персональными тематическими указателями, ретроспективными по истории коми-книги, научно-исследовательскими изысканиями по библиотечному делу региона. Но не могу не сказать и о популяризации краеведческого наследия региона, поскольку мы занимаемся достаточно действительно много. Проводятся различные традиционные мероприятия для своих читателей. Это и Дни города и республики, Дни родственных народов, Дни коми-письменности, Дни семейного отдыха, литературные чтения, вечера, посвященные различным юбилярам, презентация новых изданий, творческие встречи с деятелями науки и культуры, деятелями спорта и так далее. В 2023 году нами было стационарно проведено 1243 культурно-досуговых мероприятия, из них краеведческой тематики 133. Отмечу сразу, что организаторами этих мероприятий выступают, конечно же, обслуживающие отделы библиотеки. Я назову лишь крупные, не буду останавливаться на мелких. Национальная библиотека становится главной площадкой для проведения межрегиональной просветительской акции «Всеобщий диктант на коми-языке». В этом году акция также прошла уже в 10-й раз, и по данным организаторов акции в ней приняли участие более 4400 человек. Все, кто пишут диктанты, получают обязательный сертификат участников. Нами инициирован такой конкурс, как «Республику свою по книгам узнаю», который проходит ежегодно при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. В этом году конкурс пройдет уже 8-й раз. В конкурсе участвуют все желающие, без возрастных ограничений. Принимаются как индивидуальные, коллективные, семейные работы, созданные по впечатлениям о прочитанной книге. Вы видите 4 номинации первых, это у нас постоянные номинации, и 2 последние номинации, они у нас все время меняются и посвящены каким-либо юбилярам, либо историческим датам в республике. За все время существования конкурса поступило 1871 работа, и победителями стали 170 участников. Значимым культурным событием в регионе является межрегиональный книжный фестиваль «Алая лента». Он инициирован нашей национальной библиотекой при поддержке 2 министерств: культуры и архивного отдела Республики Коми, Министерства национальной политики. Впервые проведен в 2018 году. В этом году в июне месяце мы хотим провести в 3-й раз. Посетители фестиваля принимают участие в культурно-познавательных мероприятиях, встречах с коми российскими авторами, приобретают новинки, которые изданы на территории республики. Изюминкой фестиваля, конечно же, является конкурс «Золотая полка» Алой ленты, цель которого выявление лучших региональных издательств, поддержка чтения,
Участниками являются, конечно же, научные учебные заведения, библиотеки, творческие союзы, общественные организации республики. Гостями и хедлайнерами прошедших фестивалей стали телерадиоведущая, куратор проектов по чтению Фёкла Толстая, издатель Елена Шубина, российские писатели Алексей Варламов, Майя Кучерская, Анна Матвеева. Только в 2022 году фестиваль привлек 7797 человек очно и онлайн. География фестиваля охватила всю республику, от Воркуты до Сыктывкара. Ну и, конечно же, партнерами были, остаются наши центральные муниципальные библиотеки. С 2014 года у нас уже стали традиционными Дни Арктики, которые проходят также в конце февраля на площадке Ленинки по инициативе геолога, известного государственного деятеля, нашего большого друга, нашего попечителя, ушедшего от нас Николая Николаевича Герасимова. В этом году Дни Арктики прошли уже в 10-й раз, и мероприятие приняло уже фестивальный масштаб, продолжались целых 3 дня. Проведено было в рамках 23 мероприятия, посетило их 1106 человек. Большим и ключевым направлением по добыче ресурсов для реализации проектов и идей по краеведению является грантовая деятельность. Проектов у нас много, идей еще больше. Ежегодно в разные фонды мы в среднем подаем до 10 грантовых заявок. Каждый второй проект у нас обязательно с краеведческой составляющей. Республиканский фестиваль интеллектуальных игр Ворсантор, дайджест билингва «Неизвестный Савин», о них также будут сообщения на нашем семинаре. Проект адаптации первокурсников в городской среде Сыктывкара. Суть его – это для первокурсников, которые приехали в Сыктывкар на учебу из муниципальных районов, соседних регионов. Команда проекта проводит различные мероприятия для знакомства с историей города, с интересными местами для отдыха, экскурсий, квесты и так далее. А на одной из популярных туристических платформ размещены 3 аудиоэкскурсии по 3 маршрутам. Старшекурсники рассказывают о своем опыте освоения городской среды. Настольная игра «Бродилка» краеведческая – это «Дорогами добра». Победитель конкурса в гранте «Этноинициатива-2023». Игра направлена на знакомство с родным краем, его литературным наследием. Разработчики привлекли специалистов муниципальных библиотек для определения достопримечательностей, которые вошли в содержательную часть игры. В рамках проекта дополнительно была разработана викторина на платформе MyQuiz. В реализации проекта приняли участие также волонтеры Сыктывкара. И последнее направление, вектор – это методическая деятельность. Конечно же, Национальная библиотека является региональным проектным офисом по созданию модельных библиотек. По созданию модельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». Оказывает, конечно же, консультационную, методическую, практическую помощь муниципальным библиотекам на всех этапах модернизации. Вы видите библиотечную сеть региона, 4 государственных, 310 муниципальных библиотек, объединенных в 21 ЦПС. На начало 2024 года в республике открыта 51 модельная библиотека. Одним из основных направлений этих библиотек является краеведение. В основе дизайн-концепции многих модельных библиотек, конечно же, можно проследить локальную идентичность. С 2022 года наш регион участвует в федеральном проекте «Гений места» по созданию точек концентрации талантов на базе библиотек и прежде всего модельных. Одна из целей этого проекта – создание новых интеллектуальных продуктов, учитывая идентичность и уникальные особенности территории. В течение 2022-2024 годов в регионе реализуется 15 проектов на базе 10 библиотек. Есть удачные, есть менее удачные. И в апреле на базе нашей библиотеки пройдет семинар «Креативные индустрии, инновационные технологии для библиотек», где в библиотеке поделятся интересными практиками работы в этом направлении. В регионе также 33 именные библиотеки, большинство из них носят имена литераторов региона, 5 библиотек носят имя русского мецената, просветителя Павленкова и входят в Содружество Павленковских библиотек России. В 2015 году Ударской, Кировской, Сахалинской ЦПС инициировано движение именных библиотек как библиотек с особой культурной исторической миссией. Именно эти ЦПС совместно с Национальной библиотекой стали организаторами 10-х российских павленковских чтений. Кроме
этого они поучаствовали не только именно библиотеки нашей республики, но в том числе Архангельская, Вологодская, Кировская области. Очередной слет планируется провести в 2025 году. Ну и в заключение я хочу сказать, что краеведение у нас, конечно же, востребовано. Нам есть чем работать, для кого работать, поэтому перед нами стоят задачи поддерживать, развивать интерес наших читателей и земляков к своему краю, создавать, воплощать новые проекты, используя, конечно же, новые технологии. Спасибо. Спасибо большое. Невозможно было такой прекрасный доклад прерывать. Да, вы согласны, коллеги? Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Ничего не заинтересовало, да? Ничего не хочется повторить. Точно, да? Просто так? Пока вы думаете, у меня вопрос. Литература о Коми, в Республике Коми. Уходящий жанр. Уходящий. Как вы относитесь вот к этому указателю? Почему вы его делаете? И что вы думаете по этому поводу? Это очень важно. Научно-вспомогательный указатель литературы Республики Коми у нас завершен. Последний выпуск у нас вышел за 2014 год. Как я уже сказала, в сводном электронном краеведческом каталоге уже, в принципе, представлены все издания и расписана вся периодика республики. То есть всю информацию можно найти по любому признаку, по ключевым словам, по названию, по автору, по любому, даже временному промежутку времени, все можно уже найти в электронном каталоге. Поэтому мы немножко уже отказались. У нас только остался государственный указатель летопись печати Республики Коми на сегодняшний день. Ну, кроме других указателей. А вот Архангельск собирается начинать, возрождать. Научно-вспомогательный указатель. Вот этот вот указатель. Я знаю, у них есть об обязательном экземпляре отдельно, это вот как наш текущий, это летопись. А они хотят возродить такой опыт. Я не знаю, коллеги, вот может быть стоило бы, как неудобно, может быть стоило бы это дело пообсуждать, между прочим, потому что вопрос не такой простой. Если учетная библиография местной печати, вот я говорила, она с легкостью переводится в электронный каталог, там нет оснований для вторичного отбора, скажем так. Факт издания на территории республики – это все. И удобнее работать с этим так. То литература О в хороших, приличных библиотеках всегда на самом деле была результатом отбора. Да, вот отбора. Если она неформально делалась. И, между прочим, идея принадлежит не мне, но я как-то сейчас очень глубоко задумалась о том, что архангелогородцы-то правы. Что, может быть, не стоило бы бросать это дело. Может быть, вот такой отобранный указатель с хорошим отбором, может быть, он компенсировал бы как-то отчасти качество наших каталогов и продвигал бы их. Нет? Ну, мы с болью в сердце отказались пока от этого указателя. Действительно, он наиболее востребован среди наших читателей был всегда. Даже летопись печати не таким образом пользуется спросом, как литература республики, на основе которых выполняются справки. Вот с 1956 года у нас все выпуски на месте. У нас, конечно же, читатели смотрят даже эти старые выпуски, потому что информация действительно представлена такая с выбором, отобранная, именно нужная, актуальная и вот целенаправленная. Подумаем над этим. Давайте, коллеги, вернемся к этой мысли, подумаем над ней еще. Да? Тут, между прочим, очень важное слово муниципальных библиотек, которые пользуются этим. Как вот вы представляете себе потребность в этом издании? Давайте подумаем, этот вопрос далек от окончательного решения, мне кажется. Те библиотеки, которые его делают, выпускают, та же Камчатка, между прочим, обратите внимание, какие классные вещи делают библиографы Камчатки. И Сахалин выпускает, и, сейчас скажу, и Ямало-Ненецкий округ выпускает, и Еврейская автономная область выпускает, и кто-то еще из регионов. Не окончательно, не все бросили. Вот, мне кажется, что стоит подумать. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги?
Нет. Все-таки вы хотите тихонечко посидеть. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем. У нас изменения небольшие. Выступление Мишиной Ирины Владимировны из Владимирской областной библиотеки мы переносим на после обеда. Как поступила информация, некоторые заминки там переносим. А сейчас мы предоставляем слово Габовой Ксении Ивановне, искусственный интеллект и возможности его применения в библиотечной деятельности. Для нас этот вопрос такой новый, но, как мы понимаем, частично присутствует искусственный интеллект уже в нашей деятельности. Ксения Ивановна об этом расскажет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – это искусственный интеллект и возможности его применения в библиотечной деятельности. Сегодня мир претерпевает глобальные изменения, а общество подвергается интенсивной цифровой трансформации. Искусственный интеллект, далее я буду называть его ИИ, представляет собой существенный аспект данного процесса. ИИ охватывает разработку компьютерных систем и программ, способных анализировать данные, принимать решения и в определенных случаях имитировать некоторые аспекты человеческого мышления. Современные достижения в этой области привели к появлению нейронных сетей, которые представляют собой математические модели, а также их программные воплощения, моделирующие механизмы человеческого мозга. Благодаря инновационным методам и архитектуре нейросети достигли невиданной эффективности и разнообразия. Сегодня современная библиотека – это не просто хранилище для книг, а пространство для коллективной и индивидуальной работы, а также интеллектуально-творческий центр. Осовременить библиотеку внешне способны архитекторы и дизайнеры. Изменение внутренних процессов библиотеки подвластно искусственному интеллекту. Что же такое искусственный интеллект? Это искусственные нейронные сети, которые имитируют работу головного мозга человека и способны к обучению в процессе работы. В конечном счете, чем больше работает искусственный интеллект, тем умнее он становится и принимает все более оптимальные решения. Основные свойства искусственного интеллекта – это понимание языка, обучаемость, и может обучаться на основе данных и опыта, улучшая свои навыки и способности. Способность мыслить, и может анализировать большой объем данных и выявлять скрытые закономерности и тренды. Способность действовать, и может обеспечить высокую точность и надежность в выполнении задач. Искусственные нейронные сети применяются в тех областях, где есть большой объем накопленных данных. В России развитие искусственного интеллекта реализуется в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Данная стратегия предоставляет четкую ориентацию и поддержку для внедрения нейронных сетей в различные сферы деятельности, включая библиотечное дело. На слайде приведена выдержка из данной стратегии. О чем она говорит? К 2024 году, то есть уже сейчас, должен существенно повыситься уровень участия российских специалистов в международном обмене знаниями и вклад в создание открытых библиотек искусственного интеллекта. Также к 2024 году в России должны быть созданы высокопроизводительные центры обработки данных. Также должны быть разработаны российские микропроцессоры, не уступающие мировым аналогам. Действительно, искусственный интеллект требует мощных аппаратных средств для хранения огромного количества данных, а также очень умных программистов, которые способны запрограммировать сложные математические модели. Можно сказать, что создать искусственный интеллект – задача, которая остается сложной даже для IT-гигантов России и других стран. Поэтому самостоятельно создать искусственный интеллект в библиотеке с нуля практически невозможно. Единственный путь решения – использовать в своей работе уже разработанные готовые сервисы, а на более продвинутом уровне использовать уже готовый движок искусственного интеллекта с открытым исходным программным кодом. Значит, так как искусственный интеллект работает только с электронной информацией, начнем говорить о его возможностях именно с этой стороны. Первое, что может делать ИИ – распознавать данные со сканов документов, а именно распознавать дореформенную орфографию, старопечатные книги, рукописные тексты, восстанавливать исходное форматирование текста, исправлять ошибки, искаженные символы, заполнять пропущенные слова, извлекать текст и изображения, даже если это повреждено или искажено. В качестве примера приведем проект от Яндекс.Поиск по архивам.
Сервис позволяет быстро находить имена, фамилии, названия населенных пунктов и любые другие слова в рукописных документах XVIII – начала XX века. Сейчас в базе более 11 миллионов архивных документов из хранилищ Москвы, Астраханской, Оренбургской, Иркутской и других областях. Со временем количество фондов и источников будет увеличиваться. Сервис работает на базе технологии оптического распознавания текста Яндекса. Нейросети узнают утратившие актуальность символы, учитывают особенности почерка и за несколько секунд превращают непонятные, неподготовленному человеку записи в печатный текст. Вот на нижней фотографии представлено распознавание текста. Иной пример применения искусственного интеллекта с функцией опознавания – это американская библиотека Конгресса совместно с специалистами по инновациям разработала инструмент под названием «Газетный навигатор». Новая система газетный навигатор основана на технологии оптического распознавания, позволяющая определять отпечатанные рукописные символы со сканов. Разработка полезна тем, что упрощает поиск информации, достаточно сформировать запрос с помощью слова или предложения, и система распознает и найдет все релевантные материалы. Второе направление, в котором может помочь ИИ, это организация и структурирование информации. А именно, что может делать искусственный интеллект в этом направлении? Это обрабатывать и анализировать текстовые материалы. Например, чтобы найти и извлечь всю информацию, связанную с регионом, допустим. Индексировать и классифицировать документы. Присваивать тематические рубрики, ключевые слова, теги. Собирать все факты из документа для создания аннотации. Указывать на связи между различными документами. Например, электронно-библиотечная система LAN разработала прототип сервиса каталогизации. Он автоматизирует процесс распределения литературы по областям знаний и увеличивает скорость загрузки книг в систему. Раньше сотрудники ЭБС вручную распределяли и загружали учебную литературу в свою систему. Другим примером успешного внедрения нейронных сетей для автоматизации процессов индексации и классификации книг может служить проект «Электронекрасовка» библиотеки имени Некрасова в Москве. Эта инновация позволяет существенно ускорить обработку и каталогизацию литературных произведений, что в свою очередь обеспечивает более эффективное предоставление пользователю необходимых ресурсов. Также хочется сказать о применении нейросети и в обработке и анализе визуальной информации, содержащихся в изображениях. Чем нам могут помочь нейросети в этой области? Ну, первое – это распознавать изображения, обложки книг, иллюстрации, фотографии или другие визуальные элементы, а также классифицировать изображения по содержанию, категории или типу объекта. Например, найти все здания на фотографии, да, либо найти там все лица. Второе – это идентифицировать изображения, то есть точно и достоверно определять уникальность объекта или лица. Например, найти там определенную персону на огромном количестве фотографий. Вот такие вот три важных таких направления, да, развития искусственного интеллекта и применения библиотечной деятельности. Но, конечно, существуют и другие направления, где может помочь искусственный интеллект. Это создание текста по социальных сетях, сценарий мероприятий и многое другое. Редактирование текста. Также искусственный интеллект может адаптировать библиотечные ресурсы для людей с ОВЗ, например, путем обработки естественного языка для создания аудиоописаний книг или видео. Также ИИ может создавать анимации и видеоролики, чуть позже я это покажу. С помощью него можно создавать виртуальных помощников и библиороботов, а также внедрять рекомендательные системы для пользователей, то есть подбирать документы по его предпочтениям. Сегодня на просторах сети интернет огромное количество различных сервисов и ресурсов, которые предоставляют нам инструменты для использования искусственного интеллекта в своей работе. Но тут надо сказать о минусе. Почти все ресурсы являются частично или полностью ограниченными, то есть платными. Поэтому я продемонстрирую именно бесплатные сервисы, которые можно использовать уже сейчас. Ну, во-первых, хочу сказать про проект OpenAI, что в переводе означает «открытый искусственный интеллект». Это первый проект, который появился в Сан-Франциско в декабре 2015 года.
На первом этапе инвестирования разработчики запросили $1 миллиард. Деньги, по их словам, требовались для создания решений искусственного интеллекта, которые бы принесли пользу всему человечеству. Основатели планировали распространять разработки открыто, чтобы любой желающий мог воспользоваться нейросетями. В 2018 году OpenAI презентовала алгоритм GPT. По задумке создателей он должен был обрабатывать 5 гигабайт текстовой информации из книг, чтобы создать свой естественный язык. GPT переводится как генеративный предобученный трансформер. Но самый известный продукт от OpenAI – это ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом вышел в ноябре 2022 года. Он умеет создавать любые тексты по запросу, генерировать идеи, поддерживать разговор. В основе ChatGPT лежит большая языковая модель. Это модель глубокого обучения, которая предварительно обучена на огромных объемах данных. На данный момент, к сожалению, данный сервис в России недоступен. Ну, понятно, по каким причинам. Но не стоит расстраиваться, российские разработчики не стоят на месте, поэтому дальше я хочу представить сервисы, которые разработаны именно российскими программистами. Российским аналогом ChatGPT от OpenAI является GigaChat от Сбера, нашего Сбербанка. Значит, GigaChat занимает лидирующие позиции в рейтинге сервисов по искусственному интеллекту не только в России, но и в мире. GigaChat – это российская мультимодальная нейросеть, разработанная Сбером в апреле 2023 года и выпущенная в общий доступ в сентябре. Она может генерировать не только текстовый, но и графический контент. Его большим преимуществом является то, что данный сервис является бесплатным и русифицированным. Для работы с данным сервисом необходимо пройти авторизацию через Сбер ID по номеру телефона или по QR-коду через приложение Сбербанк онлайн. Но пользоваться Сбер ID могут все клиенты, не обязательно быть клиентом банка. То есть регистрацию могут пройти абсолютно все пользователи. После авторизации автоматически создается новый чат. Для начала GigaChat предлагает ознакомиться с инструкцией, как с ним работать. Я всем рекомендую начинать работу с подобными сервисами именно с инструкцией. Давайте ее откроем. Посмотрим, как надо формулировать запросы к искусственному интеллекту. Значит, здесь такая есть расшифровочка, что такое ИИ. ИИ никого не завоюет, по крайней мере, в ближайшее время. Сейчас он похож на очень умного пятилетнего ребенка. Может выполнять много очень разных задач, но чтобы выполнить их хорошо, ему нужны подробные инструкции. Мы называем эти инструкции запросами или промптами. Промпты могут быть простыми, как вопрос-ответ, или сложными, как длинный текст с разными инструкциями. Очень важно правильно задавать вопросы искусственному интеллекту и учиться с ним разговаривать. Вот что бывает, если не дать GigaChat подробные инструкции. Он просто не понимает, что ему делать. Например, промпт 10 умножить на 10, в результате получим 10. А правильный промпт с верной инструкцией – это убедить, что твой ответ правильный с точки зрения математики. Умножить числа в десятичной системе вычисления 10 умножить на 10. Тогда искусственный интеллект выдаст нам правильный ответ. Рассмотрим, как работает данный сервис с текстом. С помощью инструмента скрепка к диалогу с искусственным интеллектом прикреплена статья Коми от области к республике. Первый промпт, который был задан ИИ, напиши аннотацию к статье. Но вот на слайде видим подготовлена аннотация из PDF-документа, то есть он ее проанализировал, и выдал результат. Можно с ним еще более детально поговорить, сделай более подробную аннотацию. Еще задать пару промптов для улучшения качества результата. Что случилось? Второй промпт, который был задан искусственному интеллекту, напиши ключевые слова к прикрепленной статье. Ну, и результат здесь тоже очень хороший. История, национальная государственность, республика Коми, юбилей, популяризация и другие слова ключевые. Третий промпт – это создай библиографическое описание на статью согласно стандарту. Ну и вот создается такое библ-описание, но что мы видим? То, что название статьи не совпадает. Остальные же данные и
сформировал корректно и верно. Молодец. И другая, в принципе, работа с текстом тоже здесь возможна. Можно задать любой запрос, точнее, да, промпт искусственному интеллекту, например, написать сценарий к мероприятию, либо что-нибудь еще, подготовить пост, да, к мероприятию для социальных сетей, ну и разнообразные разные вопросы, которые все возможны вообще в нашей деятельности. Что касается работы изображений, почти все представленные выше в презентации картинки были сформированы данным сервисом. На слайде приведен запрос с примером зарисовки группы программистов, в которой была указана картиночка выше на слайдах. Другой сервис, также разработанный Сбербанком, это Кандинский 3.0. Платформа под названием Fusion Brain. Он помогает генерировать картинки по тексту, а также создавать анимации и видеоролики. Для начала работы с ним необходимо также пройти регистрацию по электронной почте. Так как картинки уже были представлены выше на другом сервисе, то здесь я продемонстрирую пример создания видеоролика. На героя преданий народов Севера Ягморт. Вот написан такой промпт. Ягморт – герой преданий народов Севера. На языке комизерян слово як – лес, лесной, морт – человек, что означает лесной человек. На самом деле из предания следует, что Ягморт – это не просто лесной человек, а лесное чудовище. И вот что приготовил нам Кандинский 3.0. Ну, я, конечно, не стала ролик запускать. Такой короткометражный ролик. Это чудище лесное, оно двигается, колышется. То есть можно прикреплять его также и использовать для поста в соцсетях, либо в других сервисах. Что же касается развития искусственного интеллекта в НБРК, и не только в НБРК, но и в библиотеках Республики Коми. Искусственный интеллект в НБРК на данный момент представлен несколькими сервисами. Первый сервис – это портрет читателя, VAIPS, APA Global. Да, в последнее время проблемы чтения и читательской культуры стали объектом пристального внимания, изучения как социологов, так и библиотекарей. Поэтому библиотекарям необходимо ежегодно анализировать портрет современного читающего человека. В VAIPS APA Global в модуле запись читателя добавлена функция, которая позволяет формировать портрет по библиотеке в целом. На рисунке представлен портрет читателя НБРК, средний возраст 37 лет, образование высшее, категория специалист. И вот такая вот красивая девушка в очках. Значит, в библиотеке Республики Коми вы тоже можете пользоваться данным сервисом. Те, кто подключен к единому читательскому билету, у вас данная функция доступна в модуле запись читателя. Другой сервис, созданный искусственным интеллектом, это раздел «Рекомендуем в личном кабинете читателя» НБРК на официальном сайте. Рекомендательные технологии – это технология предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей. Раздел «Рекомендуем» использует рекомендательные технологии, чтобы предсказать заинтересованность пользователя в услуге на основе его предпочтений, а также предпочтений других пользователей, похожих на данного. Технологии, используемые в данном разделе, обрабатывают информацию на основе данных, выдачи книг пользователю, его сферу деятельности и интересы, указанные при регистрации пользователя при записи читателя. Да, в библиотеке Республики Коми мы берем такие сведения, как хобби читателя, они также записываются в систему, кроме сферы его деятельности. Еще один сервис рекомендаций представлен в нашем региональном национальном краеведческом ресурсе НБРК, о котором уже говорилось. Значит, здесь вот в верхней части НБРК состоит из коллекций, которые после авторизации представлены в верхней области, вот мы выделены, да, внизу. Так вот, сервис сортирует коллекции по востребованности пользователя. Также в НБРК имеется возможность вводить запрос с помощью голоса, это тоже искусственный интеллект. Какая же перспектива развития ИИ в НБРК и в Республике Коми? Это создание виртуального помощника для информирования об услугах и ресурсах библиотеки, создание автоматической подгрузки содержания документа по его скану, графическую запись, созданного VAIPS APA Global. Это создание сервиса по формированию краткого содержания на полный текст в НБРК
и совершенствование поисковой системы. Ну и в заключение моего выступления хочется задать вопрос ИИ: кто лучше, человек или искусственный интеллект? На что ИИ отвечает: вопрос о том, кто лучше, человек или ИИ, зависит от контекста и задачи. В некоторых случаях искусственный интеллект может быть более эффективным и точным, особенно в задачах, требующих большого объема вычислений или обработки данных. Однако человек обладает интуицией, креативностью и способностью к эмпатии, что делает его незаменимым в задачах, требующих человеческого взаимодействия и принятия решений. В целом, оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Их можно комбинировать для достижения наилучших результатов. Спасибо. Спасибо большое. А вопросы? Вам все ясно или вам все неинтересно? Страшно? Вообще, на самом деле, страшно, потому что мне кажется, например, что искусственный интеллект в каком-то смысле большой, он ведь перенимает как бы и ошибки обучающего. Да? Вы видели описание? Вам точно все понравилось в описании? Да? Это значит, что библиограф, который учил его этому описанию, да, вот его ошибки вылезли здесь и закрепились. И с точки зрения вкуса у него не совсем, не все в порядке, да? Продукты, которые создаются вот так вот, рекомендации и картинки, они сильно-сильно из масс-культуры, скажем так, да? Видели? Иногда это может быть очень интересно. Например, мне в свое время на день рождения коллеги прислали в качестве подарка картинку, сформированную искусственным интеллектом, краеведческая библиография. Значит, как это выглядело, я не могу вам показать, вас много, а мобильник маленький. Это было ущелье, очень мрачное, ну, правда, небо высокое, с очень острыми по обе стороны, с очень острыми пиками, даже не скалами. Что вложил туда человек, который так себе это... А если кроме шуток, то вот интересно, может быть, ваш комментарий о том, как именно в краеведении, где места, именно в краеведческой работе, где абсолютно необходим искусственный интеллект. Что скажете? Я докладчику. Да, так легко от нас не уйдете. Ну, конечно же, это совершенствование поисковой функции по всем ресурсам, которые доступны, да, то есть это единое как бы окно доступа поисковой информации со всех ресурсов наших, может быть, региональных, потому что искусственный интеллект очень хорошо устанавливает связи между объектами, да, делает такие теги, пометки к ресурсам. То есть вот мы планируем такую функцию, в принципе, такой сервис создать, который объединяет множество ресурсов, пока регионального, конечно же, масштаба, а уж дальше посмотрим. Я думаю, спасибо. Я думаю, что точно, я вижу две сферы точно, связанные обе так или иначе с веб-архивированием. Ну, я не потому, что в других нет, а здесь вот. Когда мы будем плавать по сети, искать материал, нам будет очень важно отслеживать библиографическую историю документа, чтобы понять, где исходный документ, а где его искажение и повторение, да, и чтобы отловить тот самый исходный, который нам нужен, да. И точно это первое, да, и вот тут вот эта способность находить похожее, да, и предъявлять нам, мы сами будем решать, да, но тем не менее, это первое. Второе, как только мы выходим в этот безбрежный океан, мы сталкиваемся с изображениями в объемах, которые раньше нас не волновали, да, они всегда были в дефиците, а тут их будет море. И атрибуция тоже, да, вот происхождение, атрибуция, это тоже, конечно, великая проблема, которая вот будет у нас связана. Мы какое-то время будем справляться сами, но вот это если бы мы развили. Но для того, чтобы и то, и другое сделать, как я понимаю, нужно очень хорошо сосредоточиться на обучении, а для этого научиться самим понимать, что мы делаем, раскладывать. Вот как 10 на 10, почему не работает? Что мы не дописали? Вот нам сейчас в подготовке к тому, чтобы работать с искусственным интеллектом, надо попробовать вот так же, как пятилетнему ребенку, разложить то, что мы делаем. Что вы скажете об этом? Да, это отличный вариант. Я согласна. Спасибо. Не возникло ли вопросов каких-то или реплик? Ура! Здравствуйте. Скуломский район. У меня такой вопрос. По первому пункту распознавание данных, поиск по архивам. Это как называется, сервис или через какое-то приложение это у вас вы смотрите? Это сервис от Яндекса.
Называется поиск по архивам. Сервис от Яндекса, так и набиваете прямо в Яндексе. Поиск по архивам. И выдаст вам этот ресурс. Если что, в презентации есть все ссылочки на эти ресурсы, можно по ним переходить. То есть все ресурсы, которые были представлены, они действующие ссылочки существуют. Ага, ну, спасибо. То есть вас интересует сам ресурс, да? Как туда попасть? Да, да, да. Мгм. А вот как туда вложиться? Вот они же сейчас, вы назвали регионы, какие-то с ними сотрудничают. Как Ну, туда вложиться? Я думаю, нам это всем интересно, да? Чтобы потом и находить. К сожалению, я не могу ответить на вопрос, потому что информация закрытая, кто сейчас там есть. На момент создания там было, по-моему, 9 библиотек и 1 архив данного проекта. Да, сейчас информации нет, кто там находится. Более, может быть, наши коллеги скажут, которые краеведческими ресурсами занимаются. Ольга Валерьевна, вы не знаете? Мгм. Нет. То есть это закрытая информация, то есть нужно более тщательно, глубоко с ними прям работать. А может быть, попробовать с ними войти в контакт и выяснить, потому что, чтобы Да. находить там про Коми, надо положить туда Да, что-то, да? там про Коми там ничего нет, сразу вам скажу. Я пыталась найти про Коми какие-то данные. Потому что Видимо, проект замечательный, наш- обратите внимание. ни одна наша организация, значит, туда не входит. Я знаю, что нацархив хотел, но его там нет. Ну, У нас понятно. там тоже нет, получается, естественно. Поэтому Так, а вот нет, только микрофон. Не-не-не, это Да. не считается у нас, только Мгм. микрофон. Коллеги, там есть вологодские епархиальные ведомости, поэтому там информация по Республике Коми присутствует. Поиск там простой, как обычный Яндекс, поэтому хороший ресурс по истории и по генеалогии, по истории приходов, по истории территории. Я очень рекомендую им пользоваться. Нравится? Ладно. Кырдышева Ольга Валерьевна, Национальная библиотека Республики Коми. Тиба, есть ли еще вопросы по этой животрепещущей теме? В общем, я как-то очень надеюсь, что вы раз так вот решились на такое плавание, может быть, вы и дальше будете продолжать этим заниматься, да? конечно, да. Там в практической плоскости очень много чего, и если еще вот на краеведов распространите, на ваших, да, то классно будет. Да, мы планируем. Будем работать. Спасибо большое, очень интересно. По этой теме, обратите внимание, был очень большой вебинар, 1,5-часовой, у Маргариты Бедросовны Мартиросовой. Там какое-то немыслимое количество уже вот этих чтений, да, всего этого дела. Обратите внимание, интересная штука. Коллеги, если у нас Архангельск на связи, то мы предоставим слово Корольковой Наталье Александровне. Так, Архангельск. Наталья Александровна, мы вас не слышим. Есть? Архангельск на связи? Она есть, но звука у нее нет. Звук. Коллеги, Архангельск, звук включите, пожалуйста. Звук включится? Так, давайте, чтобы не задерживать, архангелогородцы у нас, когда выйдут на связь, это уже будет после паузы, мы предоставляем слово Бурчиной Марине Анатольевне, нашей коллеге из Кировской областной библиотеки, коллекция местной печати памяти Вятки, Кировской областной научной библиотеки имени Герцена.
Здравствуйте, дорогие коллеги и участники нашего семинара. Я рада всех приветствовать из города Кирова, которому в этом году исполнится 650 лет. И Кировская областная научная библиотека имени Александра Ивановича Герцена находится в самом центре города, на улице Герцена. И я немножечко расскажу об истории библиотеки. Но прежде чем к этому приступить, сегодня уже много, и думаю, в дальнейшем буду тоже говорить об издательской деятельности, которая так или иначе в каждом регионе, конечно, связана с краеведением. И я с удовольствием немного, но привезла интересное издание. В прошлом году у нас был такой, скажем, книжный бум именно нашего редакционно-издательского отдела библиотеки. Было издано много различных книг, и некоторые из них я принесла, и сегодня с удовольствием вручу, чтобы они попали в фонд Национальной республики библиотеки Республики Коми. И покажу эти издания. В 2023 году мы издали такой альбом «Фотографы Старой Вятки». Когда-то Вятское книжное издательство подготовило этот альбом, но существовал в единственном сигнальном экземпляре, был в фондах нашей библиотеки, но, к сожалению, да, не имел такого, скажем, широкого и большого доступа. И при поддержке Кировской области наш редакционно-издательский отдел смог осуществить этот издательский проект «Фотографы Старой Вятки». Я с удовольствием вручаю вот этот красивый, иллюстрированный фотографиями раздел наших самых известных фотографов Вятки. И в прошлом году у нас было издано такое подарочное издание «Произведение Салтыкова-Щедрина. История одного города». История одного города. Салтыков-Щедрин был в ссылке в городе Вятке, и, как многие говорят, прообразом некоторых его городских сюжетов и городов является город Вятка. И был вот издан такой в прошлом году альбом с иллюстрациями нашего современного молодого художника, сейчас это директор Вятского художественного училища Максима Владимировича Наумова, я тоже это дарю. И есть у нас в библиотеке такая серия, называется «На Герценко детям». Эта серия очень интересна, и вот в прошлом году вышло больше всего книг в этой серии. Я привезла только одно лишь издание. Мы издаем там как современных, конечно, писателей, в том числе и писателей, которые известны, но ушли уже давно из жизни, и их книги по тем или иным причинам давно не переиздавались. Вот когда-то в советское время самая переиздаваемая книга нашего вятского писателя во всей России, он был очень известен, это была книга «Волшебное колечко». Но прошли уже десятилетия, и книгу эту не переиздавали. И вот мы в прошлом году приняли решение, но уже проиллюстрированное нашим современным теперь художником, который работает в нашей библиотеке, Андрея Ивановича Крысова, издали вот такую книгу нашего Леонида Дьяконова, это краевед, фольклорист, писатель, поэт «Волшебное колечко». Я с удовольствием передаю в вашей библиотеке. Ну и маленькие еще там презентики. А сейчас обращусь уже к истории нашей библиотеки. Вы на слайде как раз видите, это новое здание Кировской областной научной библиотеки. Сама библиотека начинает свою историю с декабря 1837 года. Но еще до официального открытия в декабре 1837 года в библиотеке сформирован был штат. И помощником библиотекаря значился Александр Иванович Герцен. И поэтому не случайно библиотека стала впоследствии носить его имя. Сначала библиотека открылась как просто Вятская публичная библиотека. Потом у нее появилось имя Николая I, а после февральской революции по просьбе трудящихся библиотека стала носить имя Александра Ивановича Герцена. И мы по-прежнему носим имя Александра Ивановича Герцена, человека, который стоял у истоков создания нашей библиотеки и работал, пусть и непродолжительный период времени, но в нашей библиотеке. А осенью 2024 года, то есть в этом году, исполнится 115 лет со дня основания отдела краеведческой литературы. За этот период времени отдел имел разные названия. Местный отдел, отдел местного края, краеведческий, отдел краеведческой литературы. И был даже сектором в составе библиографического, или, как еще его потом называли, справочного библиографического отдела.
Первое упоминание о появившемся отделе было опубликовано в местной прессе, по старому стилю скажу, это 20 октября 1909 года. Поэтому с этого периода времени и мы берем свой отчет. Но сразу хочу сказать, что в действительности это не появление отдела, как вот мы сейчас с вами понимаем, то есть заведующие, сотрудники, массовая работа какая-либо, да, библиографическая, нет. На тот период времени это понималось таким образом, что нужно в общем фонде библиотеки выделить специальную, да, часть этого фонда, то есть отдел, где будет собираться все, что сейчас мы с вами называем местная печать и краеведческая литература. Вот эта мысль, она витала давно у сотрудников библиотеки, у членов попечительского совета, который руководил библиотеки. Но вот уже оформился и действительно стала, да, собираться литература, скажем так, в едином месте, да, это уже с 1909 года. Первые уже не только упоминания в газете об отделе, но и обращение к гражданам, к органам власти именно начало с этого времени звучать на страницах известных вятских газет, для того, чтобы люди помогали как можно полнее, да, сформировать именно этот отдел. И уже к июню 1910 года фонд отдела был разбит на 12 подотделов, из которых первый касался Вятской губернии и Вятского края вообще, то есть в целом, в его современном на тот период положения и истории, а остальные касались 11 уездов и городов, в том числе Вятского уезда и города Вятки. Но, к сожалению, так случилось, что этот рукописный вариант каталога, который на протяжении многих лет составлялся, он вообще не увидел свет, не был опубликован. И только лишь в 2009 году, к столетию создания отдела краеведческой литературы, вот этот рукописный вариант каталога, который ввели в большой такой толстой книге, да, он был издан. А я назову лишь только несколько имен, которые стояли у истоков создания нашего отдела. Отдел появился по инициативе управляющей библиотекой. Это Александр Николаевич Лупов. Его идею поддержали члены попечительского комитета библиотеки. Одному из управляющих библиотекой, Александру Николаевичу Лупову, пришла чрезвычайно счастливая мысль выделить имеющиеся в библиотеке книги и вообще печатные издания, относящиеся к Вятскому краю, в особый отдел, который тогда и был назван местным. Вспоминал впоследствии его брат, известный историк, ученый Павел Николаевич Лупов. Сам Александр Лупов в 1927 году написал, что он решил создать отдел местного края из-за того, что библиотека в начале 20 века в культурной жизни города Вятки имела малое значение. А ему хотелось, чтобы она была кому-то нужна и полезна. Впоследствии он вспоминал, местный отдел поднял и осмыслил существование библиотеки в глазах общества. Появились читатели в этом отделе. Шли с научными целями. Вообще публика одобрительно восприняла идею о создании местного отдела библиотеки. Впоследствии при созданных революциях благоприятных условиях для развития библиотечного отдела этот местный отдел сделался историческим источником для всех исследовательских работ по изучению местного края, производимых как отдельными лицами, так и учреждениями. Нужно сказать, что, в общем-то, та значимость, которая была заложена в самом начале, она остается и актуальной по сегодняшний день. Александр Николаевич Лупов отмечал, что в собрании литературы для отдела помог его предшественник, управляющий делами библиотеки, автор ряда работ по истории и культуре края Александр Степанович Верещагин. 1917 года из Петрограда в Вятку приехали к нам две прекрасные женщины с замечательным образованием, со стажировками за границей. Это Елена Владимировна Гогель, вот как раз вы видите, она с галстуком на фотографии. Она сначала стала просто читателем библиотеки и была приглашена в библиотеку для разбора именно изданий местного отдела. Впоследствии она стала работать в библиотеке, а дальше стала уже и директором библиотеки. И вот в 1917 году она вспоминала, что отдел не разбирали аж с 1912 года. То есть литературу-то собирали, а вот действительно, да, ее разобрать по тем же подотделам, которые были выбраны, к сожалению, работа не велась. А с 1918 года книжное имущество разделяли в нашей библиотеке на отделения.
Итак, в 1920 году в библиотеке было 7 отделений. Каждым из них заведовал старший библиотекарь. С 1918 года первым отделением, в который был включен и местный отдел, заведовала старший библиотекарь. Вот вы видите как раз на слайде, она у нее бантик очень красивый на блузке. Это Адельфина Викторовна Пализин, которая также приехала из Петрограда. Заведующим отделением должен был следить за пополнением своего отделения, то есть уже появился человек, который отвечал не в целом, да, за библиотеку, а именно за отделение, в том числе и за литературу, посвященную краю. Он отвечал за своевременную каталогизацию всех книг, и с 1920 года еще должен был представлять директору ежемесячный отчет о ходе работы отделения для общей сводки. Нужно сказать, что в отделении отделов было достаточно много, но таких старших библиотекарей тоже было несколько человек в библиотеке. И к 1 января 1918 года в местном отделе числилось около 2000 изданий. А уже в 2020 году, после разбора тех изданий, которые ранее, да, не смогли разобрать, было уже числилось около 8000 изданий. В принципе, в общем-то, понятно, что просто большая часть из них не была да, разобрана. Ну и в том числе, конечно, посылались издания из ликвидированных учреждений. Да, и, конечно, поступали как дары от разных организаций и, безусловно, людей. Это исследователи, преподаватели. И среди них были такие известные ученые, как Дмитрий Зеленин, Николай Спасский, Александр Спицын, Павел Лупов и многие-многие другие. А также в 1918-1919 годах в помещении публичной библиотеки были переведены книги статистического комитета, губернского присутствия, управления по земским делам, часть архива земской управы, канцелярии губернатора, епархиального училища и других организаций. Ну, что, в принципе, и дало возможность тому, что действительно отдел имеет уникальную, в общем-то, базу печатных изданий, и в том числе и, скажем так, есть у нас и документы, и рукописи, и фотографии. В отчете библиотеки за 1918-1919 годы было отмечено, что постановлением местного губисполкома в августе 1919 года за библиотеку утверждено право получения из всех местных типографий одного номера печатных изданий. По сути дела, это прообраз нашего, да, закона об обязательном экземпляре документов. Но нужно сказать, что уже в тот момент, а мы сейчас отмечаем тенденцию, они пишут, что все это осталось мертвой буквой, за исключением нескольких случайных поступлений. И лишь только когда библиотеку, а это удалось большими усилиями наших сотрудников библиотеки, в частности, да, директоров, библиотека вошла в число учреждений, получающих обязательный государственный экземпляр. И вот тогда они надеялись, что кроме того, что будут поступать издания советские в целом, да, изданные в Советском Союзе, будут поступать издания и местные. После отъезда Гоголь и Пализин в 1922 году руководитель отдела местного края стал народник, земский деятель, человек, занимавшийся изданием газет, а впоследствии ставший очень хорошим библиографом, по сути дела, который создавал первые библиографические указатели в нашем регионе, это был Николай Аполлонович Чарушин. И в декабре 1922 года Совет библиотеки, он по-прежнему существовал, немножко в другом, скажем так, в другом составе, с другим немножко названием, но также обращались в газетах с просьбой ко всем гражданам, любящим свой край, с просьбой жертвовать или продавать в библиотеку те или иные издания. Я не буду их перечислять, но действительно прям там все было по полочкам разложено, что, куда, да, и что является очень ценным. И даже там было написано, что тоже мы храним, к сожалению, в электронном каталоге у нас не выделены листовые издания, а это бы надо бы сделать, они там есть, но в общем потоке, да, и если ты их знаешь, ты их найдешь, а если вот не знаешь, ну тут уже только по хронологии. Уже тогда просились рукописи старинные и новые о крае, прокламации, листовки, журналы, причем просили печатные, гектографированные, писанные, особенно появившиеся в тот период, да, в 1905 году, когда после этого они были запрещены. То есть, в принципе, даже были хронологически определены рамки, которые документы, да, являются особо ценными.
Конечно, не скажу, что прям было много, но отклик был, мы это понимаем, потому что они есть у нас, в том числе и в фондах. Кроме того, библиотека просила всех граждан сообщить о всех своих работах в области изучения края и прислать выписки из книг, газет и журналов, где упоминается Вятский край. При этом уже тогда учили, как правильно писать библиографию. Не по стандартам, но четко было написано, потому что до сих пор к нам из разных регионов там скан статьи, да, а нету выходных сведений. Я говорю, и что? Ну, спасибо, конечно. А дальше-то что? Где, когда и где найти? И человек, ну, если есть время, да, он заново, по сути дела, ищет тот же материал. А здесь уже в газете изначально люди понимали, что нужно, чтобы принести тот или иную, да, выписку из книг, газет и журналов. Ну, по сути дела, вот наш, то, что мы называем, да, аналитическая роспись. В 1922 году уже новый директор библиотеки Дрягин смог нанять временных сотрудников для разбора книжных запасов местного отдела. Впоследствии был разобран большой печатный архив Вятской губернской земской управы. И уже в ноябре 1927 года был отпразднован 90-летний юбилей библиотеки. И вот Николай Аполлонович Чарушин считал, что только к этому периоду организацию местного отдела можно было считать законченным, потому что появились каталоги, рукописных, их было 48, разбитых на тот момент на 160 тем. Из них было уже на этот момент, да, это около 17 экземпляров изданий. И он отметил, что никогда у этого дела не было, и мы тоже не будет прямо большого количества читателей, потому что читатель это особенный и не массовый, по преимуществу научный и школьный работник. Ну и выделил таких же практический деятель, который для своих работ находит здесь нужный материал. Именно для них и нужен этот отдел. И уже тогда он писал, что обслуживание читателей с тем малым количеством, которых было сотрудников и мероприятия, приведут к тому, что не будет библиографии. Так вот, он понимал это уже к 1927 году. И как только была переструктуризация библиотеки, он понял, что он не справляется с новыми возложенными задачами, ну и в том числе был уже в таком очень достаточно преклонном возрасте, Николай Аполлонович покинул свой пост. В 1929 году были переработаны все каталоги отдела, их стало 56, был карточный каталог на журналы и так далее. Проведена была проверка изданий с инвентарными номерами и обнаружилось, что определенное количество экземпляров можно признать утраченными. И было принято решение сформировать запасной фонд книгохранилища. По 2 экземпляра издания каждого названия, а наиболее ценные спрашиваемые вообще не выдавать. И нужно сказать, что мы это сохраняем до сих пор, но мы теперь, как по законам об обязательном экземпляре, мы стараемся, чтобы у нас было 3 экземпляра. К сожалению, не можем позволить себе это с газетами, потому что помещение фондохранилища очень компактно, и все меньше и меньше его остается. То есть мы достаточно активно, скажем так, увеличиваемся, наш фонд, но, по крайней мере, печатных изданий, именно книжных изданий, листовых и так далее, мы стараемся, чтобы точно, если они есть, то это было 3. Если особенно популярные какие-то издания и очень ценные, обязательно, чтобы было их побольше. И есть издания, которые действительно стараемся как можно реже выдавать. И, ну, в первую очередь, их как раз оцифровываем, выкладываем в Вятскую электронную библиотеку. Что, в принципе, понятно, что уже до нас сотрудники библиотеки заложили основы краеведческой работы, понимали, что необходимо сохранить краеведческие издания для будущих поколений и принимали для этого уже реальные действия. И перед войной в 1940 году сотрудники отдела составили впервые ежегодник литературы о Кировской области за 1940 год, назвав его «Кировская летопись». Начавшаяся война помешала дальнейшей работе над ежегодниками. Во время войны, вот здесь вы рядом с Николаем Аполлоновичем видите человека, которая была эвакуирована в Кировскую область, а впоследствии она переехала жить в город Киров и стала работать в нашей библиотеке. Это известно на всю, в общем-то, нашу страну, наш библиограф, заведующий, при которой именно состоялось уже официальное объединение местного отдела и библиографического отдела. Это Галия Федоровна Чудова. В прошлом году, наконец-то, мы смогли, долго мы обсуждали, потому что работа велась очень долго. Она оставила очень большое количество указателей.
Да, их сейчас нужно актуализировать, с ними нужно работать, потому что, представьте, не было компьютеров, это были машинки, и, конечно, это и опечатки, это и какие-то, безусловно, ошибки, потому что, ну, личностный фактор, мы сейчас ошибаемся с таким большим количеством возможностей помощи гаджетов. Ну и, конечно, это, безусловно, но определенная, в том числе, была идеологическая направленность, хотя Галя Федоровна Чудо удивительно разных брала тем. И у нее были рукописи, посвященные истории краеведения, что, в принципе, до нее практически никто не делал. И нам уже много раз говорили, ну, ребята, публикуйте, да, может, это не так актуально, да, может быть, здесь информация не совсем проверена, да, у нее нет сносок, но столько уже разобрали ее по диссертациям, а очень мало указывает, где это взяли. И вот мы решили, что должна восторжествовать историческая справедливость, и издали книгу Гали Федоровны Чудовой. Ну и я покажу буквально несколько изданий знаменитых в нашей библиотеке. Это памятная книжка, которая издается у нас с 1853 года в Вятской губернии. И Кировский статкомитет продолжает эту традицию, издает памятные книжки и календари до сих пор. Это издание «Вятская незабудка». Чем он, ну вот, во-первых, по памятной книжке сразу скажу, на данный момент мы периодически, когда можем, тоже мониторим. Единственная памятная книжка, сохранившаяся в мире, о которой мы знаем. Это в нашем в отделе краеведческой литературы. Это сборник «Вятская незабудка», издавал его издатель Павленков по типу, да, скажем, памятных книжек, но с критическими статьями, до сих пор очень актуальными, на определенные органы власти, их действия, ну и конкретных людей. Ну, сразу можно понять, что это издание было запрещено. А третий, как говорят, выпуск тиража, по крайней мере, как сообщают в литературе, в общем-то, практически сразу был уничтожен. Но это не так. Мы знаем, что третье издание есть и несколько выпусков в нашей библиотеке. Видно, что что-то собиралось впоследствии с разных страниц, там перепутана нумерация и так далее. Но это значит то, что люди понимали и пытались сохранить, и в том числе это принесли в библиотеку. И оно у нас хранится до сих пор, является нашим, конечно, особо ценными изданиями. И особое ценное издание имеет, конечно, издание земства. В фонде отдела хранится много изданий, подготовленных земством. Это и отчеты, это и финансовые отчеты, это и планы, это и художественная литература и так далее, и так далее. Действительно, земство проводило очень большую работу и сохранилось очень много изданий, которые являются серьезными источниками, когда ты изучаешь разные вопросы того периода времени, когда земства существовали. С 1905 года по 1917 год включительно выходили в печать труды Вятской учено-архивной комиссии и так далее. Мы стараемся брать различные издания, которые имеют какие-либо особенности. Ну, все знают, это рукописи, пометы, это автографы, но мы теперь стараемся смотреть, в том числе обращать внимание и на другой переплет. Как оказалось, иногда одно и то же издание, кроме того, что может иметь просто разного цвета обложки, что тоже по себе интересно, что это характеризует возможности книгоиздательского дела на тот период времени, но это еще и разный переплет, то есть и подарочные издания уже тогда делают, и издания более доступные простым людям и так далее для разных использований. И, конечно, это, например, уникальные документы, которые встречаются в этих изданиях. Например, здесь сопроводительное письмо в канцелярию губернатора от Вятской губернской типографии. Или в фонде отдела нашего хранится уникальное издание Алексея Ивановича Деньшина, тираж которого всего лишь составил 300 экземпляров, а рисунки художникам были раскрашены вручную. Кроме книг, карт, листовых изданий в фонде отдела собираются все периодические издания. Вот, это и Вятские губернские ведомости, которые первые стали выходить, и отделившаяся, скажем так, неофициальная часть, которая стала называться первоначально приложение к Вятским губернским ведомостям. Это, конечно, журналы разного периода времени и так далее. И в коллекции «Память Вятки» выделена коллекция обязательных экземпляров документов Кировской области. Вот в марте 2024 года в ней насчитывается около 50 тысяч документов. Всего печатных и электронных изданий в коллекции «Память Вятки» насчитывается более 100 тысяч экземпляров. Это не считая периодические издания.
Особую ценность представляет книги с автографами вятских исследователей, писателей и деятелей. Вот здесь как раз можно увидеть. А мы сейчас стараемся все это отмечать в электронном каталоге, но так как это не сразу было начато, поэтому работа эта будет продолжена. Например, вот в коллекции обязательного экземпляра выделен 485 изданий с автографами. А в целом, да, в отделе краеведческой литературы уже в электронном каталоге отмечено 2000 изданий отдела краеведческой литературы с автографами. Ну, вот первый автограф это 1874 года. Есть также издания с экслибрисами, с различными штампами. Тоже сейчас мы это стараемся отмечать. Вот так пролистаю быстренько, чтобы можно было посмотреть. Да, это и в стихотворной форме, с удивительными историями, с рисунками различными. Ну и в юбилей нашей библиотеки мы издали книгу «Вятскую публичную библиотеку», где не все, но постарались, да, разместить интересные автографы из разных отделов нашей библиотеки, в том числе из отдела краеведческой литературы. Также в электронном каталоге мы сейчас отмечаем коллекции, которые к нам поступают. Очень часто к нам обращаются с просьбой: а вот возьмите у нас книги, там, умер писатель в семье, да, или историк, семья хочет, ну, как бы в надежном месте разместить его издание. И очень многие привыкли, да, как в архиве, вот личный фонд, так и здесь личная коллекция. К сожалению, мы не можем себе позволить. В отделе редких книг есть такая возможность, немного, но есть личная коллекция. И мы приняли решение, у нас на изданиях просто ставится определенный штамп по коллекции и обязательно описывается в АПАКе. То есть уже теперь даже по АПАКу можно выделить эти коллекции и понять, сколько книг в этой коллекции, да, и, соответственно, их очень быстро идентифицировать, что это именно книги тех или иных авторов, тех или иных членов семьи. Ежегодно фондный отдел краеведческой литературы пополняется новыми изданиями. И нужно сказать, вот немножечко буквально приведу статистики. Вот буквально на днях мы открыли 26-ю областную выставку «Конкурс Вятская книга года 2023 год». Конечно, мы здесь определяем лучшие издания, например, у нас это всегда традиционно 8 номинаций, но одна из задач этой выставки конкурса, это, конечно, и собрать как можно больше репертуар, и это продвижение, да, краеведческих изданий. И вот нужно сказать, да, конечно, их уменьшается количество, и качество бывает разным. А вот в 2019 году это было около 600 наименований изданий представлено на выставке, а как раз в 2012 году издание вышедшее, это чуть более 1000. Ну и есть у нас фонд документальных источников, фонд ДЭ мы его называем, фотографии, рукописи, альбомы, открытки, плакаты и так далее. Таким образом, коллекция «Память Вятки» продолжает свое формирование и будет служить следующим поколениям жителей Кировской области. Здесь как малоизвестные авторы, так и известные авторы. И ее глубина с 1828 года по 2024 год включительно. Ну а издания, посвященные нашему региону, более ранее уже относятся к книжным памятникам, тоже хранятся как в отделе редких книг, так и в отделе краеведческой литературы. Спасибо за внимание, прошу прощения, что переполнила лимит. Спасибо большое. Ну, трудно, когда говоришь про Кировскую областную библиотеку, про краеведение, коротко трудно. Одна из самых умных и самых старых в отношении краеведения, и самых опытных библиотек. И вся эта история, которая была рассказана, вот я просто, коллеги, я вот думаю о том, что нам сейчас позарез нужно изучать практику краеведческой работы вот в те тяжелые времена. Нам этот опыт необходим по понятным причинам, да? Мы не меняемся, мы те же, да? Наш подход тот же. И вот понять, как люди тогда справлялись с тяжелыми временами, и не опуская головы, и помня про свои задачи, это великое дело. Ну и конкретные практические решения, там очень много хорошего, замечательного. Есть ли вопросы к Марине Анатольевне? Марина Анатольевна, спасибо огромное. Правда, замечательный доклад, и я советую всем, в общем, как-то обратить взоры к тому, Надеюсь, что когда-нибудь удастся нам собраться, в том числе и, возможно, в нашей библиотеке, и представить такую тему, как вообще история отделов краеведческих и какую-то, да, историю работы этих отделов в разные периоды. Это было бы очень интересно. Вот у нас 2027 год пока свободен, не занят, никто не занял под семинар под наш всероссийский. Хорошо, берите, ребята, это. Киров, берите 27 год. Отдаем, да? Спасибо большое. Коллеги, у нас тут, как всегда бывает, да, семинар «Живое дело». У нас есть небольшие проблемы.
Ну, такие технические. Мы-то молодцы, а интернет такая штука сложная. И нам сейчас придется еще один доклад послушать перед тем, как пойти пить чай, кофе. Ладно? Извините, пожалуйста, Да, ну. не один доклад, а архангелогородцев. Необходимо выслушать обеих. Хорошо. Да. Спасибо вам, коллеги, за терпение. Итак, Наташа. Так, Наталья Александровна Королькова, да? На месте. Книжная серия «Северная библиотека. Проблемы и перспективы». Королькова Наталья Александровна, заведующая отделом краеведения «Русский Север». Архангельская областная библиотека имени Добролюбова. Коллеги, добрый день, вы меня слышите? Звук. Звук, пожалуйста. Наташа, звук. Да, слышите меня? Коллеги, добрый день, слышно меня? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Да, слышим. Все хорошо. Секунду, подожди. Еще. Пожалуйста. У нас правильно? Хорошо. У нас бегает микрофон. Должно быть слышно. Слышно? Я слышу, все слышно. Ты меня слышишь? Да. Коллеги, вы меня слышите или нет? Да, слышим. Секундочку, подождите. Хорошо, спасибо, поняла. Слышно. В трансляции Слышно. Так, что, демонстрацию запускаю? Да? Ага. Они попросили что-то подождать. Так. Вот это. Демонстрацию. Поделись. Ира, там задержка какая-то, да? Ничего не говорят? Слышно? Угу. Не слышно? Все, слышно, слышно. Можно начинать? Хорошо. Коллеги, добрый день. Многолетний издательский проект под названием «Северная библиотека» Архангельская областная научная библиотека Добролюбова осуществляет с 2006 года с целью сохранения уникальных документов Краеведческого фонда «Русский Север». Еще одной целью нашего проекта является расширение доступа к краеведческой информации, в первую очередь через комплектование фондов публичных библиотек области хорошими краеведческими книгами. Мы вашу презентацию не видим. Черный экран. Не видно? Нет. Не видно. Так, сейчас, секундочку. Как из него выйти? Так. Еще раз демонстрацию экрана. Так. Весь экран. Во весь экран, да? Да, весь экран поделиться. Так, поделиться. Сейчас остановите демонстрацию и запустите по новой. Что сделать, не поняла. Остановите демонстрацию экрана и запустите по новой. Кнопку демонстрацию нажмите, чтобы она отключилась. Я не вижу ни одной папки демонстрации. Вернитесь в браузер. Так. Вернитесь в браузер. Нажмите «Остановить демонстрацию экрана». Включите по новой. Ничего не получается. Весь экран. Делиться. Не видно? Нет, не видно. Нет. Давайте пропустим Любовь Никоновну.
Я решу этот вопрос и попробую подключиться к вам после паузы. Давайте. Вы меня только ориентируйте по времени, во сколько? Сразу после. Во сколько? Сразу же после ее выступления. После Любовь Никоновны. Хорошо, поняла, спасибо. Итак, Горганчук Любовь Никоновна, краеведческая деятельность муниципальных библиотек Архангельска, опыт партнерского сотрудничества и работы именных библиотек. Центральная городская библиотека имени Ломоносова. Так, коллеги. Любовь Никоновна, теперь мы слушаем вас. Нет. Любовь Никоновна, мы не слышим вас и не видим презентации. Слышно? Слышно, да. Все, краску включайте. Включайте. Краеведение – одно из основных направлений в работе централизованной библиотечной системы Архангельска. В нашей библиотечной системе 20 библиотек, 19 библиотек-филиалов, а во главе Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. 7 библиотек из 20 именные, 5 из них носят имена прославленных писателей-земляков Евгения Коковина, Николая Жернакова, Бориса Шергина, Федора Абрамова и Николая Рубцова. Одной из библиотек присвоено имя писателя-натуралиста Георгия Скребицкого. В 1989 году Центральной городской детской библиотеке было присвоено имя северного писателя Евгения Степановича Коковина. И уже 9 января 1990 года в помещении библиотеки открыта мемориальная доска. Автор Виктор Тырлов. С 2005 года в библиотеке действует музейная экспозиция, посвященная Коковину. В 2021 году библиотека стала победителем комплексного отбора в рамках национального проекта «Культура», и в декабре этого же 2021 года она открылась в качестве модельной библиотеки. В ней организованы локации: Арктический остров, зал научно-популярной литературы, остров знаний и открытий, книги для подростков, арт-остров, центр культуры, эко-остров, развивающая зона для малышей, читай-остров, книги для детей от 6 до 10 лет и родителей, и музейный остров, выставочное пространство одной книги «Детство в Соломболе». Яндекс, ой, Google. Музейная экспозиция располагает как классической музейной зоной с личными вещами писателя, так и интерактивной зоной. Родственники писателя передали в библиотеку трофейную пишущую машинку «Мерседес», письменный стол, 3 стула, этажерку, телефон, подстаканник с блюдцем, настольные часы, пепельницу, очки писателя и большие настенные часы. В музейной экспозиции многочисленная коллекция книг писателя. Тираж его главной книги «Детство в Соломболе» составляет 2,5 миллиона экземпляров. В библиотечной коллекции есть книги первого издания 1947 года и книга последнего на сегодня издания 2018 года. Имеется и отдельный стенд с книгами «Детство в Соломболе» на иностранных языках. Экскурсии по музейной экспозиции проводятся не только с помощью экскурсовода, но и с помощью аудиогида. Работают 6 экскурсий по биографии писателя, творчеству, о его главной книге «Детство в Соломболе» и о сотрудничестве Евгения Коковина с другими писателями. В модельной библиотеке появился интерактивный стол, с помощью которого можно посмотреть первый вариант виртуальной экскурсии по музейной экспозиции, фотоальбом и 3 оцифрованных книги автора. В декабре 2020 года библиотека номер 17 округа Майская Горка получила имя выдающегося поэта XX века Николая Михайловича Рубцова, который родился в селе Емецк Архангельской области.
Библиотека работает по программе продвижения и популяризации творческого наследия поэта. Оборудовано новое библиотечное пространство, создана экспозиция, посвященная жизни и творчеству Николая Рубцова. Взором посетителей открывается стилизованное оформление стен и окон, необычные жалюзи, эксклюзивный предмет, люстра в виде велосипеда. Все навеяно произведениями поэта. Собрана книжная коллекция произведений и литературы о поэте, начавшаяся с 4 книг, а сегодня насчитывающая более сотни изданий. Гордость коллекции – книга с автографом Николая Михайловича Рубцова «Звезда полей», которая была издана в Москве в 1967 году. В ноябре 22 года для выставочной экспозиции была подарена икона святителя Николая Чудотворца предпринимателем Алексеем Валерьевичем Капустиным. Известно, что именно эта икона этого святителя стояла на столе поэта. За 3 года, что библиотека носит имя Николая Рубцова, в ней прошло много интересных событий. Ежегодно 19 января проводится День памяти поэта. В 23 году был организован телемост с именем Рубцова, в котором приняли участие именные библиотеки Санкт-Петербурга, Сургута, Тотьмы, Емецка и Архангельска. Состоялась презентация книги «Николай Рубцов на Тотемской земле», которую предоставили авторы-составители Алексей Новоселов, директор Тотемского музейного объединения, и Галина Мартюкова, заведующая музеем Рубцова в селе Никольском Вологодской области. Они присутствовали на презентации. Этот эксклюзивный труд объемом около 500 страниц и весом 2,5 килограмма стал завершающим мероприятием проекта «Деревня непогашенных огней», получившего грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В этот же день в библиотеке прошла молодежная конференция «Жизнь и творчество Николая Рубцова». Старшеклассники общеобразовательных учреждений и студенты средних специальных учебных заведений Архангельска и Архангельской области представили свои исследовательские работы о местах, связанных с именем Рубцова, в которых он жил и работал. По традиции к собравшимся обратилась с онлайн-приветствием дочь поэта Елена Николаевна Рубцова. А в январе 2024 года состоялись рубцовские чтения «Русский север» в стихах Николая Рубцова, подготовленные централизованной библиотечной системой совместно с Архангельским региональным отделением «Союз писателей России» при поддержке Министерства культуры Архангельской области, администрации города Архангельска и администрации Холмогорского муниципального района. На чтениях с докладами выступили известные в России исследователи творчества поэта Вересов Леонид Николаевич, член Союза писателей России, поэт, историк литературы из города Череповец. Петров Андрей Васильевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и речевой культуры САФУ имени Ломоносова. Также директор музея Архангельского тралового флота, директор Емецкой школы имени Рубцова, заведующая библиотекой. В программу чтений были включены и авторские семинары и секции, в которых приняли участие гости, приехавшие к нам на чтение. В библиотеке номер 17 прошла 3-я межрегиональная молодежная конференция «Жизнь и творчество Николая Рубцова», и в этот раз в ней приняли участие не только архангелогородцы и жители Архангельской области, но Сургута, Тотьмы и Емецка. И завершились рубцовские чтения в 23 году, 19 января, в День памяти Рубцова в Емецке, на родине поэта. В библиотеке, носящей имя поэта, проводится и много других интересных мероприятий. В марте прошлого года библиотека организовала всероссийскую акцию «Стихомарафон», приуроченную ко Всемирному дню поэзии, в которой приняли участие разные регионы России.
Это Луганская Народная Республика, Владимирская, Тверская, Челябинская области, Республика Марий-Эл, Ставропольский край, Архангельск и Архангельская область. Эта акция – подтверждение того, что творчество Николая Рубцова знают и любят по всей России. В июне библиотекой был проведен праздник рубцовского слова «Свисает радуга с берез». В литературно-музыкальной программе приняли участие самые известные художественные коллективы Архангельска, чтецы, победители городских конкурсов. Зрители были в восторге от этих номеров. Мероприятие действительно стало праздником проникновенного, гениального, созвучного сегодняшнему дню лирического слова поэта Николая Рубцова. Пользуются популярностью и интеллектуальные молодежные игры тропою Николая Рубцова. Для юных читателей проходят мастер-классы, рисование песком и много других интересных мероприятий. Естественно, рисование песком героев стихов Николая Рубцова. Муниципальные библиотеки Архангельска плодотворно сотрудничают с Архангельским региональным отделением Союз писателей России и Советом молодых литераторов «Абрамовский большак». К примеру, в 2023 году состоялось почти 30 встреч писателей с читателями муниципальных библиотек, которые эти встречи посетили более 1000 человек. В апреле 2023 года прошли уже 6-е межрегиональные шергинские чтения «Сохранение памяти. Духовное наследие Бориса Шергина и Евгения Коковина», посвященные юбилеям этих писателей. Партнером данного мероприятия опять же выступило Архангельское региональное отделение Союз писателей России. По признанию участников, чтения отличаются многообразием поднятых тем, представленных площадок и форматов. При этом прослеживается системный подход в отражении заявленной темы чтений. Если это сохранение памяти, то в широком смысле понятия, не только касательно творчества Бориса Шергина и Евгения Коковина. Чтения продолжились также тематическими секциями, приобщение подрастающего поколения к творчеству северных писателей, именные библиотеки как место памяти, творческая лаборатория северного писателя Коковина, презентация республиканского литературно-публицистического, историко-культурологического художественного журнала «Арт». Город Сыктывкар, Республика Коми. Одним из ярких, особенно значимых и заметных событий шергинских чтений 2023 года стал приезд и участие в них делегации из Сыктывкара. Инициатором приезда и принимающей стороной выступило отделение Союза писателей России, региональное отделение. Это была действительно представительная делегация, объединившая деятелей культуры, каждый из которых является заметной фигурой в своей области и в Коми-республике. 17-18 апреля этого года пройдут 7-е межрегиональные шергинские чтения «Север мой, Родина моя светлая», в которой примут участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, ученые САФУ, работники культуры и образования Архангельска и Архангельской области. Уже 2 года подряд, в последнее воскресенье июня, в день рождения Архангельска, в рамках Международного книжного фестиваля «Белый июнь» на площадке литературного сквера на пешеходной улице Чумбарова-Лучинского, Архангельском Арбате, организуется работа открытой студии «Литературный Архангельск». В областной центр приезжают профессиональные писатели со всей Архангельской области. В режиме нон-стоп выступают перед земляками. Но в небольших художественных паузах все-таки выступают артисты Поморской филармонии, известные в городе драматические артисты, музыканты, мастера художественного слова, лучшие самодеятельные коллективы. Подводятся итоги конкурса «Лучший читатель года» и «Лучшая читающая семья» муниципальных библиотек Архангельска. Так, 25 июня прошлого года все победители получили дипломы и подарки от парка аттракционов «Потешный двор». Дипломы вручал глава Архангельска Дмитрий Александрович Морев. Были подведены и итоги конкурса молодых литераторов «Абрамовский большак». Состоялось выступление финалистов и церемония награждения победителей.
а на площадке возле литературного сквера в литературной слободе у Архангельского города, у корабельного пристанища, посвященной 130-летнему юбилею со дня рождения Бориса Шергина, прошли театрализованные чтения произведений писателя. Студенты Архангельского колледжа культуры и искусства по специальности прикладного искусства и народных промыслов под руководством преподавателя ткачества Татьяны Косовой провели мастер-классы по ткачеству. Мастер-класс по рисованию состоялся под руководством профессионального художника Елизаветы Копалиной. Площадка была оформлена детскими рисунками по произведениям северного писателя Бориса Шергина, фотографиями известного в городе фотографа Николая Гернета и выставкой изделий мастерской ткачества. Работала книжная лавка. Можно было приобрести книги... Марина Анатольевна, время. Присутствующих на площадке. Я заканчиваю. Также совместно с писательской организацией у нас уже прошло 10 раз, прошел Гринфест, фестиваль литературного творчества «Остров Надежды». Ну, я несколько слов скажу о библиотеке Архангельском литературном музее, который создан на базе литературного музея в Архангельске. И с 1 января это модельная библиотека. И вся деятельность Архангельского литературного музея направлена на популяризацию творчества северных писателей. И задача ее сохранять верность просветительским традициям, позиционировать себя как института, сочетающего роли библиотеки музея и Центра литературного краеведения. Вот такие залы у нас замечательные теперь в модельной библиотеке. Это вторая модельная библиотека в Архангельске. И также сохраняются традиции, проводятся литературного музея, проводятся дни Пушкина, дни памяти Пушкина и много других интересных мероприятий. Я заканчиваю. У нас и другие именные библиотеки занимаются интересной деятельностью. В завершении хочу сказать, что в Архангельске проводятся областные дни чтения «Живое слово Абрамова» и «Добрый романтик моря» по творчеству Евгения Коковина, и культурное погружение Рубцов, Жернаков, Абрамов и Шергин. Эта акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права. И в этом году пройдут филологические чтения по творчеству Николая Жернакова в честь его юбилея. Благодарю за внимание. Желаю всем творческих успехов. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что в каком-нибудь следующем докладе вы расскажете о том, что библиотеки накапливают, как пополняются их собственные ресурсы от проведения вот этих мероприятий. Удается ли у этих, к нашему счастью, живых писателей, да, живых таких персонажей, или у свидетелей жизни, тех, кого с нами уже нет, собирать, набирать материал в библиотечные музеи и так далее. Мы это делаем. У нас уже есть коллекция регионального отделения Союза писателей, переданная в литературный музей. У нас на встречах всегда писатели дарят нам книги, которые пополняют наш фонд. Мы обмениваемся опытом, просто в 15 минут обо всем не рассказать. Спасибо большое. Есть вопросы у аудитории здесь? Нет, да? Спасибо большое. Мы желаем вам успехов в вашей замечательной работе. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Наталья Александровна, готовы ли вы? Коллеги, добрый день еще раз. Вы слышите меня? Слышим, слышим. Ура. Да. Очень рады. Что? Давайте попробуем еще раз через экран. Экран? Да. Ну, или экран. Да. Вот это, да? Да, да. И Поделиться. Ждите секунду. Презентацию видно? Да. Хорошо. Давай проскочим через следующую. Я продолжу. Оставьте минуточку. Идея издательского проекта впервые возникла в 90-е годы 20 века, когда многократно повысился спрос на редкие издания. И архангелогородцы, как и жители всей страны, обратились к новым истокам. Людям стали интересны книги, которые были изданы небольшими тиражами в 19-м, начале 20 века, но не переиздавались.
Но такие издания можно было увидеть только в Архангельской областной библиотеке, в районных и сельских библиотеках их, конечно же, не было, и нам хотелось, чтобы тексты лучших изданий были в каждой публичной библиотеке. Поэтому было принято решение об организации такой серии. Изначально предполагалось переиздание краеведческих книг, включая труды первых историков и исследователей Русского Севера, а также создание оригинальной научно-вспомогательной библиографии. Затем серия пополнилась книгами талантливых северных писателей, чьи произведения длительное время не переиздавались, ну а постепенно в серию органично вошли электронные тематические издания. Основную часть серии составляют печатные сборники редких документов Краеведческого фонда библиотеки. Каждый раз при подготовке издания перед нами стоит задача не только переиздать малодоступные уникальные тексты, но и наполнить их современной научной информацией. Для этой цели мы привлекаем специалистов, местных архивистов, историков, краеведов. Как правило, структура каждого сборника примерно одинакова. Для всех в каждый сборник входят труды персоны писателя или историка, биографический очерк о нем, написанный приглашенным специалистом, библиографический список литературы, иллюстрации, копии архивных документов, вспомогательные указатели и прочее. На сегодняшний день вышло в серии 11 сборников, 3 из которых выдержали повторное переиздание. Электронные тематические сборники на CD и DVD дисках мы делали в виде интересных и актуальных тематических подборок малодоступной краеведческой информации. Они также были снабжены дополнительной информацией, историей темы, сведениям об авторах книг, иллюстративным материалом. Было подготовлено 13 таких электронных изданий, в том числе в сотрудничестве с Российской национальной библиотекой и Государственной публичной исторической библиотекой. В результате этих совместных проектов не только фонд архангельских библиотек, но и фонд библиотеки областной пополнился новыми отсутствующими у нас изданиями. В последнее время последнее электронное издание вышло в 2015 году. На сегодняшний день эта работа остановлена в связи с устаревшей технологией. Сейчас мы на сайте электронной краеведческой библиотеки готовим тематические подборки и делаем информационную рассылку тем, кто нуждается в подобной информации. В серии «Северная библиотека» выходят библиографические, тематические, научно-вспомогательные указатели. К сожалению, в последнее время финансирование на печать указателей не выделяется, и поэтому мы нашли выход в том, что размещаем указатели в электронном виде на сайте электронной краеведческой библиотеки. Для этой цели была создана коллекция библиографических указателей. И вот сейчас в ней находится уже 9 указателей серии, 3 из них, вот на экране вы видите, 3 из них существуют только в электронном виде. Таким образом, в рамках издательского проекта библиотека осуществила переиздание в разном формате около 300 редких краеведческих документов. Книги выходят тиражом от 300 до 1000 экземпляров. В местных издательствах электронные издания тиражировались до 100 экземпляров. Все электронные издания имели номера государственной регистрации. Для книг в 2021 году мы закупили первый пакет АСБН. Сейчас мы работаем над покупкой уже второго. Все издания безвозмездно передаются в библиотеки Архангельской области. Отправляя книги, мы стараемся подготовить методические материалы, которые помогут библиотекарям в продвижении этих книг. Разрабатываем презентации новых изданий серии, снабжаем текстом, иллюстративным материалом. На сайте электронной краеведческой библиотеки создан раздел «Северная библиотека», где размещаются полные тексты некоторых книг, если позволяет закон об авторском праве, что позволяет обеспечить доступ к максимально возможному количеству читателей. Кратко о перспективах. В настоящее время работа по подготовке краеведческих изданий видится и ведется в нескольких направлениях.
Первое, наверное, основное – это историки русского севера. Продолжается переиздание трудов северных историков XVII – начала XX веков. Их книги, вышедшие в свет небольшими тиражами, не имевшие переизданий, уже сейчас являются библиографической редкостью. Вот так вот эта серия примерно выглядит. В качестве перспектив, планов хотелось бы остановиться вот на двух последних. Это переиздание трудов архангельского губернатора Александра Платоновича Энгельгарта. Он был успешным администратором не только на посту архангельского губернатора, но и на посту саратовского городского головы, смоленского губернатора, казанского вице-губернатора. И нам кажется, что в данном случае получился бы довольно интересный совместный сборник. То же самое касается трудов врача, географа и публициста Франка Шперка, который тоже мог бы стать общей персоной для совместного сборника, например, Архангельска и Астрахани. Еще одно направление – русский север в дневниках, записках и воспоминаниях путешественников. Мы продолжаем работу по публикации рукописей опубликованных работ российских просветителей. Переиздаются книги, в том числе и в факсимильном виде, с комментарием, вступительной статьей, библиографией. В планах у нас сейчас идет подготовка к новому сборнику издания работ Петра Челищева, известного путешественника. Нужно отметить, что в данном случае мы включаем в наше издание не только неопубликованные документы не только местных хранилищ, не только библиотеки, но и других местных хранилищ области, архивов и музеев. Так у нас получилось вот с последним сборником Илья Константинович Тыковылко. Следующее направление – это забытые имена в литературе, это подготовка сборников, посвященных именитым землякам или талантливым людям, которые волей судьбы оказались на севере. Их литературное творчество сейчас малоизвестно, представляет несомненный интерес. Мы собираем разрозненные публикации из ранее изданных сборников периодических изданий. Книга обязательно снабжается биографической, литературоведческой статьей, библиографическим списком. Таким образом, у нас подготовлено уже несколько сборников. Вот примерно на экране вы видите. Еще одно из направлений нам интересно, но, к сожалению, мы не можем пока им заняться, просто нет пока возможности. Это фольклор Архангельской области. Здесь очень богатый объем материалов по сказителям и сказочникам Севера. Нам бы хотелось двигаться в этом направлении, но пока это направление в перспективе мы им временно не занимаемся. Следующее направление – северная правительская библиография. Это подготовка и издание ряда научно-вспомогательных библиографических указателей, посвященных уроженцам Архангельской области. В этом направлении мы работаем постоянно. Ранее уже говорила, что крайне редко появляется возможность напечатать их в бумажном виде, поэтому сейчас мы их размещаем в электронном. И чуть подробнее хотела бы остановиться вот на этом направлении. Северная библиотека детям. Это издательский проект, который мог бы быть интересен достаточно широкой публике. В рамках областного конкурса «Книга года» мы постоянно сталкиваемся с тем, что изданий детской литературы, кровеческой, не так много. Сейчас вот в настоящее время готовится. И фондных библиотек таких книг явно недостаточно, а порой практически нет. Многие из детских книг, популярные у читателей библиотекарей и педагогов, изданы в 50-е, 60-е годы прошлого века, поэтому во многих книгах они просто списаны по ветхости. Ну а то, что осталось, они не эстетичны, уже затертые, непривлекательны. Эта ситуация возникает каждый раз, когда наступает какая-либо юбилейная дата северного писателя. В первую очередь есть необходимость издания книг, посвященных истории исследования арктических территорий. Мы думаем, что этот проект можно было бы осуществить во взаимодействии со специалистами областной детской библиотеки. У нас уже был такой опыт. К 100-летию писателя Федора Аврамова мы подготовили сборник рассказов
для детской аудитории. К работе были привлечены учителя, библиотекари, руководители детского чтения, и нам удалось сделать достаточно красивое, яркое и, самое главное, востребованное издание. Хотелось бы продолжить работу в этом направлении. В 2021 году мы начали еще один издательский проект под серию «Северная библиотека поэзии». К сожалению, поэтические произведения северных писателей не так часто входят в круг чтения современного читателя. Нет северной поэзии в программе регионального литературного образования школьников. И, конечно, в своей деятельности мы привлекаем внимание к творчеству поэтов-земляков, но обращение читателей к произведениям зависит не только от желаний или популярности авторов, но еще от наличия книг в фондах библиотек. Так, некоторые сборники отдельных поэтов последний раз издавались в Архангельске в 1970-х годах. В настоящее время мы уже издали 3 сборника этой серии, в работе находится 4-й. Нужно сказать, что мы получаем достаточно много положительных отзывов на эту серию. Поступают предложения по изданию следующих сборников. Люди нам называют имена, которые хотели бы увидеть. А на библиотечных полках эти книги уже сейчас выглядят достаточно потертыми и подержанными. То есть интерес у северного читателя к творчеству северных поэтов есть. Ну и совсем кратко по проблемам. Первой проблемой, которую хотелось бы обозначить, является нехватка знаний по авторскому праву. Конечно, юристам библиотеки разработано стандартное лицензионное соглашение, которым мы обычно пользуемся, и при необходимости вносим какие-то изменения или дополнения. Разумеется, мы постоянно учимся, но иногда возникают вопросы, с которыми приходится разбираться, погружаться и снова вникать. Очень много занимает времени поиск наследников и правообладателей. Например, при создании сборника стихов немецкого поэта Василия Литкова мы искали его наследников более полугода и нашли только, когда уже практически были готовы отказаться от издания. Еще одним больным вопросом является публикация стихов поэта на русском языке. Практически невозможно было найти правообладателей, если перевод выполнен в 1950-х годах, например. Переиздание книг 18-го, начала 20-го столетия предполагает знание правил публикации, которые мы усвоили не сразу и не в полной мере. За годы работы мы пришли к определенным правилам, методическим решениям, которых придерживаемся, но иногда сталкиваемся с проблемой, которые требуют длительных размышлений и непростых решений. Ну вот в качестве примера в сборнике «Тыковылка» мы опубликовали его дневник. Сложность заключалась не только в графической неразборчивости документа. Дневники изобилуют неправильным написанием немцам русских слов, ну что понятно, неполным написанием предложений, отсутствием союзов, неточным написанием топонимических названий и прочее. При наборе и редакции дневников мы столкнулись с большими сложностями расшифровки. Вот в качестве примера, вот в красном овале, обратите внимание, например, фраза «к вечеру заливали асфальтом диепутную трубу». В эту диепутную трубу мы уткнулись, очень долго не могли ее расшифровать. Путем консультаций с техническими работниками выяснилось, что это доидвудная труба, деталь лодочного мотора. Асфальт, ну понятно, что это асфальт, но, видимо, здесь имелся в виду гудрон, который использовался для смазки и работы лодочного мотора. Вот с такими вот вещами приходилось часто сталкиваться. Или, например, вот топоним «вечером Жуверту», второе определение. Поехали на путь вечером в Жуверту, погода ясная. Оказалось, что Жуверта – это залив Шуберта. Это мы выяснили путем отслеживания по подробной карте новой земли маршрута передвижения Тыковылки. Непростой задачей является поиск и привлечение к работе авторитетных научных руководителей и редакторов. На наш взгляд, когда видишь в книге пометку «печатается в авторской редакции», это вызывает некоторые сомнения. Мы стараемся ввести в авторский коллектив сторонних специалистов, которые, во-первых, лучше нас разбираются в теме, во-вторых, способны критически рассмотреть наши наработки, в-третьих, могут грамотно прокомментировать сложные тексты. За годы работы нам удалось выстроить хорошие взаимоотношения с архивистами, научными сотрудниками музеев, профессорским составом местных вузов, краеведами. И вот в качестве примера один из тоже недавних сборников, Степан Федорович Огородников, обратите внимание, что большая часть
Сноски – это как раз комментарий специалиста к текстам автора. Следующая проблема – это финансирование издательских проектов. Это еще одна сложность в нашей работе. Практически все книги издаются за счет средств областного бюджета или проектной деятельности. Сметы на эти издания создаются, как правило, за год-полтора до печати. За это время цены на типографические услуги значительно вырастают, работать приходится в режиме жесткой экономии, чтобы сберечь полностью весь тираж. Ну и, наконец, еще одна проблема – это нехватка времени. Ежегодно мы готовим несколько изданий, и выходящих как в серии «Северная библиотека», так и вне ее. И издательской деятельностью у нас стабильно занимаются 2-3 сотрудника отдела краеведения. Это одна из многих наших обязанностей. Но, к сожалению, времени не хватает. К нам еще часто обращаются за консультацией издатели, специалисты других библиотек, индивидуальные авторы, привлекают нас в качестве консультантов в свои проекты. Нам бы очень хотелось, чтобы однажды в Добролюбовке появился свой издательский центр, и мы бы могли полностью заняться своим любимым делом. Можно сказать, что это наша голубая мечта. В целом, можно сказать, что издательский проект «Северная библиотека» вот за долгие годы своего существования получает достаточно много отзывов. Люди откликаются, как-то комментируют нашу работу, предлагают, приходят к нам авторы со своими идеями. Мы думаем, что мы вносим достаточно приличный вклад в сохранение и популяризацию лучших краеведческих изданий. Ну и будем действовать в этом же направлении. Буду рада пообщаться с коллегами, у которых возникают подобные же проблемы. Большое спасибо за внимание. Наталья Александровна, я думаю, что этот доклад заслуживает самых больших аплодисментов, как и сама работа. Я не знаю, мы в РНБ считаем эту издательскую серию эталонной. Понятно, что люди росли в пределах этой серии, да, и в последние выпуски, может быть, в каких-то отношениях, как Наталья Александровна сказала, лучше первых, да, чему-то научились в этом процессе. Но я хочу порекомендовать абсолютно всем, кто меня слышит, и тем, кто в этом зале, если вы хотите попробовать поставить грамотную издательскую работу, особенно в области публикаций, да, вот каких-то старых изданий или неопубликованных документов, то вот смотрите сюда. По счастью, все эти издания, многие из них доступны. Это просто эталонная работа. Замечательно. И по замыслу, и по организации, и по тому, как сделана каждая книжка. Ну, в общем, вот. Есть ли какие-то вопросы у вас, коллеги, к Наталье Александровне? Может быть, и есть. Вот. Спасибо огромное. Ну, просто вот очень классно. Очень спасибо, Надежда Михайловна, спасибо, коллеги, всего доброго. Хорошо. Спасибо. Огромное спасибо. Вообще, похоже, мы все заслужили чашечку чая, да? Пошли? Коллеги, значит, сейчас давайте тогда. До 12:30 у нас перерыв. Давайте. Кто кого сейчас куда отведет? Коллеги, да, объявите куда. Чай у нас коллеги отведут внизу в отделе. Значит, да, в отделе искусств внизу.
Лаптапти Гудудай. Звук. Звук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Коллеги, давайте, пока вы все собираетесь, я на сэкономленные минуты вам напомню про наш семинар, хорошо? Значит, напоминаю, очередной 25-й на минуточку Всероссийский семинар «Научно-практические проблемы краеведческой деятельности библиотек» состоится с 7 по 11 октября. Мы 5 дней работаем, обратите внимание, в Мурманске. Не такая безумно дорогая дорога, как может показаться, недорогие гостиницы. Ну а что вы пользу получите, да, и пообщаетесь с такими же, как вы, добрыми людьми, это совершенно точно. Значит, вот, пожалуйста, регистрация уже идет на сайте РНБ, идет регистрация. Мы будем очень рады всех видеть. Дорогие коллеги из ЦБС, у нас нет маленьких и больших на семинарах. У нас есть умные и есть равнодушные. К равнодушным мы равнодушны сами, а умных всех зовем. Так что заявляйтесь с докладами, вы нам все очень интересны, те, кто работает по краеведению. Хорошо? Значит, вот, регистрация идет, проблема краеведческой деятельности библиотек на профсайте РНБ, очень легко найти. Если кому-то нужно информационное письмо, мы отправим специально. Хорошо? Сейчас напоминание ушло во все региональные библиотеки, они должны вам разослать и напомнить. Ждем, будем очень рады всех видеть в хорошей компании тех, кто занимается краеведением. Спасибо. Коллеги, мы продолжаем. Я очень прошу соблюдать время выступления. И я предлагаю сейчас послушать Пономареву Татьяну Олеговну, главного библиотекаря отдела инновационно-аналитической деятельности молодежной библиотеки Республики Коми, пригороды Сыктывкара, развитие проекта молодежной библиотеки и Сыктывкарского совета ветеранов. Здравствуйте, дорогие коллеги. Итак, пригороды Сыктывкара. С чего все начиналось? А начиналось все с 2020 года, когда город Сыктывкар отмечал свое 240-летие. И какой подарок преподнести любимому городу? Конечно же, рассказать его жителям, гостям столицы, жителям республики об интересных, живописных уголках нашего города Сыктывкара. Вот так родилась идея пригорода Сыктывкара. Инициатором этой идеи стал Сыктывкарский городской совет ветеранов. И на начальном этапе его поддержали молодежная библиотека Республики Коми и наши сыктывкарские школы. История Сыктывкара очень интересна. В разные периоды времени город прирастал своими пригородами. Это и поселки, и местечки, микрорайоны. И каждый маленький пригород внес большой вклад в развитие нашего города. И вот создание летописи города через рассказ о становлении его пригородов
стала целью нашего проекта. А летописцами должны были стать ребята, школьники сыктывкарских школ. Школы-участники расположены в разных районах города, и они взяли на себя, каждая школа взяла на себя описание пригорода или пригородов, которые близки их ученикам. И юные краеведы под руководством наставников-педагогов включились в эту работу и действительно провели большую и исследовательскую работу. Очень было много интересных проектов представлено, слайд-презентаций. Обращались к старожилам, находили фотографии, работали очень хорошо с ветеранами ветеранских организаций вот этих пригородов. И, кстати, в некоторых пригородах очень хорошо сработали библиотекари, помогли нашим школьникам. Ну вот, и эти материалы поступали затем в молодежную библиотеку, а мы потом сформировали электронный ресурс, вот он справа на главной странице, электронный ресурс пригорода Сыктывкара, открытие которого состоялось привлечением, вот видите, Сыктывкарского совета ветеранов, управления образования города. И, конечно же, лучшими у нас гостями были наши школьники вместе со своими учителями. Ну вот, открылся у нас ресурс, и мы стали получать сразу же очень хорошие, прекрасные отзывы от наших жителей, от интересующихся историю, от любознательных, от старожилов. Кстати, были очень любопытные истории. Вот когда работаешь с краеведением, интересные истории случаются, даже не ожидаешь. Одна сыктывкарка, знакомясь с историей поселка Верхний Мартыю, нашла фотографию, где изображены ее дедушка и бабушка. Она потеряла о них вообще все сведения. Таких историй было достаточно. Ну, это я отвлеклась, а сейчас давайте немножечко я вам покажу, да, что это за ресурс. Значит, еще раз повторюсь, что основными у нас участниками, авторами были школьники. Вот это главная наша движущая сила. Итак, ресурс открывается с краткой исторической справки об истории города Сыктывкара. И дальше у нас идет рассказ о пригородах. Прежде всего, это поселки. 5 поселков, видите, мы включили. Верхний Мартыю, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Нижнечев и Сеткыркищ. Здесь раскрываются этапы становления поселка. Особое внимание, конечно, уделено людям. Вот вы видите замечательные фотографии. Это немногие из фотографий, которые представлены у нас на этих ресурсах. Кстати, вот среди поселков есть поселок Нижнечев. Так вот, исследовательский проект по своему этому поселку представила третьеклассница, девочка. Она была самой юной участницей нашего проекта. Так, далее. В черту Сыктывкара входят и местечки. Заречье, Сидорполой, Кируль, Красная гора, Париж, Строитель, Тентюкова и Дырность. Вот у нас представлены местечки. Вот видите. У них разная уникальная история. Так, например, самым старым районом города считается местечко Тентюкова, образованное из 4 починков, впервые упомянутых в 1586 году. А вот здесь местечко Кируль представлено. Деревни, из которых выросло местечко, датируются 17-18 веками. Видите, внизу местечко Париж, этимология названия очень интересная, не буду вам рассказывать. Ну, наверное, вы сами что-то знаете или, если не знаете, познакомитесь. Так, микрорайоны. Микрорайоны. Вот смотрите, Давпан, лесозавод, Орбита, Ручейный, СМЗ. Тоже по-своему интересны. И в каждом микрорайоне есть своя изюминка. Вот люди живут как бы в своих каких-то закрытых территориях, да, на своих маленьких таких вот участках, да, и уголках.
и, наверное, не задумываются, насколько интересна история и развитие вот этих вот их мест. Ну вот, например, Давпан, самая южная часть города, да, видим. Жители микрорайона чтят память о своем знаменитом земляке, русском философе, литературоведе, писателе Калистрате Фалалеевиче Жакове. Вот когда я ребятам рассказываю о Жакове, то, конечно же, их отправляю по адресу, я забыла, какая улица, но в районе Давпана сохранился фундамент родового дома Жаковых, на который сейчас построен новый дом, но фундамент вот этот вот есть. Можно познакомиться и посмотреть. Так, ну вот смотрите, история микрорайона Орбита. Очень интересная, связана она с развитием телевидения в нашем городе. Тоже интересно. Так, лесозавод, СМЗ. Бурно развивались эти микрорайоны со своими градообразующими предприятиями, Сыктывкарским лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом и Сыктывкарским машиностроительным заводом. Уникальный завод производил технику для лесной промышленности, которая пользовалась большим спросом в Советском Союзе, не только в Республике Коми. Ну вот, и все материалы, которые представлены на нашем электронном ресурсе, можно скачивать, можно распечатывать. Ну вот таким образом. Хочу сказать, что этот ресурс открытый. Мы его представили жителям и предложили жителям участвовать в наполнении этого ресурса интересными сведениями, воспоминаниями, фотографиями. Есть такие истории, когда действительно жители, старожилы с нами сотрудничают. Так, этот проект пригорода Сыктывкара получил дальнейшее развитие в 2023 году, когда мы решили создать плакатную экспозицию на основе нашего электронного ресурса. И вот серия плакатов, каждый плакат посвящен определенному пригороду, были вывешены в окнах молодежной библиотеки. Вот это кадры с открытия нашей галереи плакатной. Все плакаты снабжены QR-кодами, да, считав которые можно непосредственно перейти на электронный ресурс. Но здесь что? Здесь фотографии, здесь краткая информация. Вот немножечко я сейчас покажу. Вот окна библиотеки, да, с плакатами. Вот примерно вот эти плакаты, да. Можете с ними познакомиться. Да, вот когда мы их вывесили, это было в августе, к Дню Республики, сразу заметили острый интерес людей. А мы расположены на одной из центральных улиц, улица Коммунистическая, большой трафик, и невольно подмечаешь, как люди останавливаются, причем люди разных возрастов. Идет человек идет на работу, наверное, у него какие-то дела. И вдруг он останавливается, обращает взгляд на какой-то плакат, потом подходит, вчитывается, потом достает телефон, считывает QR-код. Это очень интересно. Ну, вот такие интересные плакаты. Дальше. Это еще не все. Следующий этап развития проекта. Мы решили плакатную экспозицию не ограничить только окнами библиотеки, а познакомить жителей нашего города с нашими вот интересными плакатами. Да? Для этого у нас прошла рабочая встреча с участием руководства Сыктывкарской ЦБС и Управления образования города Сыктывкара. Все, да. Ну вот, на которой мы договорились о сотрудничестве. Значит, мы были изданы 2 альбома с плакатами. Один альбом мы передали в Сыктывкарскую ЦБС, то есть этот альбом стал
передвижной выставкой, передвижной экспозицией, и он стал путешествовать по библиотекам нашего города. Второй альбом мы передали в управление образованием, и он стал путешествовать по сыктывкарским школам. Таким образом, с сентября 2023 года такое интересное путешествие, такие интересные экскурсии, такое интересное знакомство с пригородами в школах проходит. Но это еще не все. Помимо знакомства с альбомом, мы еще представили виртуальные экскурсии. Выходим в школы и знакомим ребят. Знакомим ребят с нашим замечательным городом. Причем знакомим в форме общения. Сразу я прихожу, говорю: ребята, это не урок. Мы с вами будем путешествовать по городу. Расслабьтесь. И, ребята, конечно, особое внимание я обращаю на то, что послушать самих ребят. Вот, между прочим, хочу сказать, что ребята очень много знают о своей малой родине. Им рассказывали бабушки и дедушки, им рассказывали родители, что-то они читали. Некоторые из них изучают историю Республики Коми, историю Сыктывкара. Это очень важно и очень ценно. Ну, вот такие встречи происходят в форме квеста с активным участием ребят. Конечно же, тут возникают вопросы. Вопросы интересные, не всегда простые, но рассчитанные на логическое доведение до ответа. Но некоторые вопросы даже вычисляют даже вот коллективно всем классам. Тем не менее. Вот это 7-я школа, замечательная школа, которая находится в местечке Париж. Когда я туда пришла, ребята были в восторге. Дошли мы до Парижа, наш любимый Париж. Они в восторге, они мне больше рассказали, чем я им. Ну, вот так вот. Вообще, работать с ребятами – это очень благодарное, интересное, замечательное дело. Так, что еще? Ну вот, и главный акцент, который делается, это какой вклад внесли в пригороды. Вот они действительно, развитие было абсолютно разное. Какие-то пригороды развивались как лесные поселки, какие-то пригороды развивались как сельскохозяйственные территории. Что было? Вот, например, Дырность, что это такое ручей? А, ребят, как вы представляете, что такое ручей? Ну, это такой вот такой узенький, такой вот течет. Да нет, не узенький, ребят. 15 километров ручей, на котором стояло несколько мельниц водяных. Да, ну, такие вот интересные вещи. Так, ну, вот это так вот. Мы с ними работаем, да. И в процессе виртуальной экскурсии мы, конечно же, даем альбом, который ребята с удовольствием листают. Вот видите, да, вот интересное было продолжение. Это история в одной из школ, школа 12 имени Олега Кошевого. У ребят прошли виртуальные экскурсии, ребята решили эту работу продолжить, заинтересовались, у них замечательный музей в школе. И они на базе этого музея, десятиклассники, организовали экскурсии для 7 классов. Они сами продумали и проработали экскурсию по городу Сыктывкару. Вот это нижняя фотография. Ну вот так. Сейчас еще эти экскурсии проводятся. Сейчас у нас альбом находится в школе поселка Краснозатонский. На очереди еще очень интересные у нас школы. Ну и скажу, что замечательная работа. Вот как-то так. Спасибо большое. Я встала так вот не потому, что хотелось бы это прекратить, ваш доклад, он замечательный, да, а потому что, ну, от желания задать вопросы, не уходите. Конечно. Скажите, пожалуйста, а карту города, вот чтобы она включала? Там она на есть, сайте да? есть карты, да, где Отлично. можно найти. Да. Еще вопрос. Да, и, наверное, она интерактивная у вас будет, да? Можно будет туда попривязывать все? Ну, я не скажу, что она интерактивная, потому что больших средств у нас не было на ее создание. Ну, по крайней мере, ресурс, и там в этом ресурсе заходим на вот этот баннер, да, каждого пригорода, и мы попадаем на
как бы подборку. Там и проекты, там и презентации, там и фотографии, рассказ о людях, рассказ о предприятиях. Насыщенность разная. Потому что Структуру не ребята... рассказала. Да. Надо структуру рассказать, что Да, внутри. ну, на самом деле, ну, конечно, да, ну карту вот. попробуйте все-таки сделать. Ну, я понимаю, что можно делать интереснее, но гугловые и яндексовские карты абсолютно бесплатные, а продумать еще. Там очень важна в этом случае очень точная привязка, возможность привязать любой дом, любой двор, любую точку к карте. То Ну, есть это карта да. как основа продолжения вашей Вы работы. знаете, вы правы, наверное, это будет продолжение, и мне кажется, что ребятам будет интересно с этим поработать. Еще бы, еще бы. У вас, если умные ребята есть, они могут дизайн карты сделать такой, Замечательно. что... Кстати, Под это, обратите внимание, в Новосибирске конкурс провели. У них замечательный проект есть по истории Новосибирска, да, города. Мгм. Конкурс между школьниками, между учащимися, там, я не помню, не только школьниками, по конкурс дизайна проекта. Это хорошая идея. большое спасибо. Да, еще одна штука. Мне кажется, что такие вещи надо делать на вырост. У вас подписи, вот посмотрите, там, где фотографии, да, подписи на самих фотографиях. А надо бы сделать под фотографиями, да, для того, чтобы любые эти подписи можно было сделать гиперссылками. Вот у вас идет там ряд имен. На этой фотографии изображены Иванов, Петров, Сидоров, а также Николаев, там, я не знаю, Форточкина, да, чтобы можно было продолжить поиск и от любого этого имени. Либо нашли его, и он чего-то рассказал, либо о нем рассказали. Развивать дальше вглубь. И вот эта идея, которая, мне кажется, у вас роскошное начало. Вот это проект, Я который согласна с сейчас вами абсолютно. старт. Да. Что касается ребят, мне кажется, очень важно, чтобы они не считали свою работу законченной. Все только начинается. Дальше интересно, вот вы говорите, что внимание было к людям, да? Да. Вот в описаниях это пока не чувствуется, да? То есть материал, который вы, скорее всего, набрали, да, чьи-то воспоминания, что-то кто-то приносил, его надо туда. И за одного человека цеплять другого. Один человек рассказывает, упомянул кого-то, а этот, и дальше. И вот эта работа, конечно, она сделает ваш проект просто таким перпетуум мобиле. Ну да, Мне согласна. кажется, это важно. А еще вопрос, а почему вы ваш замечательный альбом не можете растиражировать сразу для всех ваших школ и для всех ваших библиотек и продавать? Что мешает? Ну, все упиралось, к сожалению, в финансы. Мы выиграли проект администрации города только на плакатную экспозицию. И вот мы за счет этих денег, собственно, 2 вот этих альбома издали. Но это надо опять проект Потому писать. что возить хорошо, но, Проект честно писать. говоря, не очень. Да? Хорошо бы, чтобы каждая школа это имела, и каждая Я библиотека. согласна, чтобы, да. Пример, не знаю, как с финансовой стороны, Красносельский район Петербурга. Они уже второе издание сделали, он называется «Край Он». Значит, это альбом с историей и фотографиями людей из семейных архивов, вот жителей этого, он довольно большой район, каждой местности этого района. Он издан красивым изданием, и он, насколько я понимаю, продается. Сейчас он в конкурсе, может быть, вы его увидите, когда будут итоги. И еще одна штука. У нас почему-то принято считать, что если воспоминания, то это к ветеранам, да? Вот это самых стареньких найти, вот они-то расскажут все, как было. На самом деле, вот вам в руки пример Московского района, ЦБС нашего, Московского района Санкт-Петербурга. Что они сделали? Они начали работать очень классно, к ним народ пошел. Они объявили вот эти дни воспоминаний, и они записывают, у них, я не помню, кто самый младшенький, но там 20-летние точные, даже младше. А если, то есть даже ребенок, если он не совсем вот такой, да, у него есть свои воспоминания, и я не вижу никаких причин пренебрегать воспоминаниями детей. Да? Да. Попробуйте вот сюда, не ограничивать ветеранами. Да? Согласна. А, кстати говоря, и вот ваши школьники, которые 11 Кстати, класс или школьники 7, могут много чего рассказать. воспоминания. И если вы им покажете, Да. что эти воспоминания не просто в тетрадочках, и вы их перенаберете и опубликуете, а что вы их сохраните и примете, как положено, в архивные документы, да? Ну да. Это будет большая школа уважения к собственным воспоминаниям, воспоминаниям других людей. И к библиотеке, которой почему-то это не все равно. Да? Вы абсолютно правы. Замечательно. Спасибо. Есть ли у кого-то Да. вопросы к этому чудесному докладчику и к этой замечательной библиотеке умной? Нет? Молчаливая сегодня аудитория. Не повезло нашим докладчикам первого дня. Я почему-то думаю, что вы как-то переобдумаете свое поведение.
Или после обеда вдруг будете активнее. Поехали дальше. Ну и еще до обеда еще одно выступление. Предоставляю слово Каркиросу Шестаковой Валентине Владимировне, заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Лебедева. Пушкину и не снилось. Арт-погружение в краеведение. И тоже работа с молодежью. Здравствуйте, коллеги. Изучение истории малой родины, своей республики, района или села, знакомство с творчеством местных писателей и героями легенд и преданий своего региона – это та небольшая часть краеведческой работы, результатом которой может стать появление новых творческих проектов. Понимание того, что фотография, письмо или газетная вырезка является ценным документом, к сожалению, приходит с возрастом. Для детей это не очень интересно, это просто может быть мусор или макулатура. А легенда и биография писателя, стихи и другие произведения останутся скучными и непонятными, если о краеведении говорить сухим казенным языком, не учитывая литературные и художественные предпочтения молодежи. Дмитрий Лихачев говорил, краеведение не только наука, но и деятельность. Традиции, обряды, народное творчество требуют в известной мере своего воспроизведения, исполнения, повторения в жизни. И следуя этому высказыванию, в Центральной библиотеке имени Лебедева мы предприняли попытку объединить краеведение, знакомство с литературой краеведческой и комиксы. В конце 2021 года библиотека стала участником федерального проекта «Гений места», которое направлено на популяризацию и продвижение проектов, акцентированных на локальную особенность территории, культуру, людей, историю, легенды и так далее. И одним из направлений для участия в данном проекте нашей библиотеки стало искусство. По направлению искусства с ноября 2022 года свою активную работу начал литературно-творческий клуб «Пушкин Арт». Почему такое название? Пушкин как символ классической литературы. А во-вторых, арт – это современное прочтение и осмысление классиков, в том числе и краеведческих писателей, краеведческого материала. К участию в литературно-творческих клубе были приглашены все желающие школьники села Каркирос от 14 лет. Работа клуба состоит из двух основных блоков. Это литературный блок и творческий. В литературном блоке ребята под руководством библиотекаря знакомятся с произведениями, биографией писателей, поэтов или элементами национальной культуры, легендами, преданиями. Затем занимаются поиском главных элементов и ключевых фигур, разбивкой на смысловые блоки, произведения читают, определяя для себя, о каких героях или сюжетах хотели бы рассказать. Библиотекарь в данном случае выполняет функцию педагога, предоставляя участникам клуба возможность доступа к различным источникам информации и литературе, которая служит основой для вдохновения и знаний для создания комиксов. Рекомендует книги, журналы или графические романы, содержание которых может быть полезным для участников клуба. Организует специальные мероприятия, лекции, мастер-классы, которые посвящены истории, в том числе и созданию комиксов. И это способствует развитию навыков участников и стимулирует их креативность. Библиотекарь также помогает участникам в поиске информации, связанной с темой комикса, для того, чтобы работы были более реалистичны и увлекательны. В творческом блоке ребята занимаются зарисовкой черновика, переводом черновика на беловики с помощью графического планшета и приданием цвета творческим работам. Именно этот блок является самым трудоемким и продолжительным. И здесь библиотекарь выступает как наставник, помогая участникам клуба совершенствовать их навыки в области создания иллюстраций. У нас есть сотрудники, которые, в принципе, сами рисуют комиксы и могут помочь в этом направлении ребятам. За год с небольшим деятельности клуба была проделана достаточно большая работа по изучению и переосмыслению литературного и исторического наследия республики и района. Во-первых, ребята занимаются. Были изготовлены стикеры для комикс-кафе. Что это такое? Стикеры на тему коллаборации литературных героев, писателей легенд Каркиросского района для молодежного фестиваля «Каркиросское лето 2023». Участники провели параллели между коми-легендами и литературными произведениями русской и зарубежной классики. Можете обратить внимание, самый верхний рисунок здесь попытались объединить и встретить Муму и Юрку. Наверное, знаете, Юрка – это легенда
нашего Карткировского района. Его тоже утопили как Муму, поэтому как бы вот так провели такую параллель. Рапунцель и Картайка, наш железный человек. Левша, который подковал блоку. Левша здесь в образе тоже Картайки. Здесь железный человек и тоже Картайка, он тоже железный человек, но наш местный железный человек. И последний стикер. Ребята объединили Карлсона и Лебедева. Причем тут плюшки, просто в Карткиросе есть такая то ли легенда, то ли такая уже полубыль, полуправда. Говорят, что Лебедев Михаил Николаевич, да, чье имя носит наша библиотека, в семье у них не было детей, но они с женой были очень гостеприимными. И у них дома всегда были гости. Они очень любили угощать детей, в том числе чаем с бубликами, с баранками, там, не знаю, с чем-нибудь. И вот ребята, перед этим, конечно, они и биографию Лебедева изучали, вот эту историю услышали, и вот у девочки такая идея возникла, что Карлсон тоже плюшками любил баловаться, и вот Лебедев тоже плюшками балуется. Здесь на спортивному фестивале, который тоже проходил в прошлом году, ребята нарисовали уже такие стикеры, в которых как бы дали современное звучание легендам Карткировского района. Ну вот, например, пловец, видите, да, проплывает мимо Красной горы. Это Красная гора не в Сыктывкаре, эта Красная гора есть недалеко от села Нившера. И по легенде, один из героев легенд Тюве, он сделал так, не буду долго рассказывать, что в местности, где находится Нившера, Богородск, нет крыс. Запретил им там селиться, крыс нету. Вот. А здесь уже, видите, Тюва изображен в костюме пловца, в шапочке, то есть такой уже современный вид имеет. И то же самое богатырь, который, это легенда нившерская, есть богатырь, который обладал недюжинной силой, мог перекидывать там через дома огромные камни. То есть они читали эти легенды и пытались по-современному их изобразить. Вот. Почему стикеры? Данные стикеры использовались как наклейки на коктейльные стаканчики. Вот можете посмотреть. Вот. Может, видно? На этих двух фестивалях, на фестивале молодежном и спортивном, такие стаканчики, в таких стаканчиках мы предлагали гостям отведать или травяные чаи, или какие-то ягодные коктейли, и попутно рассказывали о том, что же изображено на этих стаканчиках. И получается, что более 100 человек в течение вот этих праздников, они познакомились с легендами Карткировского района, с героями мифическими Карткировского района. Ребята сами рассказывали, сами на этой точке стояли и рассказывали о том, что же там происходило, кто это такие интересные люди. Участники фестиваля слушали легенды, с удовольствием фотографировались и писали посты на своих личных страницах, выкладывали фотографии вот с этими стаканчиками, с этими стикерами. Ко дню рождения писателя Михаила Лебедева участники клуба создали ряд иллюстраций к его самым знаменитым произведениям. И одно из таких произведений, которое является негласным гимном нашей библиотеки, «Коми Мукуджами Муна», «Я иду землей Коми», они создали вот такие графические иллюстрации к произведениям Лебедева. К юбилею Виктора Савина, еще одному классику коми советской литературы, тоже ребята работали и создавали такие рисунки. Несмотря на то, что стихи очень, как написаны в начале 20 века, они попытались изобразить это таким современным какими-то графическими средствами. Вот, но прежде чем нарисовать, им нужно вообще было понять, о чем идет речь, потому что, например, стихотворение «Гордзвон», «Красный звон», да, он в принципе современным детям не очень понятен. Да? Нужно было сначала прочитать и объяснить, что вообще происходит в этом стихотворении. Самое известное, наверное, стихотворение Савина «Чужебудмыще Дворширин», «Вырос я в глухой сторонке», и «Матери Мамлы». Вот, прочитали,
И у девочки вот такое видение этого стихотворения. Участники клуба творчески переработали произведения других наших коми-авторов, и классиков, и наших современников. Читают, рисуют иллюстрации в разной технике. Вот это, например, стихотворение Альберта Ванеева «Баня по-отцовски». То есть вот как увидели эту баню, почему-то с печкой русской, но так увидели они эту баню, так они себе ее представили. Презентация комикс-зарисовок осуществлялась в библиотечной группе ВКонтакте. Люди увидели, смотрели, были хорошие отзывы. И работа нашего клуба творческого «Пушкин Арт» продолжается. Приходят новые ребята с новыми идеями. В апреле на неделе юношеской книги в библиотеке откроется выставка рисунков участников клуба, а в настоящее время идет работа с произведениями наших местных карткировских авторов, потому что в этом году юбилей Карткировского района, и как бы вот в этом направлении ребята работают. Спасибо. Огромное. Коллеги, я думаю, выступление вызвало большой интерес. Да? У нас многие занимаются комиксами. Вот берите на вооружение. Ну, вообще не только у вас многие занимаются комиксами. Комиксы и графические романы начинают идти к нам, мы видим на конкурсы, и это очень круто на самом деле. То есть вот независимо от уровня, да, сама идея, это очень здорово, попробуйте со своими. Вот мне кажется, что Корткирос, они вообще изобретательны. Ребята, а стаканчиков вы не досчитаетесь, вы не мечтаете. Да. Я-то по-честному только сфотографировала, а остальные ведь не вернут, я по глазам вижу. Вот, кстати, опыт Корткироса замечателен тем, что это абсолютно реально повторить, правда? А какие проблемы были? Вот было что-то трудно в этом? Наверное, одно из, не скажу, что трудностей, все-таки ребята у нас русскоязычные. А произведения в переводе, они иногда немножко теряются. Да? Вот ребята не знают коми-язык, и приходится брать произведения или на русском языке, или где есть переводы. То есть, получается, немножко ограничивается круг вот этой литературы, которую мы можем использовать. А так я не скажу, что прям вот большие проблемы какие-то были. Ребята, которые пришли, есть определенный костяк, они с удовольствием приходят. У нас даже руководитель клуба пока была не на работе. Ребята самостоятельно приходили, работали. То есть вот как-то так. А издать это в хорошем виде не удастся? Вот так, чтобы книжкой? Очень хочется. Они уже издали. Да. Очень хочется. Нет, комикс у нас один есть. У нас комикс по Лебедеву, по биографии Лебедева есть, но вот эти комиксы вот смотрим. Пока выставка будет, не знаю, надеемся. Может, а вот близко к этому еще, между прочим, мультики, которые делают в Якутии, в маленьких библиотеках. Дети делают мультики. Вот, в принципе, это основа для мультиков очень хорошая. Но мультики у нас тоже делают, и по легендам делают, просто это уже не стало. А еще вопрос. Дети русскоязычные. Я бы считала, что вот этот проект, сильная его сторона в том, что он может привлекать интерес к языку, к коми-языку. Бывает вообще, удается ли русских ребят заинтересовывать изучением коми-языка? Этнически русских, нет? Или вообще задачу даже не ставили? Ну, такую конкретно задачу не ставили. Не знаю, надо подумать, потому что как-то у нас с коми-языком именно в Карткиросе не очень. Насчет не очень, я помню, что когда я приезжала, был какой-то небольшой спектакль в вашей библиотеке на коми-языке. Ольга Рудольфовна мне сидела и переводила, и я чувствовала себя не вполне человеком. Тут люди владеют этим языком, а я вынуждена слушать перевод, потому что не владею. Мне кажется, что у вас очень, вот не знаю, нужно это, не нужно взрослые, это. Может быть, да. А дети не уже заинтересуются. не заинтересованы, очень мало заинтересованности именно в знании коми-языка. К сожалению. Понятно. Спасибо. Вопросы, коллеги? Не хотят задавать вопросы, потом на вас нападут. Молодцы, Корткирос, вы вообще, конечно, очень сильные. Спасибо. Спасибо огромное. Мы дожили до перерыва, до обеда. Пожалуйста, давайте не опаздывать, и в 2 часа мы вновь собираемся. Чуть-чуть мы запоздали, простите.
Ирина Владимировна? Добрый день. У вас микрофон выключен. Еще раз. Ирина Владимировна, вас не слышу. Ирина Владимировна, можете попробовать переподключить? Раз, два, три. Никита, у меня звук есть? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Слышно? Слышим вас. Раз, два, три, четыре, пять. Все очень хорошо. Не слышу. Все хорошо, слышим. Они там сами выключились. Слышно, да? Нет, это... А вот сейчас я вас не слышу. Раз, два,
три. Раз, два, три. Слышно? Раз, два, три. Трубы. Слышим вас. Идеально. Это же не наш, наверное, звук. Раз, два, три. Слышно или нет? Да, слышно. Звук есть. Я не слышу. Он, может быть, не может вслух говорить. Давайте мы слышим вас. Все, отлично. Отлично. А видеть? Нет, не видим. Видеть отображение экрана, что ли? Все видим. Видим. Так можно выступать? Нет, спросите нам Или камеру включать. Ой, звук. А почему же я его не слышу? Но он не выключен. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, нас слышно? Ирина Владимировна. Я не слышу. Не слышу. Они нас не слышат. Не слышу. Нас. Потому что я себя слышу через обратную связь. Команды какие? Просто разговаривать? Закрыто. Писать, выступать или что? Они висят пока с выключенным Странно. микрофоном. Николай, здравствуйте. Видим вас. Не слышим. Подключился. Нет, не слышу. Николай, мы вас не слышим.
Так, коллеги, мы продолжаем. И я предоставляю слово Ванеевой Алине Робертовне, директору. Нет, не подключается. Не подключить нет возможности пока. Не слышим мы их. Ванеева Алина Робертовна, директор Удорской ЦБС, локальная идентичность, создание креативных пространств, библиотеки, имея ее. Очень интересная ЦБС. Краеведение – это прямо их конек. Спасибо. Добрый день всем. Локальная идентичность – это сумма явлений локальной культуры, структуры городской и сельской среды и того, как жители воспринимают эти явления и свой населенный пункт. Какие места, события и людей считая самыми важными, какое место отводят место жительству на карте страны и мира, и какое место каждый из жителей отводит себе в местном культурном ландшафте. Модельные библиотеки нового поколения открыто позиционируют себя в качестве современного культурного пространства, образовательных и интеллектуальных центров. Что же сделано Удорской централизованной библиотечной системой в данном направлении? Итак, Удорский район расположен на северо-западе Республики Коми, в бассейнах реки Везень и Вашка. В селах, расположенных вдоль реки Вашка, в конце XVIII века зародилась история удорской рукописной культуры. Книга бережно хранится уже не один век и передается из поколения в поколение. В настоящее время насчитывается более 150 уникальных книг, выявлено у 60 держателей этих изданий. И все это благодаря районному конкурсу «Уникальная книга», который проходит уже с 2011 года в рамках республиканского праздника Коми-книга. Коми-книга – это значимое мероприятие для района и республики, способствующее нравственному воспитанию общества через знакомство с творчеством поэтов и писателей России, Республики Коми, Удорского района, а также пропаганде, сохранению и развитию традиционной коми-культуры и литературы. Каждый праздник посвящен какому-нибудь событию, юбилею села, библиотеки поэта-писателя. В рамках праздника проходят круглые столы по вопросам сохранения и развития коми-языка и литературы. С 2014 года утверждена литературная премия имени Альберта Ванеева. С целью поощрения авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру, а также для повышения социальной значимости современной коми и русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. Организуются встречи писателей и поэтов с читателями для детей, проходит межрайонный детский фестиваль «Увлеченные чтением». Большим спросом среди населения пользуется литературный плод, где также проходят встречи с писателями. На празднике организуются выставки по декоративно-прикладному творчеству, книжные ярмарки. Ярким завершением праздника становится гала-концерт с участием гостей. Сегодня книга и творчество писателей Республики Коми являются основой дизайн-проекта по модернизации библиотек Удорского района, что подчеркивает индивидуальность каждой библиотеки. На сегодняшний день библиотечное обслуживание на территории Удорского района осуществляют 14 библиотек-филиалов. Это Центральная библиотека, Центральная детская, 3 городских и 9 сельских библиотек. С 2020 года, благодаря участию в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура», нам удалось модернизировать в районе 3 библиотеки. 2020 год. Модернизация Центральной детской библиотеки в селе Кослан. За основу концепции библиотеки была взята книга для детей и юношества поэта Республики Коми, члена Союза писателей России Елены Афанасьевой «Дуда Платье». Так как книга написана на основе удорского фольклора с элементами волшебства, то еще больше подчеркивает уникальность идеи дизайна и дает возможность интерактивно и неординарно проводить мероприятия. Иллюстрации к произведению выполнены художником Республики Коми Валерией Асташовой. Рисунки из книги использованы на стенах и мебели библиотеки, что подчеркивает ее индивидуальность и узнаваемость. Поэтому библиотеки удачно гармонируют загадочный мир фольклора и мир инновационных технологий. 2021 год. Модернизация второй библиотеки в районе, на родине народного поэта Республики Коми Альберта Ванеева, в селе Будка. Немного из истории. С 2003 года на базе Будканского сельского филиала была открыта библиотека автографов. Это собрание книг с автографами поэтов и писателей с целью продвижения их творческого наследия среди подрастающего поколения и почитателей коми-литературы.
Поэтому в новом уютном доме, куда библиотека переехала в 2013 году, первым делом была открыта музейная комната, посвященная нашему земляку. И не случайно в рамках модернизации за основу дизайн-проекта взята идея воплощения в оформлении библиотеки автографов музейной комнаты поэта. Цветовое решение зон и мебели выполнено согласно произведениям Альберта Егоровича. Функциональное наполнение библиотеки включает следующее пространство. Музейная комната Альберта Ванеева, пространство комнаты напоминает рабочий кабинет поэта. Здесь есть домашняя библиотека, личные вещи, рабочий стол. Зона обслуживания читателей и зал, где располагается фонд краеведческой литературы. Также зал трансформируется в пространство для проведения мероприятий с большим количеством участников. Пространство для чтения и досуга юных читателей в красно-белых тонах, где красный цвет – это цвет ягоды брусники, краснокрылых снегирей, которые поэт воспевал в своих стихах. Белый цвет – белизна и чистота снега, простота и суровая красота северной природы. Есть место для занятий и проведения мастер-классов, где можно также организовать перекус и питьевой режим. Во взрослом абонементе преобладает цвет дерева. Это таежные массивы коми-пальмы, где прячется лось и такой глухарь. Сегодня основным направлением библиотеки является краеведческая деятельность. Одно из наиболее востребованных мероприятий – это экскурсия. Гостям предлагается библиотур, места, воспетые поэтом. Это знакомство с малой родиной народного поэта Республики Коми через его творчество. В 2022 году в Бутовском районе открылась третья модельная библиотека в селе Йортом, на родине поэта Республики Коми, члена Союза писателей России Галины Васильевны Бутыревой. На базе библиотеки создана литературная гостиная Галины Бутыревой, творческая мастерская народных ремесел, картинная галерея «Кыргород». Библиотека является и базой для проведения этнографического фестиваля «Кучес. Круги». Литературная гостиная, да и картинная галерея в Йортовском сельском филиале были созданы по инициативе Галины Васильевны. Много путешествия по миру, она никогда не забывает о родном селе, где она родилась и выросла. Основной идеей дизайна библиотеки и стала книга Бутыревой «Дорога домой». Холл-зона, зона обслуживания пользователей, ресепшн, раздевалка для посетителей, пространство для отдыха и чтения. В оформлении холл-зоны использованы элементы и цветовое решение этнографического фестиваля. В тематику оформления холл-зоны также вошли путешествия Галины Бутыревой по миру. Любое путешествие – это знакомство и дружба на долгие годы. Это общение через телефон, письма и почтовые открытки. Поэтому часть пространства в холле посвящена почте, где располагаются периодические издания, выписываемые библиотекой, и корреспонденция. Следующий зал – это пространство для детского творчества, где расположен основной детский книжный фонд, местом для творчества и игр, проведения мероприятий, просмотра фильмов, использования интернет, мульт-лабораторий. Любимое хобби Галины Васильевны – это рыбалка, впрочем, как и у всех детей. Поэтому детский абонемент оформлен в стиле отдыха на реке, где книжные витрины в виде лодок, рыболовная сеть – это подвесное плетеное кресло из ротанга. Во взрослом абонементе находится основной книжный фонд с местами для отдыха и творчества, проведения мероприятий. Идея путешествия в оформлении дизайна продолжается. Свое первое путешествие из родного дома Галина Васильевна совершила на самолете Ан-2, поэтому в этом зале есть самолет как воспоминание не только поэта, но и всех жителей села. Галина Бутырева – это человек, который умеет собирать вокруг себя друзей на теплые душевные встречи. Символом теплоты этих встреч является гитара и тайга, которая вокруг нас. Следующее пространство библиотеки – это литературная гостиная Галины Бутыревой. Литературная гостиная – это рабочий кабинет. Поэта по предложению Галины Васильевны также может служить как и творческая мастерская для приезжих писателей, поэтов, художников и других гостей. Нам очень отрадно, что при нашей библиотеке благодаря Галине Васильевне открыта художественная галерея. И на сегодняшний день галерея уже имеет более 40 картин. Это работа художников России и Республики Коми. Вот мы с вами и совершили виртуальную экскурсию по модельным библиотекам Удмуртского района. И каждая библиотека уникальная, интересная, привлекательная. А на сегодняшний день полным ходом идет модернизация Центральной библиотеки имени Ванеева. При создании визуального образа библиотеки использованы природные особенности Удмуртского района и образ знаковой личности Альберта Ванеева. Объединяющей темой преобразования Центральной библиотеки
имени Ваньева стала концепция по реке жизни Альберта Ваньева. Вот, результаты ждем уже в сентябре. Что у нас получится? Мир меняется глобально, масштабно, локально. И в этом обновляющемся мире все более заметно нарастание интереса к культурному потенциалу в конкретном сельском пространстве. Хочу немножко рассказать про наш этнографический фестиваль зимних видов спортивных игр. Данный проект осуществляется с творчеством конкретных людей, для которых главной целью является развитие своей территории. В 2017 году прошел первый этнографический фестиваль зимних видов спортивных игр «Кучьяс». Круги, сотканные из спортивных, этнографических, танцевальных, игровых и литературно-музыкальных элементов. На сегодняшний день мероприятие проводится на территории сельского поселения Йортам. Около села пешей доступности расположены 4 деревни. Каждая из них несет свою идентичность. Деревня Устье славится местонахождением глиной. Когда-то за счет этой глины построена была церковь в селе Йортам. Деревня Шиляева посетил известный художник России Владимир Стажаров. Деревня Картуя. Интересно ландшафтов, история деревни. Ну и вот необычное название Лязю своим необычным происхождением. Творческий подход был сделан при создании эмблемы праздника. Напоминает 5 колец, олимпийских колец. В середине листа герб Удровского района. Ну а название было взято из книги Евгения Афанасьева «Кучьяс круги». И эта эмблема имеет свою притягательность. Помог нам в оформлении данной эмблемы Лисовский. Для любителей старины организаторы фестиваля придумали уникальный маршрут по деревням вокруг Йортама, где были организованы интересные этнографические обрядовые площадки. Шиляева, где возле старого дома и колодца журавля по старинному обычаю провожали рекрутов в армию. В Устьево показали старинную коми-свадьбу, которую играли в наших селах и деревнях в 19 начале 20 века. Благодаря таким постановкам элементы обряда наших предков останутся в нашей памяти и памяти наших детей. Постепенно создается инфраструктура для приема гостей. Переоборудовано бывшее здание администрации под гостевой дом. Приобретен дом для музея села. Бывшая общеобразовательная школа села будет преобразована в Центр краеведения Удровского района. Это в будущем. Данный проект направлен на изменение имиджа села, повышение престижа сельского жителя и формирование активного творческого поведения селян. Ключевая задача проекта – сформировать убеждение, что быть успешным, богатым и счастливым можно не только в городе, но и в селе. Жизнь в сельской местности удовлетворяет сразу несколько потребностей современного человека. Здесь он может быть в одиночестве и найти единомышленников, а еще помогать другим людям. Здесь можно стать востребованным и авторитетным специалистом, иметь время на саморазвитие и творческую реализацию, и в итоге быть счастливым человеком. Ну и следующий масштабный проект, который мы осуществляем, это создание креативного пространства вне библиотеки. Юбилейный год, посвященный 90-летию народного поэта Альберта Ваньева, ознаменовался большим событием, а в рамках нашего района, можно сказать, масштабным событием. В Косане открыли арт-пространство «Литературная Удра». Это стало возможным благодаря победе Удровского района в конкурсе гранта главы Республики Коми. Открытое культурное арт-пространство «Литературная Удра» посвящено народному поэту Республики Коми, ученому литературоведу Альберту Ваньеву, и коми-поэту, прозаику, детскому писателю, журналисту, переводчику Юрию Васютову. Движущей силой была цель – это новая форма подачи с визуализацией творчества писателей создается для того, чтобы привлечь внимание детей и молодежи к историко-культурному наследию Республики Коми Удровского района. Отдельными арт-объектами становятся персонажи и предметы из произведений Альберта Ваньева и Юрия Васютова. Реализация проекта будет осуществляться с помощью открытой площадки на территории литературной беседки, где будут проводиться познавательные мероприятия с разнообразием игровых форм, творческих мастер-классов и минут тихого чтения. Планируется индивидуальная групповая работа, проведение массовых мероприятий, квизы, творческие лаборатории, литературные встречи, театрализованные постановки. Будет экспонироваться книжные выставки периодических изданий, проводиться знакомство с литературными новинками. Новая парковая зона станет одной из главных достопримечательностей
достопримечательностей и местом притяжения жителей не только села Кослан Юдовского района, но и всей Республики Коми. Арт-пространство литературного аудио – это совмещение разумного отдыха с погружением в мир творчества писателей и поэтов нашего края. Библиотеки, обладая уникальными информационными ресурсами и творческим энтузиазмом, стараются выстроить свою работу в русле новейших культурных тенденций. Участвуя в проектах, каждая из библиотек должна была выразить свой взгляд на развитие креативной экономики и в целом, оценить креативный потенциал своего населенного пункта и предложить идею, которая могла бы послужить развитию современных творческих индустрий. Спасибо за внимание. Вот такие проекты у нас идут, они все масштабные. Спасибо большое. Ну, теперь у нас есть какое-то представление о том, как здорово вы работаете. Скажите, пожалуйста, меня вот заинтересовало вот это... Так, вот Центр краеведения, который будет создаваться, библиотека будет иметь к нему отношение? Да, непосредственно. Это ваша будет? Да, она уже наша. Как получается, что в прошлом году как бы школу закрыли, и школа, она как бы такая бесхозная осталась, да? Но это как бы оставлять я не могла. Вот. И вышла с инициативой, что, во-первых, мы когда проводим фестиваль, эта точка очень задействована во всех моментах. То есть мы там и литературные встречи проводим, и мастер-классы проводим во время фестиваля пока, да. Вот. И сейчас тоже продумывали, как это то есть как данное помещение должно ведь себя реализовывать, да. И вот у нас Центр краеведения вырисовался. Посмотрите, пожалуйста, в сторону Якутии. Одна из библиотек филиалов, это далеко, это даже от своего районного центра, от центра Улуса далеко. Что они сделали, когда сделали, коллеги, уже свой музей внутри? Ну, что еще делать? Музей в библиотеке почти не помещается. А в самом этом поселке, в самом этом селении несколько полуразрушенных зданий. Что-то бывшая школа, что-то бывшая церковь, даже не церковь, часовня. Да, вот всякие вот такие вот места совсем уже в упадке, может разрушиться. Что они делают? Ну, у вас минус одна проблема, они всем миром, все, кто могут, это реставрируют, как могут, да, ну, когда реставрация с помощью реставраторов, а когда можно просто починить, в порядок привести, они всем миром собираются все, кто материалы выделит, кто работой. И потом музеифицируют вот эти вот помещения, почти негодные, восстанавливают их историю. Вот это к вопросу да, школа. Не знаю, конечно, как вы решите, а мне кажется, что в помещении школы надо прежде всего поднять историю школы глубоко-глубоко до каждого ученика. Вот эти вот у них в одном из помещений жили священники, а потом там был интернат. Какой интернат? Крошечный, в маленьком селе, да? Там 200 с чем-то, ну 300 человек от силы, да? А там несколько докторов наук, ученых крупнейших оттуда вышли, из этого интерната. Они музеифицировали это пространство крошечное. Вот к вопросу о том, что дальше можно музеифицировать сами вот эти вот, на первый взгляд, не очень интересные, но сюжетно интересные, да, помещения. У нас создан, скажем, в селе, все знают сейчас ТОСы, очень активный у нас ТОС. Они непосредственно помогают во всех начинаниях, и как бы в школу они поддерживают, и субботники проводят, и вот как бы задействовано, чтобы развитие инфраструктуры на селе было. Вот это главная цель тоже и этого фестиваля, и вообще общества, вместе библиотека и... И еще вопрос, пока братские народы думают, да? Вы рассказали о картинной галерее, да, в Йортомском филиале. Как она работает? Что, на каком основании? Да, вот как это? Это картины переданы, подарены, да? Вы не предполагаете как-то работать с этим? Смотрите, опять-таки, я сейчас не скажу точно где, не помню точно где, не буду врать, у нас есть в нашем сборнике публикации о том, что вот, один из таких опытов Вологодская область, когда библиотека, располагающая помещением для картинной галереи, организует сменные экспозиции, начинает меняться. Свои картины едут, ну как положено быть, да, едут со всеми предосторожностями куда-то,
а чужие привозятся. Не хотите ли вы попробовать с этой картинной галереей работать так? Вот, и, как сегодня знаю, Галина Васильевна встречается с министром по данному направлению, что вот эта галерея как должна дальше развиваться, потому что на следующем 25-м или 26-м у стажерова столетия будет, да, и продумывается целый проект по нашему направлению. Попробуйте вот это взять на вооружение. У нас в сборниках прочитаете, это не одна, а несколько публикаций, когда люди остроумно очень в этом смысле работают и эффективно работают с галереями, потому что с галереями бывает одна беда. Насмотрелись, увидели красивые картины, раз смотрели, два, а потом эффект обоев наступает, да? С этим надо что-то сделать, надо попробовать это, сделать это, создать какое-то движение там. Ну, это вообще здорово, вы молодцы. Какие-то вопросы есть к нашей коллеге? Надежда Михайловна, есть вот мы сейчас очень много выставок, скажем, привозим и с Сыктывкара, с музеями разговариваем, да? Вот у нас сейчас 3 выставки по району. Есть проблема, которой вот я столкнулась. Во-первых, надо обучать наших специалистов, что такое выставка, да, и как проводить, раз. А второе, сегодняшние посетители еще не умеют эти выставки посещать. То есть, ну, как-то такое понимание, нету этого понимания, поэтому как бы у нас еще идет и не обучить, а привлечь, и чтобы посетитель именно ходил на эти выставки. Популяризаторская. Да. Попробуйте там, опять-таки, вот это я не мастер, я говорила, я не мастер того, что связано со всякими массовыми мероприятиями, но мне кажется, что какие-то активности разумные там были бы хороши. Но это вот, в Белозерске, вот между прочим, этим занимались. Там они вывозят свои выставки и в школу, там в художественную, еще куда-то. И как-то нет особенных проблем. Ну, привыкать надо просто настроиться позитивно. Ну, приучиться, придут к хорошему, быстро привыкают. Это да, будем стараться. Ну и потом реклама. У вас сайт есть свой? Есть. Ну, попробуйте через него продвигать. Попробуем. Ну вот. С сайтом отдельный разговор, если бы вы захотели, да, но мы сайты пока вот не обсуждаем, если будет повод, поговорим про сайты, потому что ЦБС пока не очень дорабатывают. Страшно интересные вещи, но с каким-то с осторожностью, что ли, вы к ним относитесь. А там можно много чего делать. Да, Надежда Михайловна, разрешите мне от Удровской ЦБС вручить наши книжки, которые мы издаем, про этнографический фестиваль. Я думаю, будет время, посмотрите и вспомните про Удровский район. Приглашаю вас на этнографический фестиваль. Я успею вспомнить, но я передам это в фонд. Спасибо, чтобы не только мы были счастливые люди. И, между прочим, на конкурс «Авторский знак» свои издания. Коллеги, вы все помните, да? До 30 апреля, если кто случайно не помнит, до 30 апреля мы принимаем ваши издания. Да? Нет, на сайте написано до 30 апреля, а про 30 марта сказано было в положении о конкурсе. Почему это не так? Первый конкурс пришелся на пандемию, как вы помните, да? И мы тогда вынуждены были сдвинуть на месяц этот срок, потому что, вы помните, ни почты не работали, ничего, ну, все было невозможно. И мы в первый же год поняли, что 2 месяцев мало. При нашем народе задумчивом маловато. Поэтому мы оставили 30 апреля и в прошлом конкурсе, и, видимо, оставим насовсем, но не было еще времени у нас вернуться в положение и вот это. Поэтому на сайте везде 30 апреля. Не говорите, что вы этого не слышали. И я очень надеюсь, что мы получим ваши издания. Смотрите, если они даже не победят или не войдут в число финалистов, мы про них расскажем. Специалисты, которые у нас в команде отвечают, целая группа из 2 человек, за анализ полиграфического исполнения, взяли на себя повышенное обязательство ровно каждой библиотеке ответить и расписать все ее ошибки или достоинства. Вот в этом смысле. Качество верстки, иллюстрации, размещения. Ну, все понятно, да? Как минимум уже хорошо. Ну, а если вы попросите, скажем, об отзыве, то мы напишем. Кто-то из нас напишет обязательно. Это не такое бесполезное дело. Главное не победа, а участие. Ну что, давайте дальше. Продолжаем дальше. Мне говорят, что на связи у нас Вельск, Архангельской области, Кудрин Николай Владимирович.
Вельск «Взгляд сквозь время». Фотоинсталляция в исторической части города, как приглашение в библиотеку. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно вас видеть. Приветствуем вас, Архангельская область, город Вельск. Это юг Архангельской области. Мы на самой границе с Вологодской, с Верховашским районом граничим. И сегодня я вам расскажу о том, как наша библиотека выходит в город. Я смотрю, что мы в общем тренде, и мы делаем то примерно, что и коллеги. Думаю, что включаю презентацию и посмотрим нашу... Так. Сделать весь экран. Весь экран поделиться. Так. Видно, слышно? Да. Итак, моя презентация называется «Вельск. Взгляд сквозь время», и я хочу вас познакомить с Вельской центральной библиотекой, методистом которой я являюсь. Меня зовут Николай Кудрин, еще раз представлюсь. И это история про то, как библиотека выходит в город. Действительно, все мы уже это поняли. Библиотеки сегодня не могут замкнуться в своих стенах. В частности, Вельская земская библиотека была открыта 5 мая 1875 года. То есть вот с такой огромной историей. С 1992 года мы располагаемся в двухэтажном старинном особнячке на набережной. Это бывшая канцелярия Вельского удельного округа. И в нашей библиотеке всегда горит свет. Действительно, мы работаем 7 дней в неделю. И в будни до 7 часов, понедельник-пятница, и суббота-воскресенье до 5 часов вечера. И наши огонечки зажигаются в сумерках и горят всю ночь, приглашая людей. На базе нашей библиотеки уже сейчас, вот еще до того, как мы занялись вплотную туризмом, находилось и литературное объединение, одно из старейших в области, и театральная студия, студия художников, точка схода. В общем, все те активности, которые возможно, мы и так к себе привлекали. На нашей базе расположено также молодежное открытое пространство «Панорама». И мы поняли в какой-то момент, что мы же все про что? Мы все про то, чтобы к нам приходили люди. Нам нужно продвигать книгу, чтение, и главное, чтобы мы были заинтересованы. В какой-то момент мы поняли, что библиотека это должна стать социокультурным пространством не внутри здания, а на территории. Но надо сказать, что Вельская центральная библиотека является частью Вельской библиотечной системы, с которой я сейчас вас немножко познакомлю. И это крупнейшая библиотечная система Архангельской области. У нас 36 филиалов, 35 из них расположены в сельских районах. Одна детская библиотека, детская модельная у нас, приблизительно 18 тысяч читателей, 53 сотрудника и вот посещение 261 тысяча за 2023 год. При этом население Вельского района в пределах 40 тысяч, а население самого города Вельска 20. То есть половина из наших жителей района живет, собственно, в районном центре. Но этим никого не удивишь. Деревни наши, в общем, честно надо сказать, деревни наши обезлюдили. Сейчас вот возникал вопрос про то, что нужно все музеифицировать. Я только что из Тотьмы с конференции «Русский север» Алексей Новоселов нас провез по всем своим музеифицированным объектам, в Аникин починок, в Николу. И, конечно, мы на это посмотрели, и это одновременно и интересно, и грустно. Ну вот так выглядит наша библиотека, нам есть что сохранять, хотя мы не объект культурного наследия, охранные обязательства не наложены, но мы понимаем ту ценность, которая нам досталась. У нас деревянные окна, мы не вставляем пластиковые принципиально, у нас камины, лепнина на потолках, деревянные лестницы. Но, конечно, как бы не было красиво внутри, библиотека важна все-таки своим наполнением, и мы обладаем достойными ресурсами. Это, конечно, прежде всего краеведческие различные форматы. Так, в отделе краеведения в нашем более 1500 изданий, но и не бумажными одними мы ограничиваемся, поскольку у нас богатый все-таки электронный архив, фототека. Мы собрали с сельских поселений, чем мы хороши. У нас большая сеть,
и мы охватываем весь Вельский район. Наши сельские библиотекари собирали информацию о своих деревнях непосредственно на своей территории. И у нас получилось такое тоже, ну, мы не называемся никаким хабом краеведческим, но получилось, что у нас именно сформировались вот эти все ресурсы. Ну, а кроме отдела краеведения, у нас шикарный зал редкой книги, в котором как раз остались остатки той самой первой земской библиотеки. Отдел автографов шикарный. Про каждый автограф можно рассказывать долго, как он получен, как этот писатель был у нас. Много рукописей местных краеведов. И по самым разным тематикам мы поняли, что это богатство нужно как-то использовать. Ну и естественно, что мы решили, что необходимо выходить в город. Формат должен был быть максимально простым для того, чтобы заинтересовать не только жителей, но и гостей города, максимально нужным. И наш проект «Взгляд сквозь время» получил субсидию регионального правительства небольшую, и мы установили, в чем заключается, собственно, этот проект, мы установили в городе 5 вот таких инсталляций, окон истории мы их называем, окон в прошлое, и на каждом из которых расположена архивная фотография. Фотографии столетней давности, это примерно 1912 год у нас, и они установлены, эти инсталляции, на том ровном месте, где была сделана фотография. Ну вот, например, в центре у нас наш Преображенский собор, который сегодня утратил купола. Здание сохранилось, апсида, объем храма, архитектурные различные элементы, но купола с барабанами утрачены. Пятикупольный четырехстолбный храм можно увидеть только вот на нашей инсталляции. И таких объектов в историческом центре 5. Но как-то нужно было перейти к библиотеке, привязаться, да, и мы, конечно же, кроме информации о объекте культурного наследия, установили QR-код, который переводит посетителей на сайт нашей библиотеки, и по этому QR-коду можно услышать и увидеть информацию об этом объекте, но и заинтересованный читатель дальше переходит потихонечку, интересуется тем местом, откуда, собственно, это выходит. Ну, здесь парочка различных, ну, то есть наш директор вот сказал, о чем она, как она видела этот проект. Ну и жители тоже, жителям даже было интересно, они не узнавали некоторые здания, это тоже любопытно. Но когда к нам пошли люди, а здание вы видели старинное, интересно, и туристы, в принципе, к нам и так приходили, но с запросом «а покажите». Ну, мы поняли, что нужно этот запрос отрабатывать, и создали на базе нашей библиотеки визит-центр Вельского района. Туристский визит-центр, открыты они, наверное, везде, но работают они хорошо или плохо в зависимости от того, как подобран состав людей. То есть на самом деле люди решают, и в составе нашего визит-центра 2 гида-экскурсовода, сотрудник визит-центра, ведущий библиограф, директор нас очень поддерживает, и к нам пошли люди. Естественно, у нас можно посидеть, выпить кофе, узнать о всех достопримечательностях района. Мы можем заказать и транспорт, мы познакомимся с объектами размещения. В общем, короче говоря, мы стали туристами. Да, это не совсем деятельность, казалось бы, библиотеки. Вначале нам говорили, библиотека вообще последнее место, куда пойдет турист. Но, в общем-то, надо сказать, что вот, наверное, 3 года мы занимаемся туризмом потихонечку, сложился некий туркластер. Мы взаимовыгодно сотрудничаем с бизнесом, с властью, с некоммерческими организациями. Безусловно, все коллеги знают, что сегодня получить ресурсы на проекты можно только с использованием грантовых средств, и этой возможностью мы активно пользуемся. Но когда люди к нам пошли, мы поняли, что нужно их объединять. Мы создали вот такой клуб краеведческий провинциальной истории города В, познакомили людей с возможностями нашими, чем мы можем быть полезны людям. В частности, это генеалогические исследования. Сегодня пожилые и среднего возраста люди очень с большим удовольствием изучают свою родословную. Мы пригласили старшего научного сотрудника музея, он прочитал лекции по работе в архивах, по источникам, ревизские сказки, пестовые книги, административно-территориальное деление. Мы пригласили людей, которые уже создали свои родословные вот эти росписи или древа, и они нам тоже рассказали, вдохновили наших вот участников этого клуба. Но из этого клуба что получилось? Получилась тема, которая называется «Народный экскурсовод». Эти люди узнали о Вельском районе достаточно для того, чтобы помогать нам и работать также и с гостями.
Ну и как минимум своих внуков и детей они по городу провели. Причем каждый человек водит с тем направлением, которое ему близко по жизни. То есть если это медик, то он рассказывает обо всем через историю медицины. Если это там преподаватель, то он рассказывает, естественно, через свое видение. Но наши участники клуба стали писать. Неожиданно было для нас, в общем, газетные статьи. Нина Павловна Бабыляк стала в литературное объединение, вступила. В общем, это получилось достойное такое интересное продолжение, но мы поняли, что средний возраст и пожилые – это не все, чем мы хотим ограничиваться. Мы создали еще волонтерский молодежный клуб «Провельск». Это наши помощники в наших массовых мероприятиях. Это девчонки, которые устраивают квизы, квесты, фотоконкурсы. Мы стараемся молодежные форматы на них отрабатывать, в том числе и тестировать, поскольку молодежь сегодня нуждается в максимально простом донесении до них информации, но они нам очень помогают в наших массовых мероприятиях. Конечно, пришлось нам и заняться полиграфической деятельностью, благо есть свой фотограф, и, в общем, фотографии, открытки мы делаем сами. Посткроссинг – это отдельная история. Это возможность задружиться с самыми разными людьми из самых разных мест. Наши гости присылают нам свои открытки, мы посылаем им, завязывается дружба, приезжают, привозят книги. В общем, короче говоря, это история про то, что дружить нужно со всеми. Мы издали вот такой туристский буклет Вельского района. Ну, дальше пошли больше, гости спрашивают с нас какие-то сувениры, а на гербе Вельска на золотом фоне бочка с дегтем, в знак того, что обыватели города, он им производит знатный торг. Но деготь мы производили когда-то давно, сегодня с ним проблемы, но дегтярное мыло интересно и пользуется до сих пор. Мы изготовили вот такое дегтярное мыло в форме бочки, то есть капельку дегтя соснового, причем туда добавили. И, в принципе, мы вышли в финал всероссийского туристического конкурса «Туристский сувенир». Ездили вот в Тверь на финал, полуфинал был в Пскове. Конечно, сегодня популярный формат подкастов, поэтому нам пришлось сделать студию звукозаписи, тоже для сохранения памяти и популяризации знаний. То есть в самых разных форматах. Читать тоже народ сейчас не хочет, хотят слушать. Записываем старые газетные статьи, а у нас идет оцифровка очень активно, периодической печати, поскольку она уже в неудовлетворительном состоянии, самые ранние издания. И несколько проектов, связанных вот со студией звукозаписи. Все наши аудиоэкскурсии мы бесплатно выкладываем на портале Easy Travel, для того, чтобы наши гости могли легко услышать о Вельске из любой точки, в том формате, в каком им будет удобно. «Памяти великого земляка» – это тоже целый цикл газетных статей о наших знаменитых земляках: Георгий Дмитриевич Карпейченко, Александр Федорович Орлов, врачи Леонтьевские. Прогулки по Вельским улицам и переулкам – тоже еще одна история, краеведческое исследование о названиях улиц, о том, что было. Большой отклик возник, даже не только у жителей города, сколько у тех, кто когда-то жил. Улицы меняются, и людям очень интересно вспомнить, а что было раньше. Очень большой отклик, хорошо мы отработали. Но наш, конечно, такой вот опыт, мы им делимся на вот это всероссийское семинар в ВИРе, Всесоюзный институт растениеводства в Санкт-Петербурге. Ну и, собственно, вот через 2 дня у нас агрофорум, снова вировцы к нам приедут с экскурсией, будем дружиться и общаться. Создаем экскурсии в разных форматах, не все готовы заказывать себе экскурсовода, для этого у нас есть вот такие карты по городу, где, наводя на QR-код, вы узнаете, причем это не тухлая информация, а дата постройки, архитектор, какие использованы материалы. Это в форме комических сценок. Там, предположим, гончар на ярмарке торгует горшками, или там извозчик приехал на постоялый двор. Это в форме таких маленьких мини-сценок, очень коротких, очень занимательных, но, в принципе, они доносят вот в такой веселой форме краеведческую информацию. Но, работая с молодежью, мы поняли, что молодежь вообще нас не понимает, и когда мы говорим, предположим, фразу «когда твоя ЛП шиперит тебя с дединсайтом, что ты испытываешь, кринж или все-таки рофл?», в глазах взрослых мы увидели, в общем, не то что непонимание, а прям глубокое осуждение. Но, зная и понимая, что язык Ломоносова не очень понятен нам сегодняшним
также и молодежный сленг. Конечно, мы не говорим на этом языке, естественно, мы не можем себе этого позволить, но мы разработали очень интересный формат. Это аудиоспектакль, когда девочка из 21 века встречается с мальчиком из 20-го, и они каждый со своей позиции гуляют людей по городу. Очень востребована оказалась эта аудиоэкскурсия, практически все лето мы безвылазно ходили в любую погоду, гуляли по городу с разными интерактивами. Молодежи, безусловно, нужно двигаться. Они не могут слушать грустную информацию, и у них, правда, другие слова в голове. Когда вот если, например, сказать слово «смолокурение», это наш основной промысел. Молодежь удивленно спрашивает, а что, смолу курят? И мы понимаем, что слова все поменяли свое значение. Когда мы рассказываем про молевой сплав, а молодежь нам говорит, сплав это же про металл, причем здесь лес. Ну, в общем, это вся очень интересная отдельная история. Молодые люди не умеют подписывать открытки. Это потрясающе. У нас мастер-класс с настоящими марками, с ценами, с подписыванием открыток, с адресами. Это тоже очень здорово. Они отправляются, потом получают они эти открытки. Мы в целом очень довольны. Ну и, собственно, что это нам принесло? Это посещение только визит-центра, то есть это туристы. Конечно, это, честно надо сказать, что это же не читатели к нам пришли, да, это не те люди, которые стали читать, но это с использованием наших краеведческих материалов люди, которые заинтересовались территорией. Вот такой рост между 2022 и 2023 годом, количество посещений, в общем-то, возник из-за того, что мы добавили вот эту целевую аудиторию туристов. Ну, у нас были самые разные люди, у нас был Грека, у нас была Общественная палата Российской Федерации, гильдия, Межэтническая гильдия журналистики Маргарита Лянге, Ольга Савельева, писательница, и там, министры образования и там, культуры. Владимира Владимировича мы ждем с нетерпением, но пока нет. Из последнего, в общем, вот сегодня у нас специалист уезжает на конкурс в Воронеж, мы вышли в финал маркетингового продвижения малых городов. Это тоже конкурс всероссийский. И в Новосибирске мы вышли в финал конкурса лучших хитов России. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Я, честно говоря, не знаю там ничего про тайминг, у меня нет под рукой часов. Приезжайте в Вельск, мы вам будем очень рады, с удовольствием вас встретим. Библиотека, наварим вам кофе, напечем вам пирожков горяченьких и будем рады с вами пообщаться. Очень приятно было. Спасибо большое, Николай Владимирович. Спасибо большое, да. Сообщение. Очень бодро все, очень здорово, свеженькие какие-то вы такие прямо и очень теплые. Вот, скажите, пожалуйста, у вас ведь в Вельске один из лучших краеведческих музеев и в Архангельской области, и в стране. Как вы с ним взаимодействуете? Ну, вы знаете, ситуация такая. Мы когда начинали всю эту историю, мы ориентировались на туркластер Коломенский, когда вот там у них все вместе, все дружат. Но мы узнали тоже прекрасно, что Коломенский Кремль – это федеральный музей. У нас такая же примерная история. Мы все муниципальные, а наш музей региональный. У нас разные учредители. То есть мы, безусловно, сотрудничаем. Мы понимаем всю ценность нашего музея. Мы не можем их никак игнорировать и не собираемся. Мы всегда участвуем. Но сказать, что мы в тесном сотрудничестве работаем, к сожалению, нельзя. Мы, наверное, год мы добивались изменения их графика работы, чтобы они работали попозже, чтобы по выходным принимали наших туристов. Но поскольку у нас разные уровни, вот поняли, о чем я говорю, да? Музей региональный, мы муниципальный. Поэтому есть проблемы, но мы успешно их преодолеваем. Еще вопрос, который, я думаю, заинтересовал многих. Визит-центр – это отдельное структурное подразделение библиотеки? Какие там, откуда там люди, откуда кто получает? Вот про визит-центр в организационном аспекте, пожалуйста, и в денежном. Да, это отдел обслуживания. Это не отдельное юрлицо и не структурное подразделение. Отдел обслуживания библиотеки. Все здесь, в принципе, у нас визуально видно рядышком, поэтому, да, конечно, нет у нас ставок на это, никто туризмом всерьез не занимается. Все это такое, знаете, как вмененные обязанности. Но у нас сложилась, правда, хорошая команда. Мы, вот 3 человека из библиотеки работают бывших музейщиков. Я сам работал в Вельском краеведческом музее хранителем.
Лидия Владимировна была зав. Детским сектором, Марина Александровна была научной сотрудницей по советскому периоду, поэтому мы очень понимаем условия хранения, то есть, ну, какие-то вещи, которые, в общем, нужно аккуратненько исполнять. Да. Что касается визит-центра, у нас есть девушка как бы по ставке, она библиотекарь, но она непосредственно вот занимается визит-центром. Это один человек. На период выходных и отпусков мы ее подменяем. Ну вот как-то так. Спасибо большое. Удачи вам. Есть ли вопросы? Да, сейчас, 1 минутку. Да, очень интересный доклад, вообще прям взбудоражил всех, по-моему. У меня вопрос, Людмила Муравьева, Сахалинская ЦБС. Вопрос к старым газетным статьям. Для чего вы их озвучиваете, с какой целью и есть ли, да, отклик есть ли? Ну, безусловно, мы привязываем к календарным каким-то датам, то есть там, сами понимаете, юбилейные, там праздничные и так далее. Отклик, конечно, есть. Вы знаете, живы ведь авторы, которые когда-то это писали, и о людях, которых они писали. Люди эти живы. Это очень маленькое сообщество. У нас всего 20 тысяч жителей, поэтому мы всегда, во-первых, у автора спрашиваем разрешение, если он способен его дать еще. Вот. И отклик, ну, сложно сказать. Какой? Слушают с удовольствием. Мы просто, да, знаем, что слушают. Интересно. И можем сказать, на самом деле вот прошло время, сейчас идеализация же идет советского периода, поэтому того времени статьи, это всем нам полезно, просто другой немножко взгляд. Чтобы еще более идеальную картину увидеть, да, если помнить, как писали советские газеты о реальности. Неправда, неправда. Писали очень по-разному. Писали, например, что выходим мы из микрорайона Гарем в резиновых сапогах, на остановке переодеваемся в туфельки и едем на дискотеку. Вот так вот мы жили. Ну, то есть абсолютно разное можно уловить. Причем, да, не только передовицу мы читаем и заметки сатирические. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое, успехов вам. Спасибо. Мы видим, что уже ожидает в свою очередь Мишина Ирина Владимировна, заведующая отделом краеведческой библиографии Владимирской областной библиотеки имени Горького. И мы в ожидании вашего выступления. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники семинара. Ну, прежде всего, наверное, я спрошу, слышно ли меня, потому что вижу, что слышно. Спасибо большое. Еще раз вас приветствую из древнего города Владимира, из Владимирской областной научной библиотеки. С совершенным удовольствием прослушала, так сказать, вот сообщение, доклад предыдущего коллеги из города Вельска. Просто еще раз в приятном смысле слова поразилась, как, ну, давайте скажем, по отношению даже к нашему, к областному центру в небольшом городе, и сколько всего замечательного, и какие проекты, что даже вот уже себе, что называется, взяла на заметочку и в голове записала какие-то вещи. Ну, а мой доклад, он будет посвящен новым подходам краеведческой работы, связанных и с требованиями, с вызовами сегодняшнего дня. И я сейчас переключусь на презентацию и буду ее сопровождать своими комментариями. Одну секундочку, мы сейчас переключимся. Идет? Идет, да? Ну, пока чисто, так сказать, у нас идет техническая установка моей презентации. Конечно, коллега предыдущим говорил о таких, ну, скажем, массовых и, как он сказал, может быть, где-то несвойственных формах работы библиотеки, а я свой, собственно, доклад, сообщение хотела начать как раз с нашего традиционного, с нашего «Все», это с краеведческого каталога. Сегодня у практически всех библиотек электронный каталог, который действует на разных технологических платформах. Мы во Владимирской областной библиотеке работаем на программном обеспечении APAC Global, и, соответственно, все записи аналитические, роспись статей, газетных, журнальных, сборников, книги и так далее, у нас все это аккумулируется и вносится в электронный каталог, работающий на APAC Global. И, соответственно, основной как бы подход, вот коллега уже предыдущий сказал, что молодежь
ей нужно попроще, прям как фраза из известной песни группы «Слова покороче, напитки покрепче». Но вот если немножко, так сказать, применить, конечно, сегодняшний потребитель информации, читатели наши, как ровно, наверное, и в любое время, хотят простоты и удобства пользования, быстроты, так сказать, поиска информации. С учетом запросов сегодняшнего времени желательно, чтобы все сразу и в одном месте. Поэтому одна из инноваций, которую я хотела рассказать, и сейчас пока на словах, так сказать, расскажу, подключится наша презентация, значит, подключится? Нет, ну, я, наверное, буду тоже красочно описывать, как это выглядит. Так вот, одна из, так сказать, технологических особенностей, которых мы сейчас работаем, помимо того, что мы вносим записи в электронный каталог, естественно, они отражаются в наших, на сайте, и, так сказать, и так далее, то мы для удобства пользования подцепляем к этой записи еще и полнотекст статьи. Это производится, те, кто работает на платформе APAC Global, кто заполняет поля, то вот эту полнотекстовую версию этой статьи мы подцепляем в 685-м поле. Естественно, подцепляем не сканируя, то есть, с официального сайта газет. У нас практически все газеты, и районные, и областные, ну, областные-то уж это, как говорится, точно, все имеют электронные архивы, поэтому мы пользуемся, так сказать, этими архивами и подцепляем статью из их архива. Таким образом, читатель, который заходит в наш электронный каталог и которому в силу тех или иных обстоятельств некогда посетить нашу библиотеку, он может сразу в онлайн-режиме прочитать эту статью, находясь в нашем электронном каталоге. Ну и то, что касается вот этих вызовов времени, это, конечно, в основном связано с новыми формами работы, с насыщением наших электронных различных ресурсов и, конечно, что называется, наше все это краеведение. И сегодня оно очень полно, я бы даже сказала, более 10 тысяч отсканированных материалов и документов представлено в нашей электронной библиотеке «Земля Владимирская». Это, собственно, вот, ну, если это, конечно, нельзя назвать аналогом, естественно, наших фондов, потому что не все там представлено, но, тем не менее, еще раз скажу, что очень широко, очень глубоко, я бы даже сказала, полно представлено с точки зрения тематики, с точки зрения хронологического охвата, представлены материалы в этой электронной библиотеке «Земля Владимирская». Расскажу, что же там представлено, почему я так говорю. Ну, вот сейчас пока чисто техническая возможность, к сожалению, не позволяет пролистать мою презентацию, но, тем не менее, выступая на очень многих семинарах, я уже говорила неоднократно об этой земле Владимирской. И, соответственно, помимо полнотекстов книг, которые, так сказать, представлены там, у нас есть несколько разделов на этой электронной библиотеке. И вот, в частности, материалы, очень удобный интерфейс. Вот, к сожалению, пока я не могу вам показать эту презентацию, но, что называется, давайте поверим на слово. И сейчас постараюсь очень образно обрисовать. Интерфейс удобен тем, Ирина Владимировна, да. Вы показ экрана запустили? Да, вот мы запускаем. Показ экрана. Весь демонстрация экрана. Еще раз весь экран и кнопку синюю «Поделиться». Сейчас, одну секундочку. Весь экран. Демонстрация экрана. Команда говорит, вот мне сотрудник отдела автоматизации вызывает реакцию, что в браузер не дает нам это запустить. Но, продолжая свое сообщение, я хочу сказать, возвращаясь к интерфейсу земли Владимирской, на ней просто схематично представлена карта нашей Владимирской области, где каждый район – это активная ссылка. Можно, что называется, ходить по географическому принципу. В то же время справа представлено меню, которое представляет собой тематические разделы библиотечные, ну, наши все, вот, так сказать, шифры, БПК и так далее. Можно ходить так. Ну,
предлагают подключиться. Я просто даже не знаю, может быть, я уже расскажу, как вы считаете, коллеги, или мы потерпим нашу перезагрузку. Как лучше сделать? Продолжить? Рассказывайте, продолжайте. Продолжать рассказывать. Итак, на этой земле Владимирской есть несколько, так сказать, ключей к поиску. Это географический принцип поиска, это тематический и разделы по видам наших коллекций. Можно искать там, можно уйти в эти коллекции, там сосредоточена и периодика, сосредоточены тематические разделы. То есть поиск предполагает самый разный инструментарий. Это очень удобно. И там даются и справки, там даются, естественно, ссылки на наши каталоги, библиография и так далее. И, естественно, сам полнотекстовый документ в виде статьи или в виде полнотекста книги. Это очень удобно. Ну и, конечно, одним из запросов наших читателей, в том числе, которые говорят о том, что желательно, чтобы на вашем сайте, ну, условно говоря, были представлены готовые материалы, чтобы нам не копаться, не искать и так далее. Поэтому одной из форм такого объединения материалов стали наш проект, культурно-просветительский проект «Год с», и я о нем тоже неоднократно рассказывала. В этом году мы, так сказать, живем с Владимиром Солоухиным, известным нашим писателем, уроженцем, земляком нашим. Ему в этом году исполняется 100 лет, и, соответственно, вот этот год мы проживаем мероприятиями, которые насыщены и, что называется, крутятся и около его имени, около его произведений и так далее. Ну и, конечно, все-таки, будучи библиотечными работниками, мы больше привязываемся именно к книге как к основному инструменту нашей работы. И одно из достижений этого проекта, и не только этого, но и предыдущих, это как раз создание полнотекстовых коллекций. Но все-таки потомки, слава богу, живы, и контакты, которые мы с ними установили, кстати, очень откликаются, идут хорошо на контакты, позволяет нам заключить с ними договора и, соответственно, на совершенно официальной юридической основе отсканировать книги писателя, имеющиеся в нашей библиотеке, и создать полнотекстовую коллекцию его книг. Ну и вот, кстати, предыдущие выступающие в том числе говорили и о картинных галереях, и о других материалах. Здесь и Надежда Михайловна неоднократно говорила и посвящала этому очень много семинаров. Действительно, правовая сторона дела имеет с каждым годом все большую и большую силу. И сегодня уже без многочисленных, так сказать, подписаний тех или иных юридических документов мы практически не двигаемся ни в одной из сторон, вплоть до того, что, например, если у нас идет прямая трансляция с тем или иным писателем, с тем или иным человеком, которого мы приглашаем на программу, мы с ним заключаем обязательно соглашение о том, что он нам дает право на съемку, и если мы используем какие-то материалы, уже даже не всегда достаточно просто ссылки на какие-то источники. Здесь необходимо даже уже и подключать юридические документы, чтобы все очень было грамотно и четко. Поэтому эта сторона работы тоже занимает определенное время, но она необходима. Это тоже, если хотите, вызов и веление, это уже отчасти даже норма нашей повседневной служебной деятельности. И то, что нам, может быть, раньше казалось, да ладно, да как-нибудь, сегодня уже не проходит с юридической точки зрения, и очень многие библиотеки, я думаю, у коллег есть, к сожалению, и печальный опыт, когда, так сказать, и судебные были прецеденты, и по авторским правам, и по очень другим моментам, поэтому игнорировать сегодня вот эту юридическую сторону нашей профессии уже мы не можем. Поэтому в этом смысле наша библиотека тоже наработала уже определенную практику юридического оформления тех или иных мероприятий, тех или иных документов. То, что касается других массовых форм, конечно, так сказать, сложно говорить без поддержки визуальной, но мы не будем на это сейчас обращать внимание. Действительно, библиотека, как и многие другие наши коллеги, проводит очень много культурно-просветительских массовых мероприятий, виртуальные выставки,
различные видеоочерки, поскольку библиотека наша Владимирская обладает достаточно хорошей технологической базой видеооборудования, светового оборудования. И сегодня наши коллеги работают уже с нами, ну, вплоть так, как до телестудий. Мы уже выходим в эфир, снимая видеоочерки о наших земляках, используя наши материалы. И основная мысль, то, о чем говорили коллеги, проводить вот этот фонд библиотечный через любые формы, через аудиоматериалы, через выставки, через видеоочерки, везде говорить, используя наши фонды, показывая их, транслируя в различных видах. Конечно, мы выходим и в аудиоформатах, у нас достаточно богатая коллекция аудиоподкастов. Более того, мы привлекаем к аудиоозвучиванию наших читателей краеведческих книг и так далее. То есть библиотека транслирует различные формы взаимодействия и с читателями, и с государственными структурами, с частными музеями, вообще с любыми, так сказать, компаниями. Мы совершенно открыты к любому сотрудничеству. Все это отражено на нашем сайте. Все это можно найти на сайте библиотеки и в ее группе официальной ВКонтакте и в других, так сказать, соцсетях и мессенджерах. Поэтому, откликаясь на вызовы времени, естественно, мы работаем на всех, практически в электронных, виртуальных проектах. Но, конечно, не забываем и о фонде, потому что хорошо работать по всем направлениям, когда есть сохраненная четкая база. И в этом отношении, конечно, очень большое внимание уделяется и фондам. Нам бы хотелось еще большего внимания к ним и с точки зрения сохранности, и с точки зрения отражения в электронном каталоге. Но, как говорится, нет пределов для совершенства, и всегда есть перспектива работы. Поэтому работаем, и желаю такой же плодотворной и активной работы и вам, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Приношу извинения за технические накладки и готова ответить, если есть, на вопросы. Спасибо. Ирина Владимировна, спасибо. Как-то вот не удивляет. Владимир всегда потрясающие доклады. Ирина Владимировна, спасибо огромное. Спасибо. Никаких прощений вам не будет не за что прощать. Спасибо. Тут есть вопросы, есть реплики. Пожалуйста. У меня, Ирина Владимировна, как бы в поддержку, поскольку мы не увидели вашей презентации, но я аудитории горячо рекомендую выйти на сайт Владимирской областной библиотеки, уже кто-то вышел. Совершенно замечательные проекты, и не только вот этот проект «Электронная библиотека Земля Владимирская», но вот обратите внимание еще «День в истории Владимирского края», и еще замечательный такой теплый проект «Ускользающий облик города». Это улицы, люди, события, фотографии. Конечно, вот эти проекты в разных вариациях, они присутствуют у многих библиотек, но там можно посмотреть, как структурировать вот этот ресурс, как вообще наполнить этот ресурс. Совершенно замечательные проекты ваши. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Но в данном контексте я хотела бы внести некую, то, о чем, может быть, не сказала в основном докладе. Безусловно, надо понимать, что все это здорово и прекрасно, но делается не только силами нашего отдела, тем более сейчас мы определенные кадровые затруднения испытываем, так или иначе. Я хотела бы, пользуясь случаем, сказать огромную, выразить признательность и благодарность за взаимосотрудничество между отделами библиотеки, потому что, да, сейчас время, когда краеведение, собственно, транслируется очень многими отделами. И вот те проекты, о которых вы сказали, «Ускользающий облик города Владимира», ведут и начинают, и ведут наши коллеги, например, из отдела по литературе, по искусству. Очень большие, то есть практически каждый отдел библиотеки так или иначе разрабатывает ту или иную тему, ведет свое направление, касающееся краеведения. Но, безусловно, мы с ними тоже сотрудничаем, но сказать, что вот всю эту огромный объем работы делаем только мы, было бы несправедливо по отношению к коллегам, было бы не по-честному. Конечно, такой объем, даже чисто физически, мы бы просто не смогли это сделать. Поэтому здесь огромный вклад всех наших коллег. Отдел автоматизации – это вообще отдельное большое спасибо, потому что технологически все непросто, и они здесь, конечно, стараются
очень здорово. Поэтому это итог работы, ну, определенный итог работы всей нашей библиотеки. Поэтому в данном случае, конечно, большая признательность всем нашим коллегам. Да, коллеги, для ясности, краеведческий отдел библиотеки Владимирской уже год, по-моему, если не больше, работает в составе прописью двух человек. Так сложились обстоятельства. Ну и раньше он был не очень большим, честно говоря. Да, так что это вот еще и героический труд. Ирина Владимировна, у меня вопрос. Меня необыкновенно заинтересовало то, с чего вы начали, о том, что в краеведческом каталоге сейчас вы подцепляете библиотекой полные тексты статей в 685-м поле, не копируя, а ссылаясь на официальный сайт. Да? Где, значит, вы ссылаетесь, смотрите, на официальных сайтах газет есть две вещи. Есть архив, который, как правило, как правило, это как раз, PDF-ины бумажных версий, чаще всего, да, есть архив, а есть публикации на самом теле сайта, да, в том числе и газетные. На что вы ссылаетесь? На что получится или только на архив? Нет. Да, и где гарантия, что они, извиняюсь, не потеряются, не помрут? Очень хороший, актуальный вопрос. Да, Надежда Михайловна. Нет, конечно, мы не посылаем, что называется, читателя в общий большой архив и копайся там как хочешь. Ну зачем? Это не имело бы никакого смысла. Естественно, мы находим конкретный номер, конкретную страницу, на которой эта статья отражена, и даем ссылку на этот конкретный источник. То, что касается сохранения, будут жить или нет, это вопрос очень интересный. И здесь, вот как я говорила о перспективах работы, либо первое направление, о котором в том числе и на ваших семинарах неоднократно говорилось, заключать соглашение о предоставлении электронного архива и хранить этот электронный архив вечно на внутреннем, так сказать, сайте или в виде то, что всем читатель всегда имел, вне зависимости от того, ушла газета или осталась, вот всегда имел доступ. И насколько я знаю, коллеги сейчас уже из автоматизации библиографического отдела уже это, кстати, есть идея запустить ИИ, искусственный интеллект с точки зрения проверки актуальности всех ссылок, которые мы раньше привязали, убиты они или нет, потому что, конечно, проверять каждую ссылку у нас нет возможности, но я думаю, что более реальный подход в данной ситуации – это все-таки заиметь этот электронный архив навсегда себе и оставить его, ну, что называется, на внутреннем пользовании и все время привязанным к нашему электронному каталогу. Ну, как мне кажется, это будет на сегодняшний день более надежно. Может быть, технологии будущего позволят как-то это видоизменить. То есть в настоящее время мы пока таких договоров не заключили, и такого архива у нас на постоянном хранении нет. Но, наверное, это одна из перспектив нашей деятельности на ближайшее время. Вот тут это очень интересный разговор. Я думаю, что мы потратим на него буквально пару минут хотя бы, да, потому что смотрите, что происходит, да. Вот нам уже не судьба считать, закрыть глаза и считать, что этих сайтов не существует, что мы обойдемся бумажными. Ситуация просто оглушительно быстро меняется не в ту сторону, которой нам хотелось бы, может быть. И тут есть возможности разные. То, о чем говорила Ирина Владимировна, о том, чтобы использовать программы, которые отслеживают биты и ссылки, это хорошо, но когда программа покажет, что эта ссылка бита, да, то, как говорят очень невоспитанные люди у нас в библиотеке, поздняк метаться. Да? Вот, поздно уже, да? То есть вариантов на самом деле несколько, как ни странно. И вот один, я вот сейчас с большим интересом смотрю в сторону Хакасии. Там у нас очень умные коллеги. И вот случайно оказалось в тексте, который пришел для публикации, в тексте доклада нашей коллеги Марины Александровны Аевой, который она делала на семинаре по веб-архивированию в ноябре, оказывается, Национальная библиотека Хакасии, один из сайтов, уже достаточно давно архивирует у себя. То есть он складывается в Национальной библиотеке. Один. Я ее попросила написать подробнее. То есть опыт вот такой договоренности о том, что сайт слоями ложится, да, в Национальной библиотеке. Первый опыт, первая ласточка. Интересно. Да, сейчас. Вот. И вторая возможность, да, это на самом деле выборочно архивировать
самим то, что представляет интерес, вот эти отобранные статьи, и пока это не проблема. А третья возможность, то, над чем мы думаем сейчас, и если сегодня вечером кто-то захочет послушать, я расскажу, это региональные цифровые репозитории, в которых было бы место как раз для вот этого вот складирования послойного тех сайтов, которые мы сочтем полезными, не всех регионов, да, а тех, которые мы видим как продуктивные в клиническом отношении. И вот тогда идеален вот этот опыт, да, действительно, тогда не вырезать, не копировать, а связываться, и тогда счастье в том, что человек мало того, что пойдет в живую газету, да, в живое СМИ, он еще увидит этот документ в окружении других. Никогда ничего не бывает в нашей жизни изолированным, да. И вот это вот мне страшно интересно посмотреть на то, что получается. Да, и, кстати, да, может быть, здесь выручило бы соглашение действительно со СМИ, вот с этим, да, соглашение подписанное о том, что вот пока вы ссылаетесь, да, что если у них будет, а опыт как раз во Владимире есть печальный, по-моему, с газеты «Призыв», да, что если когда вдруг они решат закрыться, что они передадут архив тогда. Потому что когда музей создается, знаете, да, вы обязаны написать в положении о музее, куда денется материал, если не дай бог что. Да? Так, может быть, и здесь договариваться, просвещать владельцев сайтов вот в этом направлении. Да? Так, микрофон сейчас несу. Здравствуйте, не могла просто промолчать. Хотела поделиться опытом Национальной библиотеки Республики Коми. Я работаю в Национальной библиотеке Республики Коми, и как раз вот мы заключаем, в чем заключается моя работа, мы заключаем договоры с редакциями, издающими организациями Республики Коми. У нас этот договор был разработан, о котором сейчас говорите, лицензионный договор. Форма договора с 2017 года. Мы готовы с вами поделиться, чтобы вам не мучиться разрабатывать этот договор, пункты положения, уровень доступа, что он пролонгируется, он бессрочный, до расторжения одной из сторон. То есть вы один раз этот договор подпишете, у вас уже на много лет. Даже если сменится главный редактор газеты, у вас все равно будет этот договор действующим. И у нас районы, у нас все газеты, практически журналы расписываются библиотеками Республики Коми, корпоративная роспись статей. И они уже, где мы делаем? У нас в договоре прописано право размещения на сайте Национальной электронной библиотеки Республики Коми. И оттуда берется эта ссылка, и в паке какое поле прописывается, кто скажет? 856 поле, они прописывают эту ссылку на сайт электронной библиотеки. Кроме того, еще интересно, что в этом договоре, который мы разработали, у нас есть право отправлять по электронной доставке документа копию статью. То есть право оцифровки. То есть, допустим, газета, компьютерная верстка. Сканировать сейчас не надо, но идет ретроспективная оцифровка этой газеты. И, допустим, в этом договоре мы впихнули все, что можно. Мы даже впихнули, что можно было нам сканировать эту газету, ретроспективная оцифровка. Мы идем навстречу друг другу. Берутся компьютерная верстка из редакции газеты. Кроме того, если у них хранятся какие-то архивы, мы все у них выгребаем. То, что у них на сайте, может быть, еще и нет. И одновременно с этим идет ретроспективная оцифровка старых годов этой газеты. То, что в цифре еще это, не существует. Тогда была еще другая типографская печать. Вот. Мы готовы эти договоры, если что хотите, вам отправить. Он у нас типовой, типовая форма договора. Спасибо большое, коллеги. Более того, будучи вот на семинаре в Алтае, вот что называется, в сентябре 2023 года, там тоже есть такой же достаточно хороший уже долгосрочный опыт работы. Также и у нас тоже есть корпоративная, естественно, роспись статей, все районные так или иначе участвуют в ней. Поэтому опыта много. Здесь просто, что называется, нам надо сесть, проанализировать и этим заняться. Вот, поэтому я думаю, что спасибо большое и за ваши рекомендации, безусловно. И будем очень признательны, если вы, так сказать, не сочтете за труд, то на сайте есть электронная почта нашего отдела. Я буду очень признательна, потому что любая помощь. Спасибо большое. Спасибо. Как это, инициатива, да, чего, ненаказуема. На самом деле я хочу вас позвать с этой информацией на Мурманский семинар. Если не получится приехать, значит, тогда, наверное, получится выступить удаленно, да?
Это очень важная тема, она важна всем. У вас будет возможность гораздо подробнее про это рассказать, да? А у нас будет возможность вас замучить вопросами. Прям вся страна. Хорошо? Отличное выступление, замечательное. Ирина Владимировна, спасибо большое. Есть еще вопросы? Нет? Спасибо большое. Очень классная работа и замечательный доклад. Спасибо, ура. Спасибо, до свидания. Спасибо. Мы продолжаем. Я предоставляю слово Национальной детской библиотеке имени Самуила Яковлевича Маршака, Худяева Ольга Ивановна. Успешная практика по продвижению краеведческих знаний и коми-языка на примере семейной краеведческой студии. Здравствуйте. Я в продолжении разговора о том, что как мы должны детей своих понимать, потому что недавно у нас было задание по книге найти, что же было в Воркуте, а ответ был древняя стоянка, самая древняя стоянка на севере. Мальчик ответил, самая древняя парковка. Так что вот так мы работаем с детьми, понимая друг друга. Я представляю вам семейную краеведческую студию. Путешествуем по коми, изучаем коми и свой опыт по продвижению краеведческих знаний и коми-языка среди детей. Ну и из самого названия студии понятно, что это знакомство с нашей республикой и языком коренного народа. Иногда говорят дети, нет, я не знаю ни одного слова по коми, хотя называя наш город Сыктывкар, мы уже называем два коми-слова, это Сыктыв и Кар. Переводится название города на реке Сысола. Эжва у нас тоже два, скажем, перевода. Это и микрорайон Эжва сам имеет такое название, и река Вычегда тоже имеет название Эжва. Сначала, ну вот, по вступлению, наверное, понятно, в чем особенность этой студии. Это знакомство с коми-топонимикой, с комиязычными названиями населенных пунктов нашей республики. Немножко сначала о студии. Студия была основана в 2022 году. Есть у нас свой девиз «Топ-топ топонимика», «Топ-топ и ты ближе к цели». Мы каждое занятие начинаем с этого девиза. Есть свой логотип, это цветок марьяны. Помощь, поощрение. И среди постоянных участников этой студии это 9 семей. В первую половину 2022 года прошел пилотный этап, а потом с сентября мы начали заново, и уже студия работает второй учебный год. За это время мы успели познакомиться с 36 населенными пунктами Сыктывдинского, Сысольского, Карткеросского, Усть-Куломского районов, узнали о микрорайонах и пригороде Сыктывкара. Так, чем же мы заняты? Как у любого путешественника, у знатока в рюкзаке. Вы видели, что у Зайчика тоже свой рюкзак был, да? У нашего главного героя студии. Знатоками я называю всех детей, которые приходят на студию. Они очень этим гордятся. Есть рюкзачки, в которых сложено необходимое. Это альбомы. Внимание, не тетради, потому что дети рисуют, и чтобы не просвечивало. Ручки, карандаши или фломастеры, клей, карандаш. Обязательно должна быть карточка краеведа. Вот она.
В карточку краеведа мы вписываем населенные пункты, которые мы изучили на занятии, ну и какие-нибудь наклеечки, как знак поощрения. Дети сами выбирают. Таких альбомов с наклейками полно. Покупаю, дети очень радостно выбирают, наклеивают то, что им ближе на сегодня. Каждое занятие условно делится на 2 обучающих блока с разным уровнем деятельности. Первая половина – это знакомство с топонимом, а второй блок – это знакомство с грамматикой коми-языка. И второй блок содержит информацию с нарастающим уровнем сложности. На один муниципалитет я отвожу 4 занятия. За одно занятие мы знакомимся с 2-4 населенными пунктами. Первое занятие, конечно, посвящено району и районному центру. Мы рассматриваем карту района, определяем местонахождение на карте республики. Для этого я использую Spills-карту, потому что удобно взять определенный муниципалитет, показать, где он находится. Каждому ребенку раздаю распечатку карты, он вклеивает ее в альбом. Это названию районного центра. Если это коми-язычное название, то переводим. У детей есть словарики с наиболее часто встречающимися сделать вывод, правильно ли мы поняли о местности, о ландшафте этой местности. И очень часто еще мы обращаем внимание, что много одинаковых названий. Вот, например, в Усть-Куломском районе есть Бадьёльск, а в соседнем Троицко-Печорске есть Бадьёль. Либо в Каркеросском районе есть село Керос, а в Коми-Пермяцком округе есть Керос, почему-то с 2 «с» пишется. Вот. Определяем, стараемся понять, почему так получилось, что в разных районах есть одинаковые названия населенных пунктов. Ну и во второй половине занятия пробуем говорить по коми, проговариваем диалоги, строим какие-то фразы. Вот здесь разработаны мною разные слайды, задания, которые помогают нам строить какие-то диалоги. И между 2 частями нашего занятия проводится физминутка.
Она звучит на коми-языке, я проговариваю, те, которые знают, потому что дети иногда очень любят переписывать, а потом учат дома. Ну, а те, кому сложно, они смотрят русский перевод на экране. Казалось бы, да, что структура занятий одна и та же. И ходить на такие уроки, наверное, было бы скучно, поэтому нужно вот находить такие вещи, изюминки, которые могут разбавить ваше занятие. Чем же можно разбавить? Вот, например, мы изучали населенные пункты Усть-Куломского района. Очень много населенных пунктов имеет в своем названии часть слова «яг», что означает «бор». Ну и посреди нашего занятия вдруг появляется Баба-Яга. Да, сразу думаем, почему, что произошло, откуда Баба-Яга вышла. Ну и знаем, что некоторые ученые считают, что Баба-Яга вышла таки от слова, ну, Яга слово произошло от слова ягкоми. Вот это колдунья, которая в далеких лесах северных проживает. Ну и дальше я рассказываю, например, в чем схожесть и различие Бабы-Яги и Йомы из коми народных сказок. Вот как вы думаете, на какой фотографии Баба-Яга, а на какой Йома? Слева это Баба-Яга, а справа это Йома. Коми Йома никогда не летала в ступе, вот, например, и у нее нет костяной ноги. Вот. Появляется лунтик в Кочпане. Почему? Да потому что... Так, нету слайда, да? Кто знает, почему лунтик? Я вчера рассказывала некоторым нашим коллегам, да, что художница, придумавшая лунтика, имеет корни из Кочпана. Далее можно пригласить на занятие какого-нибудь гостя. Вот перед вами картограф Ольга Ивановна Попова. Она провела нам занятие, рассказала о разных видах карт и научила, как делать план кабинета. Затем мы план кабинета делали несколько уроков подряд. Каждый урок внося какой-нибудь определенный элемент. Говоря об Арктике, к нам на урок зашел белый мишка. Кстати, вручение дипломов нам вручал на празднике народный артист Василий Прочев. Да. Вот, это тоже очень значимо, получить диплом из рук народного артиста Республики Коми. Придумываю разные загадки в картинках. Например, найди названия, которые нам говорят о микрорайонах города Сыктывкара. Или же найди, как переводятся населенные пункты Усть-Куломского района. Хорошо. Вот. Кстати, вот спилс-карта из Сыктывкар. Какая там ошибка? Сыктывкар и Сыктывдинский район. На одном, на одной части карты находятся два разных муниципалитета. Так что их, по сути, они должны быть отдельными. Дальше я прогоню. Вот, опять же, загадки. Какой населенный пункт может находиться на стыке рек Цильма и Печора? Усть-Цильма и так далее. Просмотр мультиков. Я использую, кстати, мультфильмы, которые делают наши коллеги в разных районах. Вот, например, о Карткеросе я использовала мультик, который сделали читатели Карткеросской библиотеки о Картайке. Связь с английским языком, связь с финно-угорскими языками. Далее не обходимся без народных традиций, знаний народа. Это костюм, куклы, игры, борьба национальная. Вот план мы делаем несколько. Самое сложное, какие сложности, немножко расскажу, если есть время, да? А какие сложности при подготовке? Это особенности языка, поскольку коми-язык имеет 10 диалектов, а как не испугать ребенка, начинающего изучать коми-язык. Так вот, мне самой, так как мне пришлось тоже коми изучать, я понимаю, что происходит в голове у русского ребенка, когда он видит слова коми. Вот
как особенность, например, слова «пом», «пон», сысольский диалект, хотя литературное слово «пом». Вот я вспомнила про волшебную букву, да, рассказ «Сыски-хыхки-фыфки», что вот разные мальчики, да, вернее, разные детки говорили одно слово по-разному. Так вот, оказывается, в народе тоже происходит, что одно слово может звучать немножко по-разному. Дети очень хорошо поняли и таких книг, в которых бы собраны такие локальные, ну, в одном месте локальные какие-нибудь факты, приходится искать на сайтах районов, на сайтах каких-то деревень, может быть, ВКонтакте какие-то записи бывают, вот. Это про то, что надо смотреть на коми-слово русскими глазами. Вроде русскими глазами слово непонятно, переводишь на коми, уже видишь одинаковую часть слова, и далее перевод подскажет, что значит это слово. В чем удобство этих занятий? В том, что материалы можно использовать в рамках любых тем. Вот перед вами Арктика. И мы из Ыба отправились в Арктику с зайчиком. Вот изучая Сыктывдин-Сысольский район, мы затронули тему особо охраняемых природных территорий, работа с картой, с разными видами карт. В чем положительные итоги работы студии? Почти все участники студии делятся тем, что, приходя домой, они продолжают обсуждать тему уже внутри семьи. И в это обсуждение вовлекаются все члены семьи. Есть семьи, которые живут, например, ну, так как маленькие дети не выезжают далеко в другие микрорайоны города, так вот они попутешествовали по всему городу. И даже летом съездили на историческую родину дедушек, бабушек, там, где не бывали уже несколько лет. Участники студии, так как у них все записано, альбомчики они свои ведут так, как им считается, ну, удобно, участники студии успешно принимают участие в краеведческих олимпиадах. Далее знатоки с большим желанием помогают в проведении мероприятий. Вот, например, девочка Вика мне помогла провести малый поэтический марафон. Или же вот сестра и брат помогают мне проводить студию театрик Чунячаля. То есть они сами готовят, выбирают сказку, репетируют, а я только читаю. А они показывают эту сказочку для малышей наших. Но и еще интересный факт, то, что взрослые участники нашей студии записались на курсы коми-языка. Ну что, вот так я немножко рассказала о том, что я делаю уже 2 года. Я сама увлекаюсь краеведением и сама заразилась топонимикой еще в школе, когда мне рассказали, учительница рассказала о значении нашего села через легенду. Так вот, я думаю, что мои знатоки интерес к слову и историю родного края тоже пронесут через свою жизнь. Спасибо огромное, Ольга Ивановна, за такую любовь Спасибо к большое. детям и к краеведению. Спасибо. Да? Чудесная работа, глубокая, продуманная, и мы видим, что очень эффективная. Все, наверное, да? Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Есть? Вот где желающие подраться? Какой-то очень миролюбивый коми-народ. Прям совсем никак. Нет вопросов? Я думаю, что время еще есть. У нас еще завтра целый день. Народ вспомнит свои вопросы. Спасибо большое. Коллеги, почему у меня не работает, да? Ну, может, услышите, 15 минут перерывчик. 15 минут. И ровно в 4 часа мы приступаем к дальнейшим нашим действиям. Уходите.
Раз, раз, два, три. Раз. ОБС есть? Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Все, трансляция, звук пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Шум подавления работает.
Коллеги, всех просим садиться. Мы продолжаем работу. У нас 4 очень интересных доклада. Пожалуйста, рассаживайтесь. И мы начинаем. Продолжаем детскую тему. Детская библиотека как локация этнооткрытий. Лужкова Ольга Александровна, заместитель директора по работе с детьми ЦБС города Сыктывкара. Бурлун. Добрый день. Дети – наше будущее, поэтому важность формирования интереса о родном крае в детском возрасте бесспорна. Поэтому сегодня хочу рассказать о том, как Центральная городская детская библиотека города Сыктывкар своим пользователям помогает открывать свой родной край. Наша библиотека, сохраняя свои давние традиции формирования краеведческих знаний у детей, постоянно развивается и двигается вперед. Библиотекари придумывают все новые формы краеведческой деятельности, реализация которых осуществляется достаточно успешно благодаря интересно созданной краеведческой базе. Уже на протяжении 30 лет в нашей библиотеке функционирует фольклорная изба. Место в библиотеке, где можно вживую прикоснуться к коми-старине, почувствовать атмосферу тех времен, когда было все по-другому. Из уст в уста ходили легенды и предания, коми-людей окружали предметы, созданные из природных материалов, и за одним большим столом собиралась семья, чтобы принимать пищу и обсудить самое важное. Взгляд гостя этой локации непременно коснется расписной стены, на которой изображены герои коми-фольклора. Также эта стена передает атмосферу коми-деревеньки, расположенной непременно вдоль реки. Она познакомится с особенностями коми-керки и хозяйственных построек, и, конечно же, со сказочными героями. Здесь собрана почти полная коллекция коми-народных музыкальных инструментов, традиционных игрушек, кукол из различных материалов: глины, меха, дерева, ткани, изделий из бересты, посуды, украшений, макета коми-избы и так далее. Эта локация особенно нравится посетителям, а особенно гостям библиотеки из других регионов за аутентичность и уникальность. В данной локации библиотекарями проводятся мероприятия, связанные с традиционной коми-культурой, ремеслом, кухней, с особенностями быта и фольклора. Здесь же проводятся краеведческие часы для детей с особенностями развития. Они могут познакомиться с музыкальными инструментами и послушать их звучание, с внутренним убранством традиционного коми-дома, почувствовать на ощупь игрушки из различных материалов природных, могут применить в деле традиционную утварь, такие как, например, прялку, коромысло, ухват, самовар. А также дети знакомятся с героями коми-сказок и играют в традиционные коми-народные игры. В фольклорной избушке в 2023 году открылась берестяная мастерская «Сюма-дачом», в которой под руководством библиотекаря, который обучился этому искусству в Доме народных ремесел «Зарань», проводятся творческие занятия по берестоплетению. Целью создания берестяной мастерской является ознакомление детей с таким природным материалом, как береста, ее удивительными свойствами и традициями ее использования коми-народом. И, конечно же, каждое занятие связано с книгами и краеведческой литературой. Например, во время мастер-класса «Чибляк» дети узнали о том, что это, черпак, как его применяли коми-охотники. Затем библиотекарь зачитала отрывок из сказки про Перу богатыря, удалого коми-охотника, героя коми-легенды предания. После чего ребята смастерили чибляк, мини-версию черпака из бересты, который можно использовать в качестве ложки для приема пищи. Или же во время мастер-класса «Буксан» берестяной рожок дети изготовили рожок, чтобы с помощью него вызвать войпеля. А кто такой войпель? Ребята узнали из стихотворения Серафима Попова «Злой ветер войпель» и из сказки Алены Шомасовой «Труба войпеля». После окончания мастер-класса гости библиотеки дружно подудели, чтобы зима окончательно вступила в свои права. Этнооткрытия в нашей библиотеке также проводятся и в рамках проекта «Этноинтересно».
Это цикл мероприятий, во время которого библиотекарь знакомит ребят с особенностями различных народов России, делая акцент на культурологические особенности. С такими народами, как башкиры, буряты, татары, калмыки, чукчи и так далее, а также с финно-угорскими народами, марийцами, удмуртами, да, и так далее. Особое место в рамках этого проекта занимает знакомство детей с коми-культурой. Проект замечателен тем, что дети могут сопоставить культуру коми-края с другими народностями, ощутить нашу этническую особенность. Каждое знакомство с той или иной культурой завершается мастер-классом, который выражает культурный символ того или иного края. Когда знакомились с татарами, ребята расписывали ичики. Когда знакомились с калмыками, готовили соленый молочный чай джомба. Когда знакомились с якутами, рисовали оленеводов и так далее. Следующий проект, о котором хотелось бы рассказать, называется «Фольклорная сушка». Это проект, в рамках которого библиотекарь с группой ребят проводит исследовательскую работу по одному из персонажей коми-фольклора. Сначала дети читают текст о том или ином герое фольклора, после чего готовится вот такая вот онлайн-карточка с информацией о персонаже. Место обитания, внешность, специфические умения, деятельность, аналог в русском фольклоре и так далее. После этого они создают онлайн-карточку, которая размещается ВКонтакте. Ну и на основе этой фольклорной сушки также была создана дидактическая игра. То есть мы изображение героя разделили с его описанием, и в рамках дидактической игры другие дети могут как собирать, да, изображение и описание персонажа. Ну, какие детям больше нравятся герои? Больше, конечно, они выбирают отрицательных героев коми-фольклора. Да? Но я почитала немножко литературу, и психологи говорят, что это вполне нормально, потому что дети любят активных персонажей, чтобы вокруг них что-то такое интересное происходило, и поэтому я нашла вот такое вот объяснение. С начала этого года наша библиотека для своих пользователей открыла тур, который называется «Чолом тур». Это цикл мероприятий, посвященных туристическим маршрутам Республики Коми, в рамках которого были выбраны наиболее интересные темы с целью привлечь внимание подрастающего поколения к нашему краю, как к туристическому объекту, в рамках которого прошли такие мероприятия, как «Загадочные места Коми». Это мистический тур, в рамках которого мы знакомим детей с загадочными местами республики. Ну, такие как, например, Вишерский феномен, да, то есть такое место, где не живут крысы. Легенды о чуде в селе Рыб. Легенды и история возникновения плато Мань-Пупунер, Прогаловские камни Ижемского района, либо же ель в селе Руч, в Усть-Куломском районе, да, и такие загадочные места очень заинтересовывают детей. И мы, кстати говоря, вот этот вот тур вначале планировали проводить для старших детей, да, 8-9 классы, но мы постепенно снижали эту планку, да, и получается так, что детям всех возрастов вот узнавать про эти загадочные места оказывается интересно. Ну, конечно же, адаптируем, да, вот эту вот беседу. Ну, вот так вот получилось. Либо же виртуальное путешествие по памятникам нашего родного города, арт-объекты Сыктывкара. То есть очень много арт-объектов ребята, допустим, знают, видят, проходят мимо каждый день, но связанные с ними истории еще и, допустим, не слышали, да? Или же такое мероприятие «Одна столица и 9 городов», то есть городские прогулки по городам нашей республики. Это больше даже литературная прогулка. Библиотекарь зачитывает стихотворение о том или ином городе, а им нужно отгадать, да, о каком городе шла речь. После чего рассматриваем герб города, на котором отражена особенность
этого города и так далее. Следующее тоже интересное мероприятие называется «Рай, Даыб, да мутный материк». То есть мы здесь отобрали такие интересные топонимические названия, да, и как бы о них рассказываем интересные факты. Да? Или беседа «Рейтинг красивых мест». «Красота по Коми» называется. Да? Ну и что мы хотим вообще сказать детям в рамках этого проекта, это то, что по Республике Коми также очень интересно путешествовать, да? Что-то новое о ней узнавать. И, конечно же, в этом помогут ребятам книги, библиотека. Следующий краеведческий проект, более масштабный, он позволил вовлечь почти 600 детей. Это краеведческий диктант Коми инкогнито. Коми-народ за время многовековой истории развития культуры хранит множество загадок, иносказаний, легенд, инкогнито. Поэтому библиотекари Центральной городской детской библиотеки Сыктывкара задумали проект масштабной работы – проведение краеведческого диктанта. Цель данного проекта – дать возможность детям поразмышлять над тайнами и загадками, разгадать таинственные коми инкогнито. По задумке проект включает в себя вопросы о коми-фольклоре, культуре в целом, достопримечательностях коми-края, выдающихся людях, а также нужно было разгадать запутанные коми-народные загадки и дать возможность ребятам поразмышлять и представить связанный текст о том, кто, по их мнению, является выдающимся деятелем Республики Коми. Организаторами диктанта было принято решение о том, чтобы к диктанту подключились и другие библиотеки филиала нашей сети, которые бы на своих площадках также провели эти краеведческие диктанты. В задачи данного события входило проведение краеведческих часов, да, получение письменных ответов учащихся на вопросы о Коми края, также исследование уровня знаний учащихся о выдающихся людях, фольклоре Коми края, достопримечательностях, ну и, конечно же, воспитание интереса и любви к своей родине. Принять участие в диктанте мог любой ученик 4 класса средних образовательных школ, гимназий города Сыктывкара. После совершения диктанта в классах давались и обсуждались вместе с библиотекарем правильные ответы на вопросы. Также сотрудники библиотек знакомили детей с краеведческой литературой художественного и научно-популярного характера, которая помогла бы ребятам еще более подробно знакомиться с Коми-краем и узнавать о нем интересную, уникальную и иногда даже поражающую воображение информацию. В данном диктанте приняло участие 591 четвероклассник Сыктывкара, среди которых были дети не только общеобразовательных школ, но и учащиеся гимназий, прогимназий и даже ребята с ограниченными возможностями здоровья. Каждая библиотека филиала определяла лучшие работы учеников, которые направляла Центральную городскую детскую библиотеку, где работала конкурсная комиссия. Она и определила победителей, первые 3 места. По итогам работы конкурсного жюри были выявлены победители, которые заработали максимальное количество баллов. Они получили благодарность, буклет «Сыктывкарские прогульщики», книги от издательского дома Коми и подарочные сертификаты на приобретение книг. И, конечно же, о проекте было рассказано на страницах журнала «Библиополе». Отрадно отметить, что одно из заданий – это составить рассказ о каком-то выдающемся деятеле. Ребята составили таким образом, что мини-сочинения они писали чаще всего о главе Республики Коми, о Стефане Перском, Раисе Петровне Сметаниной, Иване Алексеевиче Куратове. Оригинальными получились сочинения и рассуждения о паралимпийской чемпионке Марии Иовлиевой, герое Советского Союза Николае Оплеснине, коми-поэте-лингвисте Василии Лыткине. И также с особой теплотой ребята писали о своих родителях, бабушках, врачах, педагогах, строителях, да, которые также внесли заметный вклад
в развитии нашей республики. Также хотела бы рассказать о партнерстве нашей библиотеки с Центром дополнительного образования «Олимп», в рамках которого мы устраиваем вот такие вот театрализованные праздники по книгам писателей Республики Коми: Анастасия Сугоева, Елена Козлова, Елена Габова, да? Или следующий проект, да, в рамках которого дети из Центра дополнительного образования нам помогают готовить выставки инсталляций из фигурок из природной глины. Ну и следующие проекты уже трехсторонние такие, да, в рамках которого задействован Центр дополнительного образования, а также детские журналы «Бикинь» и «Радуга». Вот они встречаются даже в центре Сыктывкара. И последний видеопроект в рамках Года семьи называется «Мир читающей семьи». Да, значит, желающие снимают видеоролики с чтением краеведческой литературы. И здесь уже приняло участие 20 семей. И отрадно отметить, что среди них большинство читают тексты на коми-языке. Да? Это говорит о том, что немало у нас в Сыктывкаре семей, искренне радеющих за свой родной язык, они его не забывают и стараются передать его своим детям. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то я отвечу. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем, и я предоставляю с удовольствием слово Рите Александровне Мингелайте. С 2015 года Анна Сивкова, наш известный журналист, осуществляет проект «Крестьянское родословие». И вот как библиотека участвует в этом проекте, Рита Александровна и поведает нам. Так, ну насыщенный день плавно перетекает в не менее насыщенный вечер, поэтому всем добрый вечер. Да, начну. Архивная запись, строка, имя, фамилия, дата. Временем вся судьба в одну эту строчку сжата. Но сердце под грудой лет ищет родную душу, жизни ушедший свет. Зов из веков услышу тех, кто любовью зажег жизнь, подарил нам имя. Тех, кто очаг сберег, связь эта нерасторжима. Годы их в нашей крови, жесты, улыбки, взгляды. Все, чем владеем мы, потери или награды. Мудрость наших отцов от многих бед нас хранила. Не забывайте свой род, в этих корнях наша сила. Чем глубже уходят в землю корни дерева, тем крепче оно стоит, и никакая буря ему не страшна. Также и с человеком. Чем глубже к истокам семьи он ныряет памятью, тем крепче держит земля его детей и внуков. Знать историю своей семьи, своего рода, чтить корни – это великое благо. В конце декабря 2022 года в селе Карткирос, а если быть точнее, в Центральной библиотеке имени Михаила Николаевича Лебедева, произошло значительное по значимости событие. Мы ждали его очень и очень давно. Это выход в свет книги с документальными сведениями о жителях села Карткирос, начиная с 17 века, если конкретнее 1646 год, и заканчивая 1929 годом. Наша книга появилась на волне уникального проекта родовой памяти «Крестьянское родословие», автором и непосредственным исполнителем которого является известный в республике журналист и краевед Анна Сивкова. Первая книга этого проекта увидела свет в 2014 году. Сегодня это уже 23 издания об истории многих сел Ударского, Усть-Вымского, Княжпогосского, Усинского районов, а теперь уже и города Усть-Сысольск. Конечно, Карткирос не мог остаться в стороне от этой интереснейшей и, так скажем, захватывающей работы.
Центральная библиотека имени Лебедева взяла на себя инициативу и выступила координатором этого интересного проекта. И крестной мамой, конечно же, стала Анна Николаевна. Идея по изданию книги была финансово поддержана в рамках реализации проекта «Народный бюджет» и стала действительно народным изданием, получив название «Напутствие. Не забывайте рода своего». В ходе подготовки и реализации этого проекта у библиотеки появилось еще больше друзей, единомышленников, партнеров, краеведов, не безразличных к сохранению исторической памяти своей малой родины. С чего же все начиналось? А начало работы было положено ни много ни мало более 10 лет назад, когда один из старожилов нашего села Худяева Мария Григорьевна, урожденная Кирушева, начала изучение метрических книг и выявление семейных и родственных связей именно своего рода. Тогда мы еще не задумывались, во что это может вылиться. В 2017 году один из представителей большого карткиросского рода Вишератиных, Семен Иван Елена, Ковалева Антонина Николаевна, начала изыскательскую работу по поиску своих корней в Национальном архиве Республики Коми. Работа над изучением документов по истории своего рода постепенно расширила свои рамки и переросла в крестьянское родословие всего села Карткирос. 2 года кропотливого труда и архивных изысканий были подхвачены и продолжены еще одним карткиросским краеведом-энтузиастом Койшевой Любовью Николаевной, представителей одного из коренных родов Карткироса, Кырт-Элеш рода. Ее экономическое образование и аналитическое мышление стало хорошим подспорьем в работе и обработке материалов. 2 года кропотливого труда и архивных изысканий были подхвачены и... Весь огромнейший объем работы с архивными документами непосредственно в читальном зале Национального архива Республики Коми лег на плечи этих замечательных женщин. То есть если бы вот не эти 2 энтузиаста, то книги практически, наверное, не было бы. Эстафету по дальнейшей работе с отобранным в архиве материалом приняли сотрудники и волонтеры. Я вот сделаю как бы ударение на этом слове, что одни сотрудники тоже бы с таким объемом работы не справились. И волонтеры Центральной библиотеки имени Лебедева. Итог интереснейшей многолетней работы перед вами. Вот обложка этого издания, вот куда-то она пошла, да? Пошла. Так, кому же может быть интересен и полезен данный фолиант? Прежде всего тем, кто неравнодушен к своим историческим корням и увлечен изучением истории своих родов. Книга может быть полезна историкам, краеведам, но в первую очередь людям, имеющим родственные связи с селом Карткирос и желающим найти информацию о своих далеких предках, родственниках и построить генеалогическое древо своего рода. Издание дает возможность самостоятельно изучить выписки из архивных документов и составить свои родословные и привлечь к интереснейшей работе с этим генеалогическим исследованием родных и близких, детей и внуков. Кто-то такую работу уже проводит, а кто-то уже даже с удовольствием делится своим опытом. И яркий тому пример представитель тоже одного из больших родов села Карткирос Вишератиных, Кыны, Яко Эня, Попова Светлана Владимировна, житель Санкт-Петербурга. То есть она не только изучает свое родословие, она еще вот выпустила такой вот готовый уже продукт и поделилась этим продуктом с нашей библиотекой. Наша книга является документальным изданием и представляет собой краткие выписки из архивных документов. Собранные в ней данные помогут потомкам уроженцев села составить свои родословные до 12-15 поколений. Кого мы знаем в большинстве? Это прадед, ну, может, прапрадед. А если копать поглубже, то 12-15 поколений, благодаря вот этой нашей книге, они станут перед вами родными и близкими людьми.
о каких сложно восстановить нить веков, связь поколений, но это реально и возможно. О каких документах идет речь? Это прежде всего переписные книги XVII века, а также материалы ревизий переписей податного населения Российской империи. Бесценным историческим источником для изучения родословия села являются хранящиеся в Национальном архиве Республики Коми документы, которые составили священнослужители Карткиросской, Николаевской и Успенской церкви. Прежде всего, это исповедные ведомости, именные росписи, которые велись до 1865 года. Исповедные ведомости священники составляли ежегодно. В них содержались сведения о тех прихожанах, которые бывали на исповеди. Историческая ценность этих документов в том, что жители села заносились сюда семьями. Записи дают возможность узнать, кто проживал в селении, проследить родственные связи, узнать о находившихся в отлучке, отбывающих рекрутскую повинность и так далее. В выписках из писцовых и переписных книг, опубликованных в этой книге, можно встретить основные фамилии, которые в то время носили жители села. Было их тогда совсем немного. Основные фамилии начиналось вообще село с 3 фамилий: Казаков, Шестаков, Изюров. А уже позднее, о чем свидетельствуют ревизии, исповедальные записки, метрические книги, жителями Карткироса стали Вишератины, Кирушевы, Коишевы, Нестеровы, Потаповы, Поповы, Латкины, Бронниковы и другие. Всего в книге упоминается более 100 фамилий. Еще одним уникальным документом, который вели священнослужители Карткиросской, Николаевской, Успенской церкви и которые считаются самыми важными источниками для составления родословных, являются, конечно же, метрические книги. В метрических книгах десятилетия за десятилетием, столетия за столетием фиксировались самые важные события крестьянского бытия. Метрики состоят из 3 частей и включают сведения о рождающихся, бракосочетающихся и умерших. По ним можно составить довольно подробное и полное представление о жизни предков, больше узнать об их семьях, женах, возрасте и причинах смерти взрослых и детей. В книгу включены все сохранившиеся в архиве метрические записи и актовые книги о рождении, браке и смерти жителей села Карткирос, начиная с 1781 года по 1929. То есть это колоссальнейший объем, это огромный материал. По метрическим записям можно проследить не только основные вехи биографии того или иного человека. За скупыми строчками скрыты сопровождающие его по жизни печали, радости и горести. На многие вопросы дадут ответы вдумчивому читателю лаконичные записи, оставшиеся в старых, пухлых, потрепанных томах, которые теперь стали доступнее и ближе благодаря нашему изданию. В книге собраны вместе 1000 имен, за каждым из которых стоит самобытная жизнь и судьба. В этом ее неприходящая ценность и значимость. Метрические записи сохранили для нас имена и фамилии уездных и местных чиновников, фельдшеров, учителей, священнослужителей и членов их семей. То есть, настолько информацию, которую мы получали из этих записей, она удивляла где-то в каких-то местах. Если об этом сказать, это можно ничего не говорить. Любое интересное дело спорится и дает результаты, если делается оно всем миром и сообща. Этот увесистый том – результат большого коллективного труда многих людей. Только общими силами и стараниями разрозненные выписки архивных документов из разных источников превратились в солидное документальное издание. Прежде всего, это коллеги, сотрудники Центральной библиотеки имени Михаила Николаевича Лебедева, силами которых была проведена вся техническая работа по набору текстов. Особенно хочется отметить, что неповторимость этого издания еще в том,
что помимо архивных материалов он снабжен уникальной фотоколлекцией, старыми снимками, на которых запечатлен Карткироз, старый Карткироз, и люди, родившиеся до 1930 года и жившие здесь. Скорее всего, знакомиться с нашим изданием читатели начинают именно с этой довольно объемной части книги. Называется она «Мой Карткироз. Село и люди на фотографиях разных лет». Фотоколлекция книги включает более 500 ретро-снимков. Слова признательности, конечно, хочется выразить людям за сохраненную память, за то, что они поделились с нами этими фотографиями, за то, что волонтеры приняли активное участие по сбору этих фотографий, то есть от дома к дому, от калитки к калитке ходили, разговаривали, просили. И, конечно же, за техническую обработку фотографий это тоже наши волонтеры, то есть некоторые снимки практически, можно сказать, пришлось буквально реанимировать, и они теперь в достойном виде включены в нашу книгу. Эта работа, конечно же, заняла много времени, потребовала немало усилий по поиску, сбору, уточнению данных и их систематизации. Главным стимулом в работе над книгой было трепетное отношение ее составителей, каждого причастного к памяти предков, к восстановлению и обретению родовой памяти, а значит, распознанию и обретению самого себя. 2023 год был юбилейный для нашего села, ему исполнилось 415 лет. И наша книга карткирозского родословия стала первым и наверняка значимым и ценным подарком. Презентация ее прошла на подъеме и с большой заинтересованностью аудитории. Книга пошла в народ, в библиотеки, школы, музеи, архивы, общественные организации, лично активным краеведам, членам редакционной комиссии. Но мы не смогли удовлетворить повышенный спрос карткирозцев на приобретение этой книги в личное пользование. То есть ажиотаж был таков, что у нас ее требовали. Вот, поэтому было принято решение о втором издании, теперь уже в серии «Крестьянское родословие» Анны Севковой. И уже в конце марта 2023 года вышла первая часть 19-й книги, серия «Сведения о жителях села Карткироз 1646-1850 годов», а в декабре вторая часть, охватывающая 51-29 годы. Из-за большого объема информации издание пришлось разделить на две части, потому что второе издание было дополнено еще большим количеством архивных материалов. Это ревизские сказки еще плюс за 4 года и исповедальные ведомости еще за 9 лет. Тираж книг в 100 экземпляров удовлетворил потребности большинства интересующихся генеалогией наших земляков. Удовлетворение от большой и нужной, не побоюсь этого слова, выполненной работы и ее результатов было огромное. Потому что мы понимали, что теперь любой пытливый, любознательный читатель найдет в этом издании что-то интересное, трогательное, родное, дополнит истории своей семьи, рода новыми фактами, датами, сможет проследить в ней свои корни, найдет связующие нити между поколениями, узнает имена предков и наполнит их образы неповторимыми чертами и деталями. И что эхо далекого прошлого земли карткирозской отзовется во многих душах и сердцах. И сегодня уже с уверенностью можно сказать, что эти книги явились данью признания и уважения нашим предкам. И, несомненно, послужат благородному делу возвращения и сохранения исторической памяти родного села. С гордостью могу сказать, что работа не останавливается, и что на очереди, а это значит в работе, родословие сел Пезмак, Нившира, Нёбдина. Мы продолжаем открывать свои корни. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к докладчику?
У меня есть. Я вот посмотрела, да. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему нет ссылок под каждой записи, нет ссылок на источник? Указание, архивная ссылка, указанием листа. Там есть списочек использованной литературы, то есть какие источники были использованы. Нет, и список на основные фонды архива, какие использовались при работе. В принципе, большого библиографического списка там нет. Там нужен не библиографический, а архивный, да, то есть список источников. Дело в том, что при таком объеме записей, это очень важно, да, отсутствие ссылки от каждого конкретного. То есть вот если мне нужно понять, вот мои предки, вот это на странице, здесь, скажем, там, не знаю, 315-й, мне куда идти посмотреть сам подлинный текст? Нет, это я перебью, это практически это издание не сможет вот так отправить конкретному в смысле предку. Ага. Это нужно брать книгу и, начиная с 1929 года, зная какие-то фамилии, имя, отчество своих предков, потихонечку возвращаться, занимаясь исследовательской, изыскательской работой. А почему отказались от такой возможности? Ведь когда это составлялось, у вас были данные все эти, у тех, кто это делал, были все эти данные. Когда выписки делались, эта информация была. Почему не опубликовали? Нет, но это бы заняло еще очень большое количество времени, то есть объем, вложенное как бы время, затраты вот на то, чтобы книга обрела вот этот вид, они очень огромные. С этими ссылками, мне кажется, мы бы запутались и просто-напросто не смогли бы сделать то, что было нужно. Вы знаете, я скажу по этому поводу, есть определенный опыт. Марина Анатольевна Борчина, заведующая отделом краеведческой литературы, Кировская областная научная библиотека. Здесь, наверное, проблема не с тем, чтобы вы, наверное, запутались. Конечно, несколько исследователей, краеведов, в основном, не всегда, но многие пишут выходные сведения. Некоторые из них, к сожалению, действительно не записывают, а вот только как список источников. Здесь просто ситуация такая, что издание замечательное, оно действительно показывает колоссальный проведенный уровень работы, но такие иногда исследования порождают тем, что, получается, нужно делать еще одно исследование. А это можно было бы избежать. Здесь вот к вопросу, наверное, как сказать, правильной постановке краеведческой работы, о том, что действительно любое краеведческое издание, краеведение, не нужно забывать, мы его все время нивелируем, а это наука. И имея именно сноску, она никогда никому не мешала, это и есть доказательство научной работы. Но здесь еще вопрос у меня уже по изданию. Понимаю, действительно многие издания, еще часть у нас исследует, например, в Кировской области и в других приезжая, они говорят, это вторая книга. По сути дела, да. То есть это не одно бы у вас был том, а было бы два тома. Потому что действительно на одной метрической записи есть очень много, да, скажем так, страниц. Можно было бы, может, объединенные делать ссылки. Такой вариант тоже возможен. Это уже сокращает. Да? Не пофамильно, не по дате, а потому что все-таки иногда 5-6 записей на метрической книге может быть. Уже у вас это сократит объем, да, скажем так, именно страниц книги. Но когда это есть, это действительно, во-первых, и людей привлекает, как сегодня говорили, не зря все и владимирцы, и ваши подтверждали, удобство, быстрота, простота, иногда и сразу. А здесь мы говорим о том, вот вы должны пойти, вот еще раз вы возьмете, тут фонд и опись, все, и вы начинаете тот же самый путь, который делали те исследования. Вы всю опись должны пройти, вы должны это, и уйдут то же самое, те же могут быть и годы. А у меня вопрос еще по изданию. У вас есть указатели, это здорово, но в этих указателях нет страниц. Да, фамилий не так много. Это к вопросу, что те, кто это делал, и те, кто живут, да, в этом местечке, действительно, они, наверное, у своих там всю книгу просмотрят. Но когда ты делаешь это быстро, вот я сейчас посмотрела, да, там, интересную мне фамилию, например, я страниц не вижу. Я понимаю, что я вот этот весь том, не знаю, сколько месяцев, должна прям постранично
сидеть и просто его читать и читать, чтобы выявить все фамилии, которые они встречают. Действительно, они, может, не будут там родственники того человека, которого я, например, смотрю, но это и есть тут как квалифицированный поиск, к которому, в принципе, должны стремиться, в том числе краеведческие издания, потому что колоссальное потраченное время, я знаю, сколько действительно это занимает времени у людей, которые и средств, в том числе, когда еще ездят в разные регионы, а ваши исследователи эти делают, и книги ваши передают в фонд нашей библиотеки, потому что там встречаются в метрических записях и наши вятские жители наших городов и наших губерний. Поэтому просто бы хотелось, чтобы такая книга, она действительно была уже по-настоящему на века, и содержала все необходимые справочные сведения, которые должна была содержать. Это на будущее. Просто это нужно начинать в самом начале. И когда люди это уже понимают и делают, то, конечно, могут быть опечатки. Они у любого, даже у ученых встречаются. Но все-таки уже часть работы вы колоссальной, уже, ее ставите для потомков, в частности. А так это получается, что на этом нужно снова идти и что-то делать. То есть вы просто показали, это есть, смотрите, как много, как здорово, вы можете дойти до такого века, но мы вам предлагаем совершить точно такой же путь. Если вы хотите проверить или хотите получить документ. Еще как вариант, сейчас все архивы тоже выполняют финансовый план, вы на основе этой книги можете сделать запрос, и за приличную сумму вам справочку найдут. Да, потому что ни опись, ни дело, опись есть, дело не указано, страницы нет. То есть они также будут это выявлять, сколько уж потратить время-то одно, а сумма достаточно круглая выходит. Но такой вариант есть. То есть это доказательство того, что в архиве сведения есть. И уже просто написать, что их нет, да, что тоже бывает, уже не получится. Но суть то, что здесь, требует доработки, Можно я добавлю скажем. немножко? Все-таки может быть даже отсутствие вот этих страниц, ссылок, они настолько сподвигают наших пользователей этих книг к изыскательским работам, вы не представляете. Они настолько счастливы вообще сами найти что-то о своих древних родственниках, что с такими слезами на глазах они приходят в библиотеку и говорят: я нашел, что вот это как-то уже немножко отходит в сторону. Знаете, давайте это не будет отходить в сторону. Смотрите, какая вещь. Все здорово. Но вы умеете читать архивные документы, а обычные люди могут не суметь. Они будут принимать, например, и жена его Марья Иванова, и они будут думать, что фамилия ее Иванова. И будут говорить: нет, у нас на самом деле не так было, не Иванова она, а она просто, это отчество. Да? И нет, это не совсем так. Вот я думаю, что вот эта работа огромная, которая сделана, вообще, слава Богу, что вы ее сделали. Великое дело, потому что вы своих, да, курткировских, завели сейчас, да, вы включили, а вот теперь готовьтесь ко второму изданию. Это вот в отношении того, что уже сделано. А в отношении того, что не сделано, настоятельный совет. Вот сейчас не торопиться, переобдумать это дело, да, и сделать немножко иначе. Там еще одна вещь. Эти сведения даны в пересказе. Когда я увидела 5,5 лет, да, я поняла, что это 5,5, да, но такого не было в документах. Опущены сведения о вероисповедании родителей. А это как? А иногда это единственная возможность атрибутировать. Наши, не наши, да? Опущены сведения о дате крещения, что совсем никак, потому что неправда, что всегда крестили детей на первый, на второй день или на третий, а иногда половодье или мороз, или помирать собрался, а чего, да? И дата крещения потом шла у человека во все документы, дата крещения, а не дата рождения, да? И как это? И тогда не опознать. Во всяком случае, здесь при громадном вкладе в эту работу есть вещи, которые я настоятельно советую, Марина Анатольевна, попробовать убрать в продолжении этой работы или тем из вас, кто пойдет следом. Еще одна вещь. Там много иллюстраций. Потрясающая работа по их добыванию, огромная. Но иллюстрации, вот эти вот фотографии должны атрибутированы полностью. Если вы получили фотографию, под которой, как здесь, подпись есть «только год», значит, надо было у человека, от которого вы получили фотографию, вызнать все, что только можно. А кто это? А я не знаю. А что? Откуда у вас это? А вот этот человек, это какого года фотография? То есть фотографии точно так же надо дорабатывать. Да, это работа на годы. Но это работа тогда с таким сухим остатком, который будет иметь цену настоящую, да?
Это работа на год. И еще одна вещь. Когда вы делаете такие сложнейшие проекты, настоятельный совет. Первое издание делать электронным. Электронным. Первое, как проба пера. Электронное. Вы на это электронное издание со всей страны получите отклики, потому что ваши корт-киросские, бодрые, да, вот, имея такого предка, да, корт-тайги, да, он, наверное, они по всей стране и не только. Кто-то откликнется, кто-то напишет, уточнит, дополнит, скажет, а это фотография моего прапрадеда. Вот я помню, да? И вот тогда, вот, то есть обкатка вот этого материала позволит вам потом, вот когда вот эта вот обкатка закончится, вы увидите, что уже комментариев меньше, уже у вас меньше белых пятен. А вот тогда издавайте на бумаге. И спонсор найдется, потому что будет видно, что вы, собственно говоря, миру предлагаете. Первый вариант лучше делать электронным. И у вас не будет тогда вот этого мучения с объемом, а во что мы влезем, если мы не сократимся. А лучше не сокращайтесь, а лучше цитируйте. В метрических записях нет вообще ничего лишнего. Просто ничего. А в других сведениях, в других источниках лучше пропускать с отточием в квадратах, да, как положено, чем пересказывать. Пересказ всегда грешит внесением собственных ошибок в том, в чем ошибок быть не должно. Но вы, тем не менее, я боюсь, что мы вас огорчили. Нет, нисколько. Вы потрясающую работу сделали, и корт-кирос счастлив такими специалистами в библиотеке. Но просто ее надо продолжать теперь, вот эту работу. Надо немножко передохнуть, Передохнуть. потому что она только мне перестала сниться еще во сне, эта книга, буквально вот совсем чуть-чуть. Значит, вот передохнуть, выдохнуть, переобдумать немножко план дальнейшей работы. Ничего страшного, если продолжение по Пезмагу и по другим населенным пунктам будет отличаться от этого. А к этому вы вернетесь. Ну, в общем, конечно, ура корт-киросу бодрому. Кто-то хочет еще что-то сказать по этой работе? Нет? Спасибо большое. Спасибо за комментарии. Завершает нашу сегодняшнюю рабочую программу два выступления сотрудников Национальной библиотеки. Я представляю слово Пернышевой Ольге Валерьевне. Партнерский проект «Сводный каталог изданий, выпущенных на территории Коми АССР в период Великой Отечественной войны». А можно нам это издание? Добрый вечер, коллеги. Как сказано в указе президента Российской Федерации от 8 июня 1996 года, 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории – начало Великой Отечественной войны. Это день, изменивший течение жизни нашей страны и ее народа, работу всех отраслей хозяйства. Война нанесла огромный ущерб издательско-полиграфической деятельности и всему книжному делу не только оккупированной территории, но и в глубоком тылу, кардинальным образом изменила книжную культуру и Коми АССР. С началом Великой Отечественной войны издания книг и тиражи выпускаемых газет сократились. Трудно стало с авторскими и редакторскими кадрами, ведь все мужчины уходили на фронт. Так прекратилось издание газеты «Коми Комсомолец» и единственного тогда журнала «Ударник». В корне изменилась тематика издаваемой продукции. Был приостановлен выпуск многих книг, не отвечавших первоочередным задачам военного времени. И все же, несмотря на все трудности, Коми-книжное издательство и Дом печати продолжали свою работу. Исследователи достаточно редко обращались к изучению вопросов книжной культуры в Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Наиболее известным является монография Ларисы Павловны Рощевской «Коми-книга военного времени 1941-1945», вышедшая в 2005 году. До нее проблема книжной культуры Коми АССР в годы войны не рассматривалась в научной литературе специально. Отдельные упоминания об этом периоде представлены в публикациях бывшего директора Коми-книжного издательства Дмитрия Мартемьяновича Ликанова, в коллективной монографии истории Коми с древнейших времен до конца XX века, в некоторых тематических изданиях. В работе Ларисы Павловны были проанализированы процессы развития книжного дела этого периода, в частности, сделаны обзоры выпускаемых изданий по видам. Отдельный раздел был посвящен полиграфическому оформлению и иллюстраторам книг.
Здесь же впервые был представлен библиографический список книг, изданных в Коми СССР в 1941-1945 годах. Автором была проведена колоссальная работа по сбору информации. Но все же основным ее методом стала работа с ранее выпущенными печатными каталогами книг, служебным каталогом Книжной палаты Республики Коми. И лишь в некоторых случаях работа велась с девизу. Вероятно, поэтому в представленном в издании списке не отражены в полном объеме сведения о художниках, переводчиках, редакторах изданий. Отсутствие именного указателя также затрудняет работу с представленным списком. Именно поэтому Национальная библиотека Республики Коми взялась за создание каталога издания, выпущенные на территории Коми АССР в период Великой Отечественной войны из фондов Национальной библиотеки Республики Коми. Был выпущен, мы его презентовали в июне 2023 года. Каталог состоит из двух разделов – книги и периодические издания. В первый раздел входят книги и брошюры, из них большая часть на коми-языке. Определяя критерии отбора изданий, мы ориентировались на даты начала и окончания Великой Отечественной войны. В каталог вошли книги и брошюры, даты подписания в печать которых датируются периодом 22 июня 1941 года, 9 мая 1945 года. При составлении каталога все источники, за редким исключением, были просмотрены девизу. Экземпляры книг, которые мы не смогли подержать в руках, отмечены в указатель звездочкой. Описание книг расположены по году издания внутри в алфавитном порядке. Каждому документу указаны инвентарные номера с фондом хранения. Пролистав наш каталог, вы увидите немало изданий, сохранившихся в нашем фонде в единственном экземпляре. Все библиографические описания имеют сплошную нумерацию для удобства пользования справочным аппаратом каталога. Невозможно было не включить в каталог периодические издания военного времени. Составителями каталога было принято решение, что в нем будут представлены издания, выходившие в республике по состоянию на 22 июня 1941 года. Поэтому в каталог вошла информация о газете «Коми Комсомолец», последний выпуск которой вышел 23 августа 1941 года, но не включен журнал «Ударник», выходивший по май 1941 года. Библиографическое описание газет содержит сведения о годовых комплектах, то есть о выпусках с 1 января 1941 года по 31 декабря 1945. Также представлена информация о периодичности издания и его объеме. Справочный аппарат каталога представлен именным указателем, в который включены имена авторов, редакторов, составителей, переводчиков, художников и других лиц, принимавших участие в создании книг, отраженных в каталоге. Именная рубрика содержит отсылки на номер библиографического описания книг и брошюр. Мы уверены, что этот каталог станет дополнительным источником для исследователей этого трудного для нашей страны периода истории. Его электронная версия размещена в свободном доступе в Национальной электронной библиотеке Республики Коми, что позволяет ему быть более доступным, что для нашего читателя, конечно же, немаловажно. И все же мы понимаем, что подготовленный нами каталог не отражает всего печатного репертуара того времени. Местные издания периода Великой Отечественной войны бережно хранятся не только в Национальной библиотеке Республики Коми, но в целом ряде фондохранилищ республики. Сообщения, озвученные на прошедшем 22 июня 2023 года круглом столе Коми-книга периода Великой Отечественной войны, показали, что в учреждениях и организациях Сыктывкара хранятся уникальные издания, в том числе ранее не становившихся объектом отдельных исследований и не вошедшие в какие-либо каталоги. В частности, никто ранее не занимался выявлением и кумуляцией информации по листовому материалу, плакатов и листовок, выпущенных коми-книжным издательством и местными типографиями и хранящимися сегодня в фондах Национального музея и галереи, и наверняка каких-либо других фондов. А ведь это интереснейшая страница истории печати региона. Проведенная Национальной библиотекой Республики Коми работа по оцифровке и размещению в свободном доступе в Национальной электронной библиотеке Республики Коми газет периода Великой Отечественной войны также показала, что хранящиеся в нашем фонде неполные годовые комплекты мы можем восполнить документами из фондов Национального архива Республики Коми. Исходя из этого, мы вышли с предложением о реализации партнерского проекта по созданию сводного каталога книг, выпущенных на территории Коми СССР в годы Великой Отечественной войны.
К сотрудничеству привлечены крупнейшие фондохранилища республики, главная организация по аккумуляции сведений для сводного каталога – это Национальная библиотека Республики Коми. Разработана и согласована с партнерами проекта методика сбора информации для сводного каталога. Так, работа по созданию сводного каталога будет осуществляться на основе нашего библиографического указателя, включающего 274 наименования книг и брошюр и 16 наименований газет. Работу планируется завершить весной 2025 года к 80-летию Победы. Подведение первых итогов по исследованию фондов планируется озвучить на ежегодных чтениях «Книжные сокровища Коми» уже в ноябре 2024 года. Ну и, конечно же, мы приглашаем библиотеки и музеи республики и других регионов присоединиться к нашему проекту и исследовать свои фонды на предмет хранения в них изданий периода Великой Отечественной войны, выпущенных на территории Коми СССР. Ведь только совместными усилиями можно воссоздать полный репертуар Коми-книги военного времени. Спасибо. Спасибо большое. Очень энергично, очень информативно. Есть ли вопросы? Ну, думаете, а то у меня вот есть. Я бы так, может, не успела его задать, а так спрошу. Круг источников. Вы сказали о том, что он не полный, да, сейчас. То есть невозможно определить вот этот вот корпус этих источников, исходя только из фондов Национальной библиотеки. Но дальше, я, наверное, что-то пропустила. Дальше вы говорили о других местах, но в пределах республики. А РНБ, вот так вот посмотреть, это очень просто. Тоже думаем, да. Учитывая, что в интернете-каталоге представлены, да, конечно. Лучше всего просто, ну, я не знаю, давайте мы поможем. Мы можем просто попросить выгрузить список всех изданий на территории Коми, Республики Коми, просто выгрузить из нашего каталога. Наши каталоги, к сожалению, сейчас страшны, как смертный грех тоже, как у всех. Да, мы болеем теми же болячками. Поэтому надежнее будет так. Разумеется, книжная палата. Вот где бы она сейчас ни была, наша Российская книжная палата, тоже источник, потому что те фонды, вот если что-то поступало, то к ним должно было бы поступить. Вот, и мне кажется, что дособрать по соседним регионам. Да. Конечно. Поэтому я сейчас как раз пользуюсь этой возможностью, приглашаю коллег к партнерству. Ну, прямо вот просто не приглашайте, а прямо берите, там, не знаю, за грудки и говорите, отдайте. Нет, серьезно, и на языках, и у нас надо спрашивать, у нас в отделе национальных литератур, в нашем фонде на коми-языке, конечно, я еще, если соберетесь, охотно вас направим и скажем, где. Второе. Если делать следующее издание, а оно вам светит точно так же, как нашим коллегам, которые выступали до вас, то вернуть туда или сделать заново хороший обзор, аналитический обзор вот всего этого корпуса. Он не такой большой, 274 книжки, да, в книжке такой должен быть, да, я знаю, да, должен быть хороший обзор, ну, солидный, да. Третье. Я думаю, что стоило бы сделать еще две вещи. Первое – это в именном указателе везде абсолютно раскрыть инициалы. У вас сейчас, это я такого не видела никогда, почему-то раскрытые инициалы – это отличительная особенность персоны, да, не автора. Там прям так сказано. Я такого библиографического маневра не знаю, не слышала. А раскрывать инициалы, ребята, это наша святая обязанность во всех случаях, когда мы можем. Мы на болотистой почве краеведения себе расслабляться не можем позволить, поэтому нет, не так, да. Ну и, в общем, вот, и удачи вам, потому как это прям вот, ну да, вот сводный каталог книг этого периода, здорово. Вообще такое надо делать. И еще обратите свои взоры на Тулу, которая, собрав газеты военного времени, начала их раскрывать тематически. Они сделали потрясающую штуку, наберите где-нибудь в поисковиках «Военная лира». Они вытащили из своих газет все публикации стихов и стихотворных подписей к рисункам. Можете себе представить? Они их атрибутировали.
насколько смогли. Они сделали их обзор, и из них они сделали антологию, чтобы было понятно, чем дышали люди, что читали люди, да? Что писали люди вот в такой форме во время войны. Очень показательная штука. Они вытащили из своих газет военного времени публикации, в которых есть какой-то герой, какая-то персона. Герой газетной полосы. Найдите, пожалуйста. И вот это же, можете этот же подвиг, пользуясь их опытом, а у них подробнейшие разработки того, как это сделано, и статьи есть, вы можете повторить, и все могут повторить. И включить ТБС, ваши дорогие, потому что вот эту работу вместе с Тульской областной библиотекой делали ЦБС. И волонтеры. Классные проекты. Вот на этом материале вы можете это сделать. Чего я вам очень желаю, потому что вы такие бодрые молодцы, замечательные, правильные темы. Может быть, дальше вы возьмете, пойдете еще назад. До войны тоже бывали всякие времена, которые очень интересны, да? Ну, что такое? Ну, 5 лет войны, 4. У меня не вопрос, тоже предложение, как бы комментарий. Вот в руках держу как раз ваш указатель, смотрю. И вот у меня такое предложение. Я думаю, что такой указатель, он вообще полезен для всех, не только те, кто знает коми-язык, для национальной библиотеки, а переводов названий нет. Есть. Есть, да? Ну вот сразу не вижу. То есть В библиографическом описании перевод заглавия есть. есть, да? Ну Да. вот, хорошо. А все, сейчас уже увидела. Да. Просто, видимо, не везде. Да, не Ну, везде. там, где Видели? на коме языке читается аналогично русскому, естественно, перевод, ну, например, Бородино или там что-то, Кутузов, естественно, не давали, а там, где именно коме, перевод дан. Ну, понятно, да, где можно догадаться, вот как вижу, классы там, да, учебник. То есть не везде, поэтому не всегда понимаешь. И поэтому, ну, вот тут интересно, я тоже обращу внимание, уже вот сфотографировала, хотя вот сами иллюстрации не очень прям читаемо обложек. Красивая идея, но сложно прочитать, и год с трудом. Но просто вижу прям некоторые обложки в один, которые выходили у нас в Кировской области. При этом вот и отсюда вот предложение уже не увидела, по крайней мере, может тоже поправите, содержание сборников. Можно было бы указать, потому что я вот прям вижу «Храбрые и ловкие». Это у нас книга выходила у Леонида Дьяконова знаменитая, которую издавали и в Кирове, и в Москве. В 2 вариантах. И одна обложка прям повторяет нашу книжку один в один. Но издана у вас здесь в издательстве. Поэтому, вот, если успею, с удовольствием посмотрю, потому что занимаюсь творчеством, в том числе этого человека. Вот. Поэтому иллюстрации, наверное, бы хотелось более четкие, да, на простой бумаге, хотя идея интересна, но ее надо в чем-то, наверное, в другом воплотить, так скажем. И содержание сборников. И тогда было бы очень удобно. Ну, можно было бы уже не гадать по обложке, это наш автор или не наш автор. То есть он здесь есть или в действительности просто это... Ну, такая форма обложки, которая, ну, бытовала, получается, в разных, скажем так, регионах нашей страны в период время войны. Спасибо. Да, коллеги, большое спасибо за замечание. Ну, маленькую реплику, поэтому скажу, что именно поэтому у нас это издание вышло только в сигнальных экземплярах, да, и оно в электронном виде, в рабочем, так скажем, именно поэтому мы и берем некую паузу для всех дальнейших уточнений. Да. Это грамотно сделано. Одна мелочь, коллеги. Существует такой библиографический жанр, очень просто вот зачетный, называется предварительный список. Вот если вы понимаете, что что-то сделано, правильно, что это опубликовано, абсолютно, вот это как раз нельзя было бы останавливать. Да, вы знаете не все. Правильно, что опубликовали, но в таких случаях всегда лучше указывать прямо в подзаголовке. Понятно, да? Предварительный список – это зачетно, это правильно. Вы предупреждаете, что это еще не полная штука, и люди тогда начинают вам присылать дополнительную информацию. А так ощущение, что вы закруглились. Каталог, уже все, каталог, уже золотом по мрамору, уже все классно. Вот. А так очень здорово. Конечно, да, здорово. И это честное, даже когда будет следующее издание, вот это честное издание должно жить. Его не надо прятать никуда. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо огромное. Ну и завершает Данчикова Екатерина Леонидовна, заведующая библиографическим отделом Национальной библиотеки, проект «Неизвестный Савин. Современное прочтение как новый объект литературного наследия Республики Коми».
Раз. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начну с тех фраз, которые уже здесь прозвучали, но тем не менее напомню, что краеведение всегда занимало одно из приоритетных направлений в деятельности Национальной библиотеки Республики Коми. И, конечно, в соответствии со стратегическими национальными задачами, указанными президентом Российской Федерации в основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, библиотека проводит множество мероприятий по популяризации творчества наших писателей и писателей Республики Коми. Полный репертуар собраний трудов национальных авторов, составляющих Золотой печатный фонд библиотеки, позволяет осуществлять плодотворную и систематическую работу по созданию библиографических изданий в литературном краеведении. В разные периоды времени библиотекой выпускался цикл персональных биобиблиографических изданий в серии «Писатели Республики Коми». В ряду этой серии прозвучали имена таких писателей, как Геннадий Федоров, Альберт Ванеев, Алексей Попов, Геннадий Юшков, Надежда Мирошниченко и Галина Бутырева. И особо значимым для культуры республики стало издание в 2017 и в 2022 году фундаментального биобиблиографического словаря писателей Коми в 2 томах, который достойно представил целостную картину литературного процесса в крае. Особое место в этом ряду занимает имя Виктора Алексеевича Савина, Нёгинца Виттер. Коми советского поэта, актера и драматурга, одного из основоположников коми литературы, фольклориста, основателя театрального и музыкального искусства края. Несмотря на короткую и трагическую жизнь, Виктор Савин успел сделать невозможно много, оставив богатое творческое наследие. Ученые республики говорят о нем так. Это та личность, к которой приложимо известное высказывание о деятелях эпохи Ренессанса. Эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Еще в 2008 году библиотекой был издан биобиблиографический указатель Виктор Алексеевич Савин, который стал основным источниковедческим ресурсом для нового проекта «Неизвестный Савин. Современное прочтение». Проект «Неизвестный Савин. Современное прочтение» был осуществлен в год 135-летнего юбилея писателя в 2023 году. В рамках конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области культуры и искусства, проект был поддержан субсидией Министерства культуры и архивного отдела Республики Коми. Литературное наследие Виктора Савина достаточно изучено, но читатели не были знакомы с его публицистическим творчеством. Его статьи по истории края, истории политических и экономических реформ, становлении государственности совсем не представлены в доступе. При этом ученые, изучающие творчество писателя, признают, что он являлся и основоположником журналистского дела в республике. Национальная библиотека предприняла попытку восполнить этот пробел. Целью этого проекта было создание информационного ресурса билингва, аккумулирующего полные тексты произведений классиков в публицистическом жанре. Своими задачами мы видели привлечение общественного интереса к литературному наследию писателя, представление особенностей формирования государственности республики в контексте исторических событий, отразившихся в работах Савина, и обеспечение всеобщей доступности к работам писателя путем размещения ресурса на сайте «Культурная карта Республики Коми» и в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Партнерами проекта выступили Национальный музей Республики, Национальной Республики Коми, Национальный архив. Стратегическим, но заочным партнером был Институт языка, литературы и истории Коми научного центра, ученые которого консультировали нас по спорным вопросам. Письма поддержки предоставили Сыктывкарский государственный университет и Союз журналистов Республики Коми. Вступительное слово к изданию подготовил и представил известный в республике журналист, главный редактор республиканского журнала «Регион». Переводы текстов с коми на русский осуществляли специалисты Национального корпуса коми-языка. А курирующим переводчиком стал руководитель, главный редактор редакции журнала «Радуга». Приступая к работе, составители полагали, что никаких сложностей не будет, ведь библиография работ Виктора Савина уже имеется, и остается лишь собрать эти тексты и перевести их в машиночитаемую версию. Замечу, что на реализацию проекта отводилось полгода.
На деле составитель столкнулся с новыми вызовами, которые, мы считаем, были достойно преодолены. Во-первых, заново пришлось изучать материалы исследователей творчества Савина и престатейную библиографию к ним, потому что за период с 2008 года по 2023 год стали рассекречены и были введены в научный оборот новые биографические документы репрессированного писателя. С этими документами сотрудники библиотеки работали в Национальном архиве Республики Коми. Во-вторых, помимо указанных в библиографическом списке работ, методом сплошного просмотра периодической прессы было обнаружено порядка 30 статей, не отраженных в указателе. В-третьих, составители взяли на себя смелость, несомненно, после консультаций с учеными, и включили в дайджест статьи с обнаруженными новыми псевдонимами Савина, аббревиатурой его имени и фамилии. Виктор Савин сам признавался, что за отсутствием достаточного количества работников типографии в издательстве приходилось публиковать статьи под вымышленными именами. В-четвертых, некоторые оригиналы источников, к сожалению, стали уже нечитаемыми вследствие физического истирания, утраты фрагментов текста или некачественного переплета. Такими же нечитаемыми оказались и копии, перенесенные на микрофиши. Поэтому достаточное количество текстов сотрудникам библиотеки приходилось расшифровывать. В предисловии составитель упоминает о наличии в дайджесте недостающих и нераспознанных букв или слов. В-пятых, в дайджесте появился вовсе не предполагавшийся раздел, который был включен по предложению наших краеведов-читателей, изучающих творчество писателя. Составители прислушались к их мнению и теперь завершает дайджест приложения, где собраны полные тексты прижизненных статей о творчестве писателя, его коллег по писательскому цеху. При подборе материала составителями было девизу просмотрено около 300 статей из 14 наименований периодических изданий начала века. Набрано вручную, я так обозвала, правильно не знаю, как назвать это слово, 203 полных текста, из которых 73 на коми-языке. Таким образом, объем печатной версии дайджеста составил более 400 страниц. Структура материала в дайджесте следующая. Он состоит из 5 тематических разделов, приложения и справочно-библиографического блока. На слайде представлена обложка печатной версии дайджеста. Основную часть предваряет хроника основных дат и событий биографии Савина, которая позволяет читателям соотнести хронологию опубликования статей с вехами его жизни. Составитель решил, что материал дайджеста должен быть сгруппирован по направлениям общественно-политической жизни края и страны, а внутри каждого направления статьи расположены в прямой хронологии по дате выхода в свет статьи. Это, конечно, сделано для того, чтобы читатель мог представить себе жизнь провинции или уездного города в первые годы советской власти в каждом из направлений общественной жизни. Так выглядит разворот печатной версии дайджеста с примером параллельного перевода статьи. В текстах статей сохранены стилевые и орфографические особенности оригиналов. Коми-тексты представлены в молодцовской и латинизированной графике. Спектр тем политических заметок, собранных в разделе «В стране и мире», разнообразен. Он включает публикации Савина, отражающие новости партийной жизни и положение Советской Республики на международной арене. Новости Коми области – самый объемный раздел, посвященный событиям, происходившим в Коми крае. Раздел состоит из нескольких тематических подразделов, освещающих общественно-политическую жизнь и экономику области, статьи о культуре и искусстве, образовании, литературе и печати, этнографии и фольклору. Какими проблемами в те далекие 20-е годы прошлого столетия жил город Сыктывкар, ранее Усть-Сысольск, читатель узнает из 3-го раздела «Хроники Усть-Сысольска». Здесь представлена, как бы мы сегодня выразились, новостная лента и статьи о злободневных проблемах города. В 4-м разделе представлены художественно-публицистические произведения автора, написанные в жанре фельетон. Автор пишет о слабостях человеческой натуры, которые проявляются у жителей Коми края начала 20 века в разных сферах общественной жизни, в партийной жизни, в религиозных убеждениях, в городских сплетнях и многих других. Уверены, что описанные писателем в фельетонах жизненные ситуации, печальные и комичные, будут интересны современному читателю. 5-й раздел включает биографические заметки. Их Савин начал впервые писать в 35 лет, а в 40 лет своей жизни
в журнале «Орден» была опубликована более полная его автобиография, которая содержала интереснейшие и честные факты. В приложении размещены, как я уже говорила ранее, полные тексты статей писателей, соратников о творчестве Виктора Алексеевича, опубликованные в период с 1923 по 1937 года. Важным элементом структуры дайджеста является справочно-библиографический блок, который включает статьи, представленные в издании, указатель персоналей, список устаревших слов и словосочетаний, список сокращений. Библиографические записи на статьи, представленные в издании, сформированы аналогично расположению полных текстов статей в дайджесте в хронологическом порядке выхода в свет статьи. Современный способ обеспечения доступности краеведческого ресурса для читателей является его размещение в сети интернет. Поэтому помимо печатной версии дайджеста, который пока проходит процедуру корректуры и вычетки, и тираж которого будет ограниченным, электронная версия дайджеста уже размещена на сайте «Культурная карта». Тут мы интуитивно последовали совету Надежды Михайловны и сделали пока электронную версию. Структура электронной версии дайджеста совершенно идентична печатной версии. Ну вот я представлю, вот так выглядит первая страничка. И включаясь в разделы, например, новости Коми области, к сожалению, тут не очень хорошие картинки, но тем не менее раздел с подразделами представлен. Вот непосредственно сами статьи в этом подразделе. Ну и, например, вот так выглядит статья. Сначала она идет на коми-языке, полный текст, потом полный текст в переводе на русский язык. Впервые изданное собрание публицистических сочинений классика коми-литературы, отраженных в печатной и электронных версиях дайджеста «Неизвестный Савин», не что иное, как новый объект литературного наследия края. И прежде всего потому, что читатели дайджеста откроют для себя Виктора Алексеевича совершенно новой стороны, как журналиста, глашатая нового революционного времени. Кроме того, представленные в дайджесте материалы будут введены в научный оборот современными исследователями творчества писателей. И составитель надеется, что электронная версия дайджеста в будущем будет пополняться новыми статьями Савина, когда ученые определят авторство других статей, представленных в местной прессе XX века под множеством неразгаданных псевдонимов. Спасибо. Спасибо. Вот бывает так, что последний доклад, все уже устали, а он очень интересный, и мы отдельно вас за это благодарим. Скажите, пожалуйста, я не надеюсь уже на ваши вопросы. Значит, скажите, пожалуйста, я надеюсь, что вы к завтрашнему дню. С нечитаемыми экземплярами изданий, которые пришлось расшифровывать, вы не пытались найти другие экземпляры этих же изданий? Мы даже по МБА заказывали из РГБ, из РНБ копии, но они, к сожалению, вот именно в этих же местах, так в большинстве случаев были лакуны. Это Бывает. Вещь мистическая. Да. Поэтому в текстах мы ставили вот этот значок, пробел, и, собственно, пришлось так в некоторых позициях. Еще вопрос. Вы упомянули о том, что тексты пришлось набирать вручную. Почему? Потому что сканировать, например, вообще мы упростили для себя задачу, потому что, например, работая в Национальном музее и в архиве, мы фотографировали на телефон эти тексты, а потом приходили на рабочее место и вот руками набирали их. Сканировать возможности не было, потому что и развороты нехорошие. Понятно. Чисто технически так было удобнее. В некоторых случаях некоторые тексты были в корпусе коми-языка уже набраны, и это нам поспособствовало несколько. Но это единичные варианты. Учитывая физическое состояние газет, да, оно тяжелое, может быть, стоило бы то, что вы сфотографировали на телефон, неважно куда, да, в какой-то архив сложить оригиналы, чтобы не дергать лишний раз газеты,
Понятно, да, про что я? Да, я То есть, понимаю, чтобы что лишний раз не какую-то листать базу данных газеты. создать, фотокопий. Ну, Да, таких. вот такой небольшой архив вот этих вот копий, неважно, они там будут и отсканированные, из телефона, какие угодно, да, сфотографированные, пощадить газеты. Потому что, да, вот, то есть человек может обратиться, если у него сомнения, так ли напечатали, да, так ли набрали, но чтобы он обращался уже не к газетам. Да? Ну, хорошо, надо подумать. У нас, конечно, они все есть в в локальной сети, но для доступа читателю тут чуть-чуть, наверное, они чуть-чуть не будут соответствовать качеству все-таки, как мне кажется. Это такой... Ну, что, Мария? Знаете, очень знакомая ситуация, к сожалению, у нас, к счастью, у нас очень большой фонд периодической печати, а фондохранилища очень часто были маленькие. Сейчас, хотя вроде у нас места достаточно, но мы понимаем, на вырос нам вообще тоже не хватает. И у нас где-то, ну, в разных состояниях тоже есть хранение. Сейчас у нас открылся центр консервации и реставрации, стало легче, потому что было очень трудно. А мы раньше, ну, там буквально, если несколько подшивок в год могли уговорить реставраторов, потому что нам казалось все просто, ну расшейте нам хотя бы. А оказывается, их нужно еще расклеить. И клей там такой, который не всегда поддается правильному там, чтобы статьи эти все разобрать. Но все-таки сейчас у нас возможность это появилась более глобальной, даже реставрируют уже сами газеты. Все-таки есть вариант, если возможность расшивки простая, да, их оцифровка и консервация по возможности, и именно создание самых критических ваших газет. Потому что здесь уже, ну, включается принцип, чтобы вот до вас сохранилось, ну и чтобы на столетие далее это сохранилось дальше. И здесь уже, как нам, в общем-то, и рекомендовано по библиотечному делу, да, что мы такие газеты выводим из обращения с пользователями, а именно предоставляем электронные копии. Не потому что прям вот мы такие новомодные, и у нас такие возможности есть. А в данном случае здесь самое главное – это действительно сохранение. Поэтому вот если есть возможность, да, именно их, насколько это можно, да, вот расшить, в каких-то случаях действительно бывает, что нужно склеить, потому что у нас еще оказалось, что, ну, я не знаю, но, видимо, были такие сотрудники, которые переплет ради переплета. У нас так переплетали, что газету прочитать можно было невозможно. Только первая страница, там дальше не подлезть ни в одну сторону, ни в другую. Встречались такие газеты. Эти мы в первую очередь газеты, да, расшивали, хотя иногда они по качеству были хорошие, потому что люди-то их прочитать не могли, и они сохранились до наших дней. А вот если только это была, скажем, такая тенденция выработана, да. А в таком случае, ну, наверное, вот поэтому я соглашусь все-таки создание либо оцифрованного, да, архива именно таких газет, либо какого-то фотофонда. Ну, какая возможность есть в библиотеке? Потому что, конечно, это понятно, что разрушение пойдет дальше по разрывам. И я поэтому Надежде Михайловне сказала ремарку о знакомой ситуации, потому что подшивали газеты практически везде одинаково. И если статья уходила в переплет, то чаще всего в одном и том же месте получались дырки, потому что одна и та же технология была создания переплета, подшива для газет. Поэтому колоссальный труд, спасибо большое за доклад, и будем ждать ваш показатель прекрасный. Печатный вариант. Отдельное удовольствие ваша работа с псевдонимами. Коллеги, вот это то, что многие пропускают с легкостью, да, вот фамилия есть все, а вот работа с псевдонимами вы столько накопали. Скажите, а что дальше будет с этим? Библиотека будет продолжать устанавливать или какие-то замечательные исследователи? Мне кажется, что это должно литературоведческий быть анализ текстов, сверки текстов. Мы на себя такую миссию глобальную не возьмем, мы будем ждать результатов работы исследователей. Ну, то есть, конечно, словарь псевдонимов, да, Масанов отработан, да, и в электрон отработан? Скажем так, псевдонимы, которые 5 известных псевдонимов Виктора Савина, они известны и во все источники вошли. Словарь псевдонимов проверен? Обратите проверен. внимание, У нас электронная версия, не печатная, не книжки, а электронная, потому что она дополнена, она полнее. Да? По Савину мы псевдонимы Все вот эти отработали. прогнали. Да. Ну, понятно. Ну, может быть, можно, кстати, те, которые вам скажут, что они, скажем, вероятнее да, чем нет, опубликовать, ну, просто оговорить. Опубликовать что? Опубликовать, но оговорить, что, возможно, принадлежащие Савину. Тогда у вас круг тех, кто мог бы исследовать это дальше или возразить, вырос бы, потому что, чтобы эти тексты атрибутировать надежно, надо их видеть.
да, никакой ошибки в этом при помещении этого в указатель не было бы. Если оговариваешь, можно все. Но если вы вот на сайте, вы можете это сделать. Разместить тексты предположительно принадлежащие его перу, разместить, чтобы у вас больше рук, больше глаз, больше голов могли вам помочь в решении этой задачи, потому что, ну вот, видимо, любитель был псевдонимов. Да. И теперь я не поняла, я запуталась. На слайде была готовая книжка, а вы говорите, что она это еще... Он уже смакетирован фактически, и есть уже сигнальный экземпляр, который правится сейчас. И это 23-м годом или 24-м? 23-м. Тогда посылайте нам на конкурс. 23. Я ничего не слышала, меня никто не выдаст. Мы не выдаст. успеем, наверное, вот в этом году. До 30 апреля. Не успеем, наверное. Тогда Работы по вычетке огромная, 400 страниц, и мы очень тщательно это делаем. Бывает. Спасибо большое. Хорошая работа, спасибо большое. И всем спасибо, что слушали внимательно, да. Целый день отработан прекрасно. Мы не запомнили никаких сбоев с техникой. Техника — это не мы. Мы не сбиваемся с шага. Спасибо большое всем. Значит, если кому-то интересно, я выполню свое обещание, если кому-то интересно поговорить про веб-архивирование, да, то, значит, мы сейчас поймем, если вы, например, поднимете руки, кто собирается, если кто не собирается, это никаких проблем, есть книжка, да, вот, то тогда мы поймем, сколько народу, и решим, где мы будем. Вот, кто планирует так? Сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Сколько? А? Да, хорошо. Значит, тогда мы сейчас решим этот вопрос. Как мы его решим, коллеги? Ирина Николаевна. Мы, во-первых, всем скажем огромное спасибо за сегодняшний день. Отдыхайте до завтра, морально готовьтесь, сидеть не так, как сегодня. Подождите, да, коллеги. Спасибо, да, за сегодняшний день. Вы были внимательны, но не сильно активны. Завтра в 9:30 мы всех ждем здесь, в этом зале. А сейчас и Ивановна подскажет, где продолжит встречу с Надеждой Михайловной Балацкой мы, наверное, здесь оставим, да, это у нас до 18 часов, мы управимся или нет, я не знаю, да, попробуем управиться. В 18 часов вас ждем, кто желает, на показательное мероприятие подняться в Музей книжной культуры, посмотреть наше мероприятие к юбилею Александра Сергеевича Пушкина, но это кто желает. А кто устал, уже мы можем тогда попрощаться до завтрашнего дня. Спасибо всем.